Здравствуйте. Сегодня 12 июня 2024 года. Меня зовут Веста Свенсон. Я провожу интервью с пережившим Холокост Еленой Алшанской от имени фонда Шоа Университета Южной Каролины. Это, извините, мы сейчас в Джерси-Сити, Нью-Джерси, и язык интервью русский. Hello, today... Здравствуйте. Сегодня 12 июня 2024 года. Меня зовут Веста Свенсон. Я провожу интервью с пережившей Холокост Еленой Алшанской от имени фонда Шоа Университета Южной Каролины. Мы находимся в Джерси-Сити, Нью-Джерси, США, и язык нашего интервью русский. Hello, today is June the 12th, 2024. My name is Vesta Svensson, and I am conducting an interview with Yelena Alshansky, a Holocaust survivor, and we are in Jersey City, New Jersey, USA, and the language of our interview is Russian. Представьте себя, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Елена. Родилась я в 1928 году в городе Ленинграде и прожила в Ленинграде свои 50 лет. И какая у вас фамилия? Моя фамилия Коган, и мой отец, он из Белоруссии, моя мама тоже из Белоруссии, и они приехали в Ленинград, я даже не знаю, в каком году они приехали в Ленинград. Вот. Я родилась в 1928 году. Проживали мы в то время на Васильевском острове, в очень хорошеньком домике, который принадлежал гениальному совершенно врачу того времени Видиману. А этот дом принадлежал этому врачу. Но со временем революции дом у него этот отобрали, конечно, и туда поселили, так сказать, вот нас. И дом был не очень большой, всего там было 10 семейств, но это был очень интересный и очень хороший домик для нас. Прожили мы в этом домике приблизительно, я прожила в этом домике приблизительно до 11 лет. Мой папа, сначала он был очень ярым коммунистом, но потом, когда ему предложили другую работу в Русском музее, мы переехали в другой дом на канале Грибоедова. Дом этот принадлежал великому князю Михаилу, это брат Николая I, и он проживал в теперешнем Русском музее. Это был Большой Михайловский дворец. А дом, в котором мы проживали, проживал его обслуживающий персонал, его слуги. И когда, значит, после революции все это у него отобрали, его дом переделали почти что весь в коммунальные квартиры, ну и мой отец получил там квартиру отдельную. И мы до моего отъезда в Америку, я там прожила 16 лет в этом доме, потом другие 10 лет я прожила тоже в доме великого князя Михаила, но уже на Халтуриной улице. Что мне рассказать о своем... Да. Сколько вам сейчас лет? 96. И как звали вашего отца и вашу маму? Моего папу звали Ефим, а маму звали Татьяна. Но вообще Татьяна, ее звали уже по-русски, а настоящее ее имя Этя. Еврейское имя ее Этя. Да. И вы сказали, что они из Беларуси. Они из Беларуси, они из города Гомеля. Они оба там жили, родились и там поженились и переехали. Они вам когда-нибудь рассказывали истории про Гомель? Какая там была, может быть, еврейская община, какая жизнь до революции? Нет, не рассказывали, потому что это было не модно говорить о каких-то прошлых делах, и потом не было причины для того, чтобы они мне рассказывали это.
Нет, не рассказывали. И они с вами говорили только на русском языке, или они использовали когда-нибудь идиш? Нет, они говорили только на русском языке, а вообще-то они говорили на еврейском, будучи в Белоруссии. А папа так и остался с акцентом, он так и не отделался от него. Вот. А мама, она больше адаптировалась, чем папа. Поэтому он так у нас и остался таким сильным, таким белорусским акцентом, еврейско-белорусским акцентом, да. А у вас есть или были братья и сестры? Да, у меня еще 2 сестры, Ира и Соня. Я старше их обоих на 10 лет. Иру я старше на 10, а Соню на 11 лет. Вот, так что, Ира, она уже умерла, а Сонечка, она сейчас живет в Америке, в Бруклине. И вы говорите имена, они на русском языке. У вас или у сестер были еврейские имена? Или есть еврейские имена? Вы знаете, у нас нет еврейских имен. У нас у всех русские имена. София такое, это может быть и русское, и еврейское имя. И Ира тоже это русское имя. И Елена тоже. А как звали ваших бабушек и дедушек? Папиных родителей звали Израиль, а бабушку звали Белла. А маминых родителей звали Ида и Абрам. А вы их в детстве знали? Знала, да. Они жили в Ленинграде? Да. Вы можете что-нибудь про них рассказать, про бабушек и дедушек? Вы знаете, что маминых родителей я как-то не так хорошо знаю, как папиных родителей. Потому что я с ними больше общалась. Хотя они жили в Жлобине, в Белоруссии. А мамины родители, они жили в Ленинграде. И около меня, кстати. Но я была слишком тогда маленькая. Мне было 5 лет, 6 лет, 7 лет. Поэтому я как-то не могу о них что-то такое вспомнить, чтобы было интересно. А вот в Жлобин, бабушке, дедушке, я приезжала каждый год, вплоть до почти до 40-го года. Уже в 41 году война началась. Поэтому я больше знаю о родителях моего отца. Вот его отец вообще-то изначально был сапожник. Но потом он как-то выбился в люди, и он стал бизнесменом, по-нашему говоря, да. Вот. И они жили довольно, так сказать, довольно богатые они были. У них был дом свой довольно большой. И дедушка занимался тем, что он покупал кожу, потом он продавал это сапожникам. То есть у него уже был свой бизнес. А бабушка занималась хозяйством, коровы, телята. Вот. От нее всегда очень хорошо пахло, потому что она занималась, делала сама молоко, пекла хлеб, сметана, творог. Это все было очень вкусно и очень. До сих пор я вспоминаю этот замечательный запах вот ее дома, такой вот приятный очень. Да, вот, так что о папе, о дедушке, об отце папы и бабушке, я, собственно говоря, много рассказать не могу, вот я с ними общалась больше, конечно. А бабушки и дедушки, которые жили в Беларуси, что с ними случилось в 41-м году? В 41-м году, во-первых, там у меня еще жили мои двоюродные братья в Белоруссии. А в результате была ситуация такая, что дедушка умер в 40-м году, а бабушка еще, так сказать, была, ее застала эта самая война. И бабушка уехала из Белоруссии в Свердловск со своей дочерью и со своими внуками. И она умерла в Свердловске. В 41-м году бабушка умерла. Вот. А остальные все они были в Белоруссии, но они остались живы. Вот его папина сестра и ее муж, они остались живы. Так они как-то... А вот папин... И очень было интересно, папин дедушка. Звали его Изя. И он тоже, значит, у него тоже был отдельный домик. И вот к нему в домик поселились немцы. И так получилось, а он спрятался в это время в подвале.
а немцы его в домике в пустом. И вот, когда их не было, немцев, они уходили по своему, он вылезал из подвала, значит, набирал свою какую-то еду, опять в подвал прятался. И тот немец не подозревал, что у него там под ним человек находится. А мой дядя этот, он все искал случай его убить, этого немца. Вот. И так у него получилось, что в конце концов, значит, случилось так, что он его застал. Он пришел, немец, и застал моего этого дядю. Ну вот, и этот мой дядя, папин дядя, он его не пристрелил, но у него какая-то тяпка или что-то такое было, которое он работал на огороде. Вот он это вот убил его и спрятал его в подвале. И сам туда тоже в подвал отправился до прихода армии нашей советской. Когда наш Жлобин переходил из рук в руки, когда приходили наши солдаты, он выходил из этого из своего подвала. Когда опять немцы заходили, он опять заходил. Таким образом, он остался жив. И вот он совершил вот такой вот подвиг, что он убил одного немца убил. Это ему так зачислилось. Извините, это ваш дядя или папин дядя был? Это был папин дядя, это был дедушкин брат. И как его звали? Изя. Изя, это Израиль? Или... Израиль. А вы можете сказать имена, если вы помните, папиных родственников, маминых родственников? Ну, папиных родственников я всех помню. И маминых родственников всех помню. Папины родственники были Моисей, Зяма, Йося, папа Хаим, по-еврейски, да? Вот. И Сенечка, 5 мальчиков и 2 девочки. Соня и вот тебе на Рая. Да. 3 Броня. 3, значит, у него было 6. 9 детей было у бабушки. И старший самый брат Моисей, после революции, когда в России, он уехал в Америку. Да, в Америку с желанием в Америке сделать такой же переворот, какой случился в 1917 году в России. Он не был еще коммунистом, но он был коммунистом в душе своей. И он уехал в Америку. И мой папа переписывался с ним вплоть до 39-го года. Он переписывался с ним. А потом моего отца вызвали в райком партии, в партком партии, и сказали, чтобы он прекратил переписку с ним. А тогда этим всем коммунистическим движением такой Димитров был. Он руководил всем. И вот папа написал тогда письмо к нему и объяснил ему ситуацию, что ему не разрешают переписываться. Он ему прислал письмо. И папа это письмо отнес в райком партии, в горком партии. Там прочитали это письмо и взорвали ее в клочья. И сказали, если вы не прекратите переписку, мы вас из партии выгоняем, то есть заберем партийную. Ну, вот папа пришел домой, собрал все фотографии, все письма, все, что у нас было. И мамины родственники тоже в Америке жили. Все это в печку пошло. У меня ничего от них не осталось. Абсолютно все это было сожжено. Так что нас прервалось. А остальные все дети были в России и прожили свою жизнь там. Сейчас никого не осталось, больше никого нету. А с какого возраста вы себя помните? Я себя помню, наверное, с 4-5, вот так вот. Мы тогда жили, моего папу отправили в Севастополь организовывать колхоз. Тогда колхозы, начало 30-х годов. И папу отправили в Севастополь организовывать колхоз. И вот с того момента я себя помню, что я была, где я там жила, даже дом наш помню. Он у нас был под горушкой такой, а наверху этой горушки шла такая конка. Тогда это лошади запрягали их в кареты, и они как трамваи ходили на горушке у нас. Вот. И в нашем доме были
еще соседи у нас были, и мальчик там был, с которым я очень дружила. И он меня часто приглашал к себе поиграть с ним. Мы с ним играли. И у нас еще один был сосед, который разводил голубей. И эти голуби у него вылетали, и он им свистел, и они на его свист как-то прилетали, улетали. И я всегда думала, как он с ними разговаривает, что они его понимают, что они улетают, потом не прилетают. Это было как спектакль для меня. Я всегда любила, всегда вылетала я на улице, как только слышала, что его голуби летают. А семья вот этого мальчика однажды меня пригласила к себе на обед. Посадили они меня, а папа с мамой встали и ушли в угол. И стали что-то там шептать. А я так смотрю на этого, я уж не помню, как его звали, этого мальчика. Я думаю, что они там делают в углу? И я у него тихонько спрашиваю, а что это там папа с мамой разговаривают так тихо? А он говорит, это они боженьки молятся. Хорошо, значит, они меня покормили, так сказать, попоили. А потом, когда я хотела встать, они говорят, а теперь ты должна благодарить Бога, что вот Он нам дал пищу. Вот ты должна сказать спасибо, Господи, себе за еду. И я, значит, повторила за ними это спасибо, Господи. И пришла домой к себе, к бабушке. Бабушка, покажи мне Боженьку. Я хочу видеть Боженьку. Бабушка говорит, я не могу тебе показать Боженьку. Боженьку нельзя видеть. Я говорю, а как вот они будут разговаривать с Боженькой, а почему ты не разговариваешь с Боженькой? Она говорит, потому что у них другой Боженька, а нашего Боженьку видеть нельзя. И все, на этом наш разговор закончил. А потом я уже знала, что они были баптисты. И поэтому, так сказать, у них икон нету баптистов. И поэтому они уходят молиться так. Вот такая вот у меня. Ну, папа мой занимался колхозом. Конечно, его дома никогда почти не было. Уходил утром, приходил поздно вечером. И вот однажды у нас был в этом колхозе большой переполох. Оказывается, в этот колхоз приехали американцы увидеть, как в России, в советской России, вот эти колхозы, как это люди довольны, как они там прекрасно живут. И целая делегация приехала в этот колхоз. И нас пригласили туда. Ну и мама меня с собой взяла. А там были люди, говорящие по-русски. Ну и папа, мама разговорилась с этим. А этот человек, который к ней подошел, он так на меня смотрел, а потом спрашивает у моей мамы, а сколько у вас детей? А мама говорит, вот это моя только дочь, вот я. А не хотели бы вы ее отдать нам? Он говорит, да? У нас, говорит, нет детей. Мы, говорит, очень богаты. Она будет у нас жить. Мы ей все наше, так сказать, оставим ей. Мама говорит, ну как я буду свою дочь вам отдать и все. А вы не беспокойтесь, вы будете к нам приезжать все время, и вы будете ее видеть, у вас будет связь, но она просто будет у нас жить. Ну, мама посмотрела на папу, папа на маму, какое там нет. Конечно, они отказались. Отказались, и они подарили маме $300. А тогда это 30-е годы. $300, как сейчас, наверное, 30 тысяч. Я даже не знаю, какие это были деньги, когда 3 копейки стоил хлеб. Но все, поговорили и ушли. И тут почему-то это кто-то видел, наверное, и как-то, в общем, доложили, что маме деньги дали. Но тут же председатели там какие-то пришли к маме, сказали, вы должны эти деньги нам отдать, и мы их используем на благо, значит, нашего колхоза. В общем, деньги у мамы отобрали. Не было. Вот такой был случай. А этот колхоз, это был обычный советский колхоз или какой-то другой? Нет, это был советский колхоз. В России после 17-го года стали раскулачивать, как они называли, кулаков. То есть тех, которые практически содержали Россию, потому что это были крестьяне и помещики, которые держали крестьян у себя. Ну, вы знаете эту ситуацию. И у них все это стали отбирать. Не только, так сказать, отбирать у них их лошадей, их коров, там, теляток, кто у них там был, да. У них даже отбирали всю еду, пищу все отбирали.
И их заставляли просто, их никуда не... Их собирали кучами и отправляли на ГУЛАГ, в Сибирь. Это с концом было. Потому что считали, что они буржуазные, это все, да, вот, да. Их разоряли. Вообще Россия была разоренная жутко в 17 году, конечно. И что они с ней сотворили. Но дело в том, что колхозы тогда это было нечто новое. И, конечно, для крестьян, каждый крестьянин, он имел свою там лошадку или свою коровку. А были и бедные совершенно, которые ничего, конечно, не имели. Они, безусловно, так сказать, помогали вот этому, то, что наше государство затеяло. Вот. И поэтому колхозы эти росли как на дрожжах. А еврейский колхоз, это было вообще в особенности, потому что евреи всегда отличались, и евреи такие-сякие, и у них все поотбирали, и они должны были, так сказать, стать колхозниками. И вот папа этими делами занимался. Он, не только, значит, когда он этот колхоз уже, все там уже были эти хозяева, начальники, кто должен что делать, кто чем занимается, какие крестьяне, кто будет землю обрабатывать, а кто нет. Ну, короче говоря, вот это вот все комьюнити колхозное. Вот. И потом папу отправляют из Севастополя в другое место. Я это место не помню, как называлось. Тоже колхоз делать. Ну, и тоже мы с мамой поехали. И я там только помню, что мы жили в коммунальной маленькой какой-то комнатушке. И папа и там тоже работал. И там тоже образовал вот этот вот колхоз. Ну и потом его уже вернули обратно в Ленинград. И он там получил вот эту вот квартиру вот в этом доме Видимана. Вот квартира у нас была очень большая, 45 квадратных метров была. И потолок деревянный, стены деревянные, резные, такая красивая. И такой дом красивый. Внутри лестница мраморная, перила такие огромные, мы на них катались вниз, вот так вот, двухэтажный дом с одним балкончиком. И этот дом поделили на квартирки, и сколько у нас, 20 человек в доме было, и 15. Значит, первый и второй этаж был, да, вот. Мы жили вот в этом домике. Ну, со временем папа решил вызвать своих родных, они все жили в Белоруссии. И вот папин брат, он имел семью, у него было 7 детей, и папа решил его взять в Ленинград. И мы разделили нашу комнату пополам. Вот так вот поставили решетку, стенку, значит, 20 метров им отдали, 25 было нашей комнаты. Ну, дядя Борис приехал со своей нешпохой, со своими 7 детей на 20 метров квартиры, комнаты. Там стояли сплошные кровати, стол и 4 стула. И дядя Борис, который занимался сапожником тоже был. Прекрасные, красивые туфли шил. Вот. А они все переселились жить в Ленинград. И у нас была одна печка на двоих. Значит, с нашей стороны мы печку эту топили, а тепло шло в другую комнату. Значит, в нашей стороне был огонек, а там было тепло. Вот так вот мы и жили в этой квартире. Ну вот. У нас в нашей квартире, в этом домике, у нас была женщина одна, которая была у жены царя, она была ее фрейлиной. И она с сестрой была. И жили они у нас в нашем доме. Объясните, что такое фрейлина? Фрейлина, это которая обслуживала царицу. Что там, какая у нее была работа. Фрейлина называлась, она ее обслуживала. Ну и каким образом ее вообще, она осталась живая, она с сестрой, и им в нашем домике в этом, значит, вот это самое, дали комнатку. И она обычно, во-первых, она одевалась не как все. Мы все на нее, на одежду, и на нее смотрели, как что-то такое необыкновенное. И самое интересное, у нее была трость, серебряный такой вот, там головка лошади была такая, вот трость. И вот она любила сидеть в садике,
напротив нашего домика, вот там приблизительно была дорога вот такой ширины, как наша моя комната. И там проезжала лошади. Машин тогда не было, были лошади. Это лошади, а там магазины у нас были. И вот этот грохот там от этих колес, дороги были каменные такие, да. А был небольшой садик, был такой, небольшой садик. И вот наши окна выходили на улицу, на этот садик. И вот это, я не помню, как ее звали, она обычно нас собирала, детей, и она нам рассказывала всякие интересные истории. И мы сидели вообще, вот так вот на нее смотрели, и нам всегда нравилась эта ее тросточка, а мы называли ее бабушкой, но ей было лет тогда 45, наверное, вот так вот, да, 30-е годы, сколько там, с 17 до 30-го, сколько-то. Она мне сказала: я не бабушка, вы меня должны называть мадам. И зовут меня Верочка. Значит, вы можете меня называть тетя Вера. А я, бабушка, меня, пожалуйста, больше не называйте. И вот она нам каждый раз рассказывала всякие истории. Мы сидели и эти истории слушали. И она жила у нас, наверное, 2 года в нашем доме. И кто-то на нее донес, что она нам рассказывает какие-то несоветские дела, что она нас плохо воспитывает, что она на нас... И ее выгнали, ее забрали, ее куда ее дели, это уже я не знаю. Вот, так что она исчезла. Годы, так сказать, идут, и папе моему предлагают работу в Русском музее. Значит, сначала ему предложили работу партийную. В Советском Союзе, в России, нет такой организации, где бы не было парткома. Вот. В этот партком ты могла прийти, если с тобой что-то не так в своей семье. Ты не с мужем объяснялась, а ты шла объясняться в партком и говорила, что он такой там негодяй, или он там пьет, или он меня бьет, или еще что-нибудь такое. Его вызывают в партком, дают ему накачку. Вот если ты та-та-та-та-та, то мы тебя так. И поэтому папа мой работал в парткоме в Русском музее. Слава богу, он этим не занимался. Вот. А чем он там занимался в этом парткоме? Вот он был у нас не было непартийных людей. Он устраивал партийные собрания, наше правительство, все, что делается в нашем государстве, это все было дело парткома. Как у нас работа шла в Русском музее, какие были потребности у нас, как люди работали, как они относились. Короче говоря, он как надсмотрщик был. Так, это была его работа. И первые 2 года он там проработал в музее парткоме, а потом его послали на учебу в Академию художеств, на отделение искусства. Вот. И ему дают квартиру, уже в нашем доме, в котором мы переехали, в котором мне уже было тогда 10 лет. Ему дают квартиру, у нас большая квартира, 2 большущие комнаты, большая кухня. В общем, это совсем мы как вообще попали, как в дворец, можно сказать, переехали. И уже переехали, жили на канале Грибоедова. В этом доме, в котором жили в свое время прислуга великого князя Михаила. А папа, значит, одновременно учился в академии, и занимал свою должность. И его с этой должности перевели, он стал главным хранителем Русского музея. И продолжал, так сказать, уже учиться в академии. Таким образом, мы оказались уже в центре города, в самом красивом месте. Данечка, ты приехал с Халтурина или ты приехал с канала Грибоедова? С Халтурина ты приехал. Ты приехал с Халтурина. Так что мы жили, мы поселились в этой комнате, мы там жили, в этой квартире, и мы в этой квартире жили довольно 16 лет, мы жили в этой квартире. Наш дом стоял в Михайловском саду. И Русский музей, и наш дом, потому что Русский музей одной стороной полностью выходил в этот парк.
не сад, а это был огромный парк. Выходил туда, и наш дом стоял около Русского музея, как бы двор небольшой, и наш дом. И наш дом тоже стоял в этом вот саду, прекрасном, замечательном, красивом саду. Вот. И наши окна выходили на площадь. Даня, там у меня висит картинка, принеси, пожалуйста, на стенке, там церковь. И у нас дом стоял, вот такая очень небольшая площадь, и на этой площади находилась изумительная, сейчас я вам покажу, там знаешь где? Там, где дверь, там на дверях, вот, справа, смотри, там, видишь, картинка, церковь там. О, принесли, да. Вот. Вот, видите, да? Я сейчас покажу. Вот это вот церковь. А вот за этими деревьями наш дом стоит, его не видно. Вот эта вот церковь, она вся сделана из мозаики. Вся, сверху донизу. И в этой церкви находится могила Александра III, которого убили. И его могилу, значит, сделали в церкви. В этой. Вот. И в этом доме, значит, вот в этом вот доме я прожила уже всю блокаду, всю войну. Я прожила вот в этом вот доме на канале Грибоедова. А эта церковь, она была церковью в вашем Она времени? была церковью всегда. А когда после революции и все эти года до 39-го года, по-моему, или да, нет, до 38-го, наверное, года, ее хотели все время снести. У нас вообще церковь сносили в Ленинграде. Очень много прекрасных совершенно церквей, которые были отстроены зодчими из Италии, из Германии, из Франции. Изумительной красоты, все красиво. Вот. И вот эту церковь, когда они собрались тоже разобрать, то там уже восстали в городе, в Ленинграде все восстали. Против этого эту церковь сохранили. Сейчас туда можно попасть только за деньги вовнутрь. А раньше мы туда бегали бесплатно. Вот. И мы поселились вот в этот вот дом. Вот, у меня из окна эта церковь все время светила, такая красавица. И вот в этом доме я и встретила. Сначала 39-й год. Папу забрали в армию с Финляндии. Но с Финляндией эта война длилась каких-то там 3 месяца. Папа пришел домой. У меня фотографии есть, где я там в его пилотке, в его военной одежде. Ну вот. И 41-й год наступает. Извините, давайте я вас чуть-чуть верну назад. Да. Вы соблюдали какие-то обряды еврейские дома? Нет. Это было невозможно, потому что мой папа был коммунист, он не был верующим. И у нас никаких этих вот... В Ленинграде, вообще в России 17-го года не было обрядов. Церкви сносились. Боженька не существовал больше. Нету Бога, нету. Религии у нас в России не было. У нас никто не ходил в церковь. А у вас было какое-то самопонимание, что вы еврейка, вы на себя как-то, вы себя понимали как еврейка, или вы были больше как советская девочка? Ну, конечно, я была советская. Я вам потом расскажу, как я своего папу чуть не посадила в тюрьму, какая я была советская. А как мы не были советскими? С детского сада, кроме Ленина, Сталина и песен о Ленине, о Сталине, мы ничего не знали. Мы все песни всегда пели «Великий Ленин, великий Сталин». А вы помните какие-нибудь эти песни? Ой, да, все песни, любую песню возьмите. Если вы хотите напеть, то вы Ой. можете. К сожалению, я потеряла свой голос. Я в свое время очень хорошо пела. А сейчас видите, как я говорю? Ну, может быть, потом я пойду, Даня мне принесет выпить пиво, и я тогда смогу, может быть, что-то вам спеть. Вот. Понимаете, так что у нас не было такого, мы ничего не знали ни о чем. Ни о чем.
Вот, я вам расскажу, какая я была пионерка. И вот на чем я остановилась там? Да. Про советскую власть. И как ваша семья Да. вообще относилась к советской власти? Так вот, значит, как только я пошла в школу, я уже, когда мы переехали вот в новый район, я пошла уже в 3 класс. Вот. И в 3 классе у нас принимали в пионеры. Мы должны быть обязательно пионерами, потом мы должны были стать комсомольцами, а потом мы должны стать партийными. Такие ступеньки у нас были. Вот. Ну и, конечно же, в школе это все «Да здравствует Ленин, да здравствует Сталин», песни все вот такие, и пионерский галстук мне, значит, повесили на мою грудь. И мне, когда повесили мой галстук, так я в школу ходила нараспашку, чтобы все видели, что у меня есть пионерский галстук. Вот так мне это все было очень хорошо и здорово. Ну вот. Ну, чего нас учили? Все время нас об одном и том же. Самая лучшая страна, и то, и то. И вот, когда у нас был урок литературы нашей, сказки Пушкина, мы там кого-то там позволяли нам почитать. В основном это все была пропаганда такая, понимаете. И вот такой появился у нас мальчик в литературе. Мальчик. И вот этот мальчик, значит, это в деревне, значит, он жил в деревне. Вот. Звали его Павел, этого мальчика. Слышали? Слышали. Ну, вы расскажите. Да, так вот, звали его Павел. И вот про этого Павла Морозова нам все время дрендяли, чуть ли не каждый год. Какой он герой был, какие он подвиги совершал. И какой самый главный подвиг он совершил, что он предал своего папу. Он рассказал вот этим людям, которые приходили, забирали все их имущество, а они, значит, пришли забирать у него все то, что можно было забрать, у него корову, там лошадь у него был. Он был простой крестьянин, он не был богачом, кулаком, как у нас называли, да. И все у него забрали. А он спрятал еду в своем подполье. И этот Павлик Морозов пришел и доложил на своего папу, что он спрятал еду. И пришли эти наши ребята, вот, и они достали эту еду, и папу его арестовали, и папу его отправили в Сибирь, а Павлика Морозова сделали героем. Отлили статую. И поставили этого этого Морозова, почти в каждой школе стоял его бюст, понимаете? И мы все дети ходили и ахали на него. И нам всем хотелось быть похожими на Павлика Морозова, в том числе и я. И вот как-то случилось, что что-то там, папины дела какие-то партийные, у него какие-то люди собрались к нему домой. И у меня в это время был мой двоюродный брат, в этот же день пришел. А они там разговаривают в другой комнате. А я в этой комнате вдруг я слышу, они на повышенных голосах говорят о Сталине. И что-то они его ругают. За что-то там. Ругают Сталина. Это же вообще, это же недозволительно такое. А я слушаю, думаю, надо же. А мой папа, оказывается, предатель. Он, оказывается, про Сталина вот так. И я слушаю. Вот потом мне пришла в голову мысль, что я должна об этом рассказать моей учительнице. Когда они все разошлись, я подхожу к своему двоюродному брату и говорю, его звали Сенечка. Я говорю, Сень, ты знаешь, что мой папа, оказывается, предатель? Он говорит, ты что такое говоришь вообще? Я говорю, что я говорю? Он, ты видел, слышал, как он про Сталина говорит? Ну и так и что? Я слышала, а что ты понимаешь в этом? Ты чего? Ты что-нибудь понимаешь в этом? А почему ты... Вот он так-то, вот я слышала, и я должна рассказать своей учительнице. Как он на меня накинулся. Говорит, ты что? Ты что делал? Ты хочешь, чтобы твоего папу убили, да? Ты хочешь, чтобы его в тюрьму посадили? Ты что-нибудь понимаешь в том, о чем они говорили? Ты что-то... Он меня так стал ругать, он меня так напугал, вот твоего папу расстреляют, сначала его арестуют, и маму твою арестуют. Кстати, это было
произошло такое позже, да, значительно. Вот. Всех арестуют, и ты останешься без папы, без мамы, чтобы ты свой рот не открывал, ты ничего не понимаешь. Он меня так напугал, что я решил, что я не буду ничего своей учительнице говорить. И я уже... А у вас в семье в межвоенном периоде кого-нибудь репрессировали в 30-х годах? Кого-нибудь арестовали или посылали? Ой, я вам уже скажу. У меня арестовали многих моих родственников. Вот. Ну, в общем-то, значит, арестовали в 1937 году, арестовали маминого брата родного. И мы с бабушкой пошли его провожать. Как его звали? Его звали Хатя, Харитон, ну, Хатя, дядя Хатя. Хатя по-еврейски, по-русски Харитон. Хатя. Он всегда, он участвовал в революции. Он участвовал, да. И там что-то такое, не знаю, на каком-то выступлении, где-то чего-то, в общем, он сказал не то, что надо было сказать. И, короче, его арестовали и дали ему 15 лет. Это был 37-й год, 36-й. Сколько там мне уже было? Лет 8 мне было уже. И мы пошли с бабушкой его провожать. И мы, когда прошли на Московский вокзал, там стояли эти необычный поезд, а в которых коров, телят водят, да, вот им. Для и скота, вот, да? Да. И вот эти вот поезд, вот эти вот один за одним вагоны наполнены до отказа, наполнены вот этими арестованными. И мы стоим, я говорю, бабушка, а почему дядя Хатя в таком некрасивом вагоне? У него нету даже окна, говорю, здесь. А окно там наверху такое маленькое. И там все эти руки, которые машут, а лиц не видно, кто это машет, да, люди. Вот. А я говорю, бабушка, а куда его везут? А она мне, внученька, говорит, я не знаю, куда его везут, его куда-то увозят. Это я помню на всю жизнь, как это мы его проводили, и он уехал. Он уехал, его без права переписки. Мы никогда не знали, кто это. Вот. Это был первый, так, которого я помню. Второго, которого я знаю, это был еще один родственник уже. Его посадили еще раньше дяди Хати. Его посадили где-то в 1935 году. А как вот это был, да. А как его звали? Его звали, по-русски-то его звали Вася. А на самом деле его звали, как же его по-еврейски звали? У него было еврейское имя, такое какое-то трудное, никак я не могла его выговорить. Между нами мы его звали Вася. Вот, да. И вот. какой он был дядя, или как он был ваш родственник? Он был мой дядя, это был моей мамы брат тоже. Это второй ее мамин брат был. Вот. Потом был еще двоих, это были вот моего мужа, двое тоже его, один певец, Шульман был, я потом вам о нем расскажу, вот, Шульман, потом второго был Альшанский, фамилия его тоже, он был арестован, потом мой двоюродный брат был арестован, двоюродный брат был, его звали тоже Сеня. Вот 5 человек у нас из нашей родни было арестованы. И потом был еще дальше был арестован мой папа. Но это я потом вам о нем расскажу. Вот. И моя мама была арестована, и я была арестована. Я хотела вернуться к школе. Какое у вас было понятие Запада? Никакого. Мы о Западе не знали, что это такое. Никто ничего не знал в России, в Советском Союзе. До послевоенного времени никто ничего про Запад мы не знали. Мы не представляли, что здесь в туалете есть бумага. Вы это знаете, да? Слышали уже. Но о чем еще можно говорить? А вы изучали какие-нибудь иностранные языки? А? Вы изучали какие-нибудь иностранные языки в школе? Да, изучали. Какие? Я изучала немецкий. Языки у нас изучали, да. А у вас было какое-нибудь знание, понимание
про Германию, про Да нет, Гитлера? нет. Мы ничегошеньки ни о чем не знали. Ни о чем никакой. Это был загнивающий капитализм, это был загнивающий, и все там было очень плохо, и все там все голодали, и все там были нищие, и все там были вот такие. Мы ничего, мы знали, что мы живем в самой лучшей стране в мире. Вот. Но я вам еще одну интересную вещь пропустила. Когда мы еще жили на Васильевском, вот в том маленьком домике, значит, нас было на одной кухне 10 человек, да? И там, значит, стояло 10 керосинок. И там у нас была одна раковина, в которой, значит, мылись лицо и руки, и в этой же раковине, значит, мы мыли и посуду. Но самое интересное, у нас был туалет. У нас был туалет, и там всего было 2 горшка, так сказать. И он был перегорожен фанерой. И не до потолка, а так, что вы голову могли беседовать одновременно. Вы могли беседовать. Вот. А бумаги там никогда не было. Так люди брали с собой газету. И если на газете был Сталин, то его это кусок бумаги этот использовать считалось крамолой. И это всегда его вырезали, эту картинку его оставляли, а остальную бумагу, значит, в туалете использовала. И вот в этом туалете происходили беседы. И там, я их не буду вам переводить даже, и были всякие такие росписи на стеночках. Там стыд и срам на всю Европу, та-та-та-та-та-та-та-та. Или там еще вот такие вот, да? Вот, в нашей, значит. Ну, и воды у нас там никогда не хватало, потому что воду наливали в бак. Ну, там 3-4 человека пойдет, спустит так вот, да, и уже воды нету. И в раковине нету воды, там тоже бак. Значит, шли туда в раковину, если там оставалась вода, набирали ее в горшок какой-нибудь большой, приходили в туалет и спускали. А откуда вы брали воду, чтобы наполнять эти баки? А они туда, у них там были такие кишку, а на улице была вот это, они же поливали улицы, вот, а потом были эти кишки были проведены до кухни, и они там открывали, и они наполняли вот этот, ну небольшой, но вот такой, как это вот, бак. Добавляли эту воду, и на кухне наполняли такой же бак. И вот эта вода кончалась, и все, и конец, и больше ничего не было. Вот такие были у нас условия вот такие. А в баню мы ходили, значит, в баню. Значит, во-первых, там колоссальные очереди. Потом ты, когда заходишь в баню, там шкафчик, ты раздеваешься, входишь в умывалку, там тазы такие были. И вот стоишь в очереди, пока вы помоетесь, потом вы уходите, я беру ваш таз, я должна его помыть как следует, если я хочу, и только в этом тазе я потом себя мою. А потом мне нужно пойти там душ взять, я опять стою в очереди, значит, по очереди я иду в душ. Вот так мы ходили в баню. Мы в баню ходили раз в неделю. Вот. По субботам, воскресеньям там народу вообще. Вот такой у нас был быт домашний, и такой у нас был быт вообще, как мы жили. Вот как мы жили. Вот. Когда я переехала уже. У вас было электричество в доме или нет? А? У вас было электричество в доме? Электричество было, да. Было, да. И какую вы еду ели, как вы ее добывали в детстве, имеется в виду? Ну, знаете, что в отношении еды, то у нас, конечно, были магазины. И, конечно, там было все в магазинах. Но все то, что нам предлагали, мы не знали о других каких-то продуктах, которые там икра какая-нибудь или что-нибудь. Об этом понятия никто не имел. Макароны, мясо. В общем-то, была вот такая обычная пища у нас была. Вот. Правда, она была очень грязная. Она у нас была грязная до послевоенного времени. Вот идешь в магазин уже, допустим, картошка, морковка. Морковку вытаскивают из земли. Ее в землю не стряхивают. Она прямо с этими корнями
Вот так она прямо и лежит на прилавке. Вот все, что в земле, все так просто вот потрясли, и все, там укроп, например, да, это же все это было вот не очищенное. Это все ты берешь, все это домой приносишь, и дома ты начинаешь это все чистить, и это потом ты употребляешь. Понятия гигиены такой у нас не было. Просто вот такой был продукт. А вы покупали эти продукты деньгами или были какие-то талончики? Нет, это были деньгами. Это были деньгами. И были базары какие-нибудь? Базары у нас были. Базары у нас были очень хорошие, очень хорошие. Там все было вкусно, пахло все замечательно. На базар придешь, это не теперешнее. Идешь в магазин и ничем не пахнет. А тогда прямо идешь к базару, подходишь, уже запах тебя. Это все яблоки, там, груши, малины, ягоды, все это все было. Нет, с продуктами как-то было нормально. Ну, во-первых, у нас не было такой большой потребности, мы никогда не жили богато. Мы все жили от получки до получки. Ну, на еду нам денег хватало. Одевались мы все очень скромно. У нас не было, чтобы мы ходили там как-то. Конечно, были богатые люди, ходили в шубах норковых, но в основном, в общем-то, беднота была в России. В России была жуткая беднота. Мы просто этого не сознавали, мы не знали, мы ни другого просто не видели и не слышали ни о чем другом. Поэтому мы считали, что наша страна – это самая лучшая. Я считала, что я живу в самой счастливой стране в мире. Вот так я всегда считала. А у вас было какое-нибудь понимание разных национальностей в Советском Союзе? Какое? Понимание национальностей в Советском Союзе. Разных... Вы знаете, что надо вам сказать, что национальный у нас вопрос в Советском Союзе всегда был. И сейчас есть. Сейчас в полном разгаре. А это было всегда. Всегда. Евреи – это слово, которое, так сказать, вот все старались, евреи наши старались то менять фамилию, то менять имя, то там не ставить свои. У нас же в паспорте стояло национальность у всех, да? Вот, в паспорте. Поэтому скрыть это было нельзя. Ну, и люди делали всякие махинации, чтобы как-то жить, проживать как-то. У нас же невозможно было ни в университет поступить, ни учиться, ничего. Ну, ничего, понимаете, это все. Все. Еврей, все. Это лишь печать на тебе. Вот. А у вас, вы можете мне что-нибудь рассказать про культуру? Например, если вы помните книги, если вы ходили в театр, может быть, да, фильмы? Ходила. Мама моя покупала мне абонементы, и я всегда ходила в оперный театр. У меня наш дом, в котором я жила, вот в котором мы переехали, это была площадь искусств называлась. Это была такая миниатюрная площадь, небольшущая миниатюрная площадь. И вокруг вот этой миниатюрной площади находились, значит, Малый оперный театр, Европейская гостиница, филармония, театр оперетты, театр драмы. Все это на одном кругу находилось. Все это от меня 2 минуты ходьбы. И моя школа, в которой я училась. И все это входило вот в этот круг. И русский музей, и этнографический музей. Так что мне можно было жить вот в этом пятачке, у меня было там все. Все там было. Вот. Так что в этом смысле с искусством, я лично, не только я, мы, в общем-то, в Ленинграде люди вообще очень театральные, там всегда полно, всегда везде филармония, оперный театр, драматия, всегда, везде полно народу. Сейчас мы просто остановимся на чуть-чуть. Мы теперь возвращаемся к нашему... Но я сейчас вам скажу... Я думаю, что, наверное, с моим детством можно уже... Да. Я еще вам одну вещь только расскажу, как вообще мы были воспитаны. Значит, Павлик Морозов, это
одна штука. Вторая, значит, такая вещь. Насколько мы были вообще причастны к этому, насколько для нас это было важно. Вот. У нас вот в нашем саду, в этом большом, был такой пруд большой. И зимой он обычно покрывался льдом, и мы катались там на коньках или с горушки. Значит, пруд внизу, а тут горушка. И у меня были коньки. Но для меня одеть коньки и скатиться с этой горки, это было событие. Я никак не могла, у меня никакого духа не хватало. И девчонки там мои все летят там из нашего дома, а я все стою. Говорит, ну что ты, что за Родину, за Сталина. И я качусь вниз. Я даже не могла себе представить, что после этих слов я могу остаться на месте. Даже если бы я знала, что я голову свою сломаю, я все равно покачусь вниз. И я скатилась вниз. Ура, ура, все мне стали хлопать. Теперь один раз я решила себя проверить, насколько я мужественная. Значит, нас это самое, принимали в пионеры. Пионеры приняли, значит, там надели нам красные галстуки. Вот, а у меня было такое пальто, меховое пальто у меня было. И вот я вышла, значит, из своей школы, я не застегнула пуговицы, чтобы все видели мой красный галстук. И я решила на одной ноге проскакать от моей школы до моего дома. Благо, это было на этой же площади, не очень далеко. И я на одной ноге скакала от школы до моей парадной, чтобы мне в парадную войти. Потому что я дала себе задание на одной ноге во имя товарища Сталина. И то, что сегодня я пионеркой стала, я скакала на одной ноге. Вот что значит, когда тебе так вот так тебе внушают. Кто-то есть такой. Понимаете, как это воздействует на вашу психику. Вот поэтому мы все, жившие в России до 1941 года, мы вообще были зомбированы до нельзя. То есть вообще у нас своих собственных мыслей, ну, о себе я не говорю, еще ребенок, там 10-11 лет мне, но вот то, что окружали меня взрослые, вот их разговоры, их поведение, они творили невероятные вещи во имя вот нашей советской власти, наших, так сказать, наши руководители там. То есть мы вообще были никто и звать никак на самом деле. На самом деле мы были как овцы. Нас ведут, и мы идем. Вот такой простой, вот такие, это не я одна такая была, такая патриотка. У нас вот таких вот, много таких вот наших детей, все вот с этими красными, особенно эти наши пионерские эти галстуки, так это вообще это был недотрога. Это висело у меня там под стеклом. Вот. Так что я что хочу вам сказать, что вот наша жизнь в Советском Союзе до войны и после войны, до времен смерти Сталина, у нас вообще это была большая тюрьма. Тюрьма, которую мы не ощущали, потому что были так воспитаны. Вот такой у нас был уклад жизни. Вот. Ну, я думаю, что я о своем детстве немножко рассказала вам. Еще одну могу деталь добавить. Значит, к нам в гости... Да, вот это очень важная деталь, которую я пропустила. Вы, когда, наверное, будете потом, вы, наверное, сможете подставить, да, что-то? Да, потому что, видите, я пропустила. Война в Испании. Война в Испании. И Франко воюет, чтобы там не было советской власти, как у нас. И нам привозят в Россию испанских детей. И нам всем, моим родителям, значит, папе, там, коммунистам нашим, навязали, чтобы каждый взял ребенка в свою семью. И вот папа привел мне девочку. Вот я была одна, у меня не было тогда сестричек моих. Вы помните ее имя? Ее Долорес звали. Да. Ее звали Долорес. Вот. И она у нас
поселилась, а у нее вот это тогда шапочки, вот это, да, стали такие шапочки, пилотки, как пилотки, испанки они назывались, а тут кисточка еще была. И она была вот такой вот шапочкой, и она мне эту шапочку подарила. С этой кисточкой. Мне было 9 лет тогда, что ли, в 1937 году, ну да, мне было 9 лет. Ну вот, она мне подарила это. И вот мы с ней очень подружили. Она у нас жила, я ее стала, ну, мы стали по-русски, там, ее учить русскому языку. Сколько там война шла, 3 месяца, 4 месяца, я уж не помню, сколько она шла, но Франко победил. И когда он победил, значит, наше правительство очень разгневалось, и стали этих детей отправлять обратно в Испанию. Но там же погибли родители у детей. Очень много оказалось детей уже без родителей уже остались. Все. Вот. И вот наша девочка, которая была у нас, она как раз, вот эта вот Долорес, ее родители погибли на войне. И ее отдали в детский дом. Она оказалась в детском доме. Это в Ленинграде? В Ленинграде, да. Ее у нас забрали, и ее отдали в детский дом. Ну, она ушла. Через несколько дней, нет, наверное, через больше, чем, наверное, в этом же месяце, что ли, к нам приезжает гость. Гость из Америки приезжает. Значит, это гость, еще, значит, до того, как папа мой забросил все свои документы в печку, посланец был от его брата. И он приехал, он тоже коммунист был. И он приехал в Советский Союз навестить, и он приехал. У нас он остановился в гостинице и приходил все время к нам. Одет он был во все кожаное. У него все были, ботинки кожаные, вот эти, как они называются, вот одевали на ноги. Эти вот такие кожаные тоже, на таких застежках такие, да. И шапка кожаная, и тулуп у него, это одежда кожаная, такой он весь из себя невысокого роста. Вот. И все это он с папой там что-то возится, носится, папа ему все рассказывает, папа ему все показывает. И вдруг он исчезает. Его нету. Папа приходит домой бледный и бедный, и его арестовали. Его арестовали и отправили на ГУЛАГ. Вы помните, как его звали? Ой, я не помню, как его звали, Его арестовали и отправили на ГУЛАГ. Это сразу получилось, вот как эту вот девочку у нас, испанку, забрали, да, он появился у нас буквально, ну там, не знаю, через неделю. И вслед за ней, значит, он исчез просто, он исчез, и мы даже ничего о нем это вот не представляли. После этого у нас убивают Кирова, это один из наших там, вот. И начинается у нас жуткий, это вот кровавый террор, начинается в России. И мой папа все время ходит бледный и бедный, его все время трясет, он все время чего-то боится. Он все время чего-то, это не говори, это не слушай, это не надо, вот это надо, не надо. Все. Короче говоря, у нас вот с этого момента, где-то вот начиная с 1937 года, вот мне как раз было 9 лет мне было, 9-10 лет, началось повальное вот такое вот аресты, убийства, расстрелы, ГУЛАГ, тогда ГУЛАГ, вот так вот, да. Вот. Ну, у нас вот так вот получилось, к счастью, что папу моего забрали в музей, там дали ему такую работу, и у него немножко это пошло как-то на тормозах, что он не был подключен вот ко всей вот этой, потому что папа мой тоже ходил, и ему нужно было ловить людей, а он не хотел это делать, он не мог отказаться, конечно. У него был пистолет, и я всегда ему говорю: папа, что у тебя пистолет? Это ты почему? Потому что у нас много врагов, и это мы пистолеты носим, вот чтобы нам убивать наших врагов. Вот так я и всегда думала, что мой папа ходит и стреляет врагов. У нас так много было. А у вас было такое понимание, что все люди, которых арестуют, это враги? Да. Вы в это верите? Да, определенно совершенно. Вот мой мамин брат, который был арестован в 1936 году, в 1935 году, когда вот мы его провожали с бабушкой, я четко считала, что он враг, потому что его Сталин арестовал, да, вот враг.
А это вы все. думаете, это как-то то время этого страха и этих расстрелов и так далее, это как-то повлияло на ваш взгляд на советскую власть? Или Ну а взгляд как же, ваших я же родителей? считала, что я живу в самой лучшей стране мира, что Сталин заботится о нас, он всех наших врагов убивает, садит в тюрьмы, потому что это все осталось от царской власти, а царь это было кошмарно, это было ужасно, да, вот, и вот у нас было столько нищих и все такое, вот эти колхозы, которые сделали, это всем людям дали возможность, так сказать, жить, им выделили там какие-то хибары какие-то, да, забрали все и сделали. Получилось, понимаете, как, что крестьян в России было больше, чем интеллигенции, и в результате получилось, что помещиков было меньше, чем, конечно, крестьян. И естественно, что большая часть народа были счастливы. Почему у нас сотворилась эта революция? Потому что люди жили в жутких условиях совершенно. И вдруг им дают, понимаете, возможность огород посадить собственный. Что он уже не крепостной крестьянин, а его освободили. Его освободили, но ничего ему не дали. Его просто использовали. Его в армию, его туда, его сюда. Вот то, что дали людям. Понимаете? И поэтому, конечно, эта революция свершилась. Потому что у нас в России не было той интеллигенции, той культуры, которая уже в Европе была. Поэтому люди были совершенно вот... Никто ничего не понимал, никто ничего не знал же. Все думали, что теперь счастье у богатых заберут сейчас и нам дадут. И мы же забогатеем тоже будет. Понимаете как? Поэтому у нас, конечно, сопротивление. А у нас и революция-то почти без выстрела. Без выстрела. Вот то, что пишут и разговаривают, там матросы заняли там Зимний дворец, да ничего они не заняли. Они просто вошли туда и даже не сопротивлялись. Никто не понимал вообще, что происходит на свете. Понимаете? Поэтому все шли на ура на эту революцию. И в результате мы получили, что мы получили. Вот. Ну вот, так что наша вот это вот в этой вот до 53-го года мы вот так вот жили. Да и после 53-го года тоже. И до сегодняшнего дня. Мы живем точно так же. Ну вот, так что теперь подошел к нам. Ну, самое главное, по-моему, подробности детства я вам рассказала уже. Я хотела у вас спросить, в июне 1939 года, как вы помните, как вы узнали, что началась война? Что, вот я вам сейчас расскажу, как я узнала, что началась война. Это было воскресенье. И я и папа и я, как здесь говорят, наоборот, значит, мы собрались с ним поехать на Киржские острова, там у нас в Ленинграде есть такие, да? Вот, и мы подошли к ним к дверям, и вдруг по радио выступают и говорят: Киев бомбили. Ну, мы сначала думали, папа, ну и я тоже, в общем, мы думали, что мы ослышали, что значит бомбили. Мы так остановились у двери очень... И там начал, что немцы, значит, вот они напали на Советский Союз, и они бомбили Киев. Все люди там после 18 лет должны немедленно явиться на какие-то пункты, значит, их должны были мобилизовывать. Вот мы остались дома. Началась война. Но дело в том, что мы привыкли к мысли, что мы такие сильные, что никто нас вообще победить никогда не сможет, потому что война финская продлилась всего 3 месяца, и Сталин говорил, мы шапками закидаем, но вместо шапок в финской войне погибло огромные тысячи людей погибли за эти 3 месяца. Так шапками закидали. Ну, оторвали кусок от Финляндии и все такое, да. И мы считали, что тут немцы, что там несколько месяцев и война кончится. Извините, это вы говорите про 41-й год, когда уже фашисты напали на Советский Союз. А я хотела узнать, вы помните 39-й год, когда немцы напали на Польшу?
На Польшу... И когда Советский Союз... Да, они эту часть Украины у Польши взяли. Все считали, что это нормально. Почему? Да потому что у нас уже была Украина, да. И они считали, что часть Украины, которая находится у Польши, она принадлежит к Украине. И поэтому надо этот кусок от нее отобрать. На самом деле поляки, украинцы, это на самом деле поляки. Их когда вот взяли, и вообще украинцы, вот теперешние наши украинцы, это тоже из Польши вышедшие люди. Украина, она образовалась в 1924 году. Ленин бухнул это. На самом деле никакой Украины действительно не существовало тогда. Не было. Это были люди, которые жили на окраине. А окраина стала Украина. А народ в Украине, это были те, которых отобрали куски от Польши, и свои люди, русские, не украинцы, которые жили на Украине, на окраине. Вот это Ленин образовал вот эту вот республику Украина. Вот почему Путин-то не говорит, что эта земля никогда не... Нет такой страны Украины, что это искусственно сделанная страна. Ее не существовало. Там все русские, сейчас русские, и тогда были русские. Вот поэтому вот это столкновение вот сейчас, ну он, конечно, негодяй, говорить-то нечего. Но так по истории, если, то получилась вот такая вот ситуация. Вот, ну вот это такой человек. А у вас было какое-нибудь понимание от газет, что есть какой-то белорусский народ, украинский народ? Или только что они были то же самое? Как бы, ну, нет, у нас была Россия, это была социалистические республики, которые объединились, присоединились, вот когда после революции это присоединились. Их присоединили просто, да, все присоединили. И в каждую из этих республик насажали русских. Управляли практически Россией русские. Вот я, например, в Баку прожила 10 лет, у меня муж там служил в армии. Верхушка Баку была русская, а Багиров, это был уже, так сказать, он уже слушал, что ему там это та-та-та-та, и он это делал, да. Они все были под пятой Сталина, все, понимаете? Это все было под пятой, это была огромная Россия, которая, как вот здесь в Америке у вас имеются штаты, и вы подчиняетесь Вашингтону, а так в каждом штате имеете свое управление. И там они что делают, что хотят, то и делают. Они не спрашивают разрешения у Клинтона или у Буша, или у Байдена, что им делать. Они делают, и все говорят, и катись ты. Это наш, вот мы здесь хозяева. Вот такое вот должно было быть и в России. Но там этого не стало, потому что на верхушке везде стояли русские. Даже язык они не изучали свой в школах. Они все говорили на русском языке. Почему же такая ненависть была к России всегда, в России? Потому что, будучи под пятой, русских все ненавидят, все эти республики. Вот вы посмотрите, вы там не включаете это, не то, что я сейчас вам говорю. Это вы можете говорить, это потому что это уже не так, нет, да. Вот. Дело в том, что вот то, что там произошло в России, вот это вот теперешнее и тогдашнее, потому что ненависть там всегда, вот я могу это сказать, потому что я прожила в Баку 10 лет. И я видела, какая ненависть у азербайджанцев к русским. Это что-то, извините меня, они женщин русских просто проститутками называли. Они говорят, вы вешаетесь на наших мужей, потому что ваши мужья, ваши мужчины, мол, никуда не годятся, вот наши горячие восточные, вот вы там, и вы отбиваете наших мужей от нас. И там такая была ненависть, особенно между женщинами, в очереди лучше не стой. Вот такая была ненависть там всегда. Я вам потом расскажу, когда я вам буду рассказывать о моем пребывании в Баку, я вам расскажу, что там вообще в принципе. Вы говорили, что папу призвали на финскую войну. Он вернулся тогда после этой войны? Да, ну конечно, папа вернулся с финской войны. И потом его снова призвали в 1941 году? А потом вот там прошло сколько времени, 1,5 года. Это был 39-й, почти 40-й год.
И вот и уже был июнь 41-го года. Да, так что где-то 1,5 года прошло с момента, когда началась уже эта вот война. Вот. Да, расскажите мне, вы можете начать с начала войны, вы мне говорили, как вы услышали, ну вот, что значит, началась война, да, и можете папа, идти дальше. Да, в этот же день папа отправляется, значит, к себе в музей туда, музей был в нашем дворе, мы тут жили рядом, и тут же сразу организовывает отряды добровольцев. Просто 21 июня, вот, всех там работники музея, люди, которые не только они не способные вообще, они винтовку в руках не держали никто. Они вообще понятия ничего о военной службе не имеют. И он там набрал, наверное, человек 200 работников музея. Да? Вот. Буквально на 1-й, на 2-й год они ушли, значит, там подготовка у них какая-то была, что-то там они там какое-то время они готовились к этому, а потом мы их, значит, бросали на фронт. Там прошел месяц приблизительно, июль прошел, и немцы, так сказать, они стали двигаться хорошо. И тогда, значит, вызвали наших мам всех в школу, в наши школы, и сказали, что мы детей будем сейчас отправлять в эвакуацию. Вот. Ну, значит, вы готовьте там им вещи какие-то. Мама пришла домой и говорит, что вот ты должна будешь уехать на какое-то время, пока будет война, значит, и вот мы отправляем. Мама меня, значит, взяла мой вещевой мешок, мне положила туда что-то 3 платья, там 2 пары туфель, в общем, почти ничего. Почти ничего, потому что мы все думали, что мы шапками закидали, да, что мы через пару месяцев все вернемся домой. Поэтому у меня был только рюкзачок, и там вот именно там 2-3 платья, там то, что на мне, и больше ничего на мне не было. Ну, так вот нас всех собрали, и это месяц уже прошел войны. Это уже был июль месяц, да, июль месяц. Немцы двигаются очень быстро. Вот. Но пока в Ленинграде не было никаких ни бомбежек, ничего такого не было. Значит, собрали нас, привезли нас на вокзал, и нас поселили в вагоны, в которых возили скот. Да? Не в такие вагоны, а так. Потому что это, весь эшелон вот этот был, это были все школьники из ленинградских школ. Значит, там забирали те, которые школьники до 9 класса, с 9 уже не брали, 10 не брали, с 10 не брали, тогда были 10-летки. А до 9 класса вот это школьники с 1 по 9 класс. Значит, всех вот это вот брали, всех, значит, в эти вот теплушки, и нас повезли в Новгород. Первый раз мы оказались без родителей. Извините, ваших сестер, наверное, не взяли, да? Потому что они были слишком маленькими тогда. Куда? Ваши сестры, их не эвакуировали? Нет, мы находились все вот в этих вот теплушках. Да, но ваших сестер оставили с родителями? А мои сестры, одной было 1,5, другой было 2,5. Да, так их не взяли. Конечно, их никуда не взяли. Они дома остались. Я поехала одна только. Мне было 13 исполнилось, мне уже была девочка большая. Вот, нас вот поместили вот в эти вот самые теплушки, а они двухэтажные, и там сено на 2 этаже было, чтобы спать на ней, и на 1. Ну вот, а мы все оказались без пап, без мам, и нам это очень всем понравилось, и мы себя ужасно стали вести в этой самой, в теплушке, и мальчишки и девчонки, значит, кто хочет на 2 этаж, мальчишки хотят, а девочки на 1, девочки залезли на 2, у нас началась борьба с мальчишками, тут наши педагоги стали нас это самое, на нас кричать, что это такое, как вы себя ведете, девочки внизу, мальчики наверху, а нам педагоги ничего, нам до них никакого дела нет, мы премся наверх, мы идем наверх, и там у нас вот такой вот яролаж идет. Она на нас начинает, они на нас кричать, бандитки, хулиганки, проститутки, куда вы лезете? Вы лезете к мальчикам, что это вот, прям вот так вот.
А мы не знали, да, что такое проститутка. А я у своей подружки спрашиваю, а что на нас так накричала, что такое проститутка? Она говорит, я не знаю, что такое проститутка. Я говорю, я тоже не знаю, что такое проститутка. Ну вот, накричали на нас. Ну, наконец ночь пришла, мы угомонились, все, повезли в Новгород. А Новгород от Ленинграда, он очень близко. Вот. А наш поезд идет, его все время останавливают, потому что идут эшелоны, идут, а мы стоим. И мы почти до Новгорода ехали 1,5 суток, когда там ехать надо 2 часа. Потому что нас все время ставили вот туда. Наконец мы приехали в Новгород. Нас высадили, привезли в школу или куда-то. У нас огромная зала. И там, наверное, человек 150 стояли вот так вот койки. И нас на эти койки, значит, всех туда забросили мы. Ну, на утро мы проснулись, значит, нас там перечислили, распределили, куда, чего и как. Вот. И опять 2-я ночь наступила. Во 2-ю ночь мы накинули на себя просто, не выскочили на улицу и начали там бушевать. За нами там опять педагоги нас успокаивать туда-сюда, что такое вы делаете, по кроватям, да вы смотрите, как вы себя ведете. В общем, короче, они нас воспитывают, а мы на свободе. Ни папы, ни мамы нету, как хорошо живется. Нас забрали опять по кроватям. 2-й день мы пробыли там, на 3-й день. Значит, нас уложили спать. Только мы легли в постели, буквально где-то через час, через 1,5, вдруг воздушная тревога. Воздушная тревога, и вылетает к нам педагогиня не по кроватям. Всех надевайтесь, уезжаем. Немцы подходят к Новгороду. Нас собрали в эти машины, там откуда-то эти автобусы, с этими мешками мы запихали нас в эти автобусы, так их запихали, прям уже не смотрели, кто из какой школы. Просто запихивали вот так вот. И мы буквально стоя стояли в этих машинах. Нас повезли. И когда нас повезли, начался обстрел. Что они нам машины поставили флаги с крестом. Это что значит? Это самая больница, значит, да? А немцам это и надо. Идет советские машины, над ними раненые. Стрелять? Наша машина была почти предпоследняя, как-то получилось, так? И сзади нас еще была машина. И, значит, они идут, а там впереди, там уже бомбят. Там уже автобусы горят. Там, я не знаю, сколько этих автобусов было. И наши шофера сзади, и наш шофер резко свернул с дороги, а там леса, такие густые леса, и наш этот автобус просто влетел туда, вот в этот лес, а там эти кусты, там же не развернутся автобусы, он бухнулся вот так вот, да, окна, стекла все повылетали, двери вот так вот закрылись, да, и вот нас из окон стали вытаскивать, потому что там зашло в лес, бегите. И мы бежим. А куда бежать? Мы бежим, разбежались все, кто куда, где куда. А там уже, не знаю, там уже все, там уже дети погибли, я уже не знаю, сколько их, какие автобусы. Наконец, ночь, все затихло, ничего, и стали ходить по всему этому лесу и аукать. Ау, собирать детей. Потому что все разбежались, куда мы не знаем, куда бежать и куда вообще. Нам же надо куда-то выбежать. Педагоги нас потеряли, мы их потеряли. И мы, значит, аукаем. Ау. Ну, собрались. Сколько там? Собралось много. Разбежалось много. Куда идти? Где станция? Никто не знает, куда ехать, в какую сторону нам двигаться. Нам нужно выйти из леса куда-то на платформу. Вот, и мы стали, значит, идти на обом Лазаре. И все время идем и аукаем все. Может быть, нас услышит кто-то какие-то там. В общем, где-то почти под утро мы вышли из леса, там уже избы были, да? Вот, и наши там остановили нас и пошли узнать, где находится станция. Нам же надо уехать куда-то. Вот, и, значит, там сказали, вышли местные жители и привели нас на вокзал. Там уже телефон, там куда-то звонят, там чего-то такое. Получили какое-то распоряжение, посадили нас снова в эти теплушки и повезли нас дальше, вглубь. Уже
из Новгорода не были, и мы думали, что мы в Ленинград вернемся, а нас повезли. И нас везли, опять же, там вот эти, все время стояли на запасных путях, опять эти поезда эти. Мы ехали, наверное, дня 2-3, ехали мы, и нас опять, я даже не знаю, в какую деревню нас привезли. Нас куда-то привезли. Уже июль проходит, значит, мы уже в конце июля, что ли, в начале августа, мы попадаем уже в какую-то другую деревню, и нас разбирают по домам. Разобрали. Ну, проходит... А нас было 4 из одного дома. Значит, я была, потом со мной были 2 дочери директора Русского музея, значит, Юлька и Инна, ее младшая сестра, и мой сосед Знаменский Володька. Нас 4 мы из одного дома. И мы так это вместе все время, а потом Володька говорит: слушайте, а что мы вообще здесь делаем? Ребят, давайте домой пойдем, давайте сбежим. Что мы будем тут делать, как, да? Давайте, Юлька, да, давайте, да, но я помладше, а это мало, ей вообще 8 лет. Я говорю, ну, конечно, давайте сбежим. А как же мы сбежим? Мы же не можем до Ленинграда бежать, да? Пойдемте, давайте на вокзал, а там же все время ходят поезда вот эти. Попросимся в какой-нибудь вагон, и нас, ну, как-нибудь там устроимся. Короче говоря, прошло 2 дня, мы за эти 2 дня собирали еду. Значит, там хлеб, там что-то складывали в свои рюкзачки. Потом мы пошли по огородам. Там, где уже позрели, там что там, огурцы, там что-то такое мы собрали какое-то. И все это, значит, наш рюкзачок. И ночью мы 4 отправились в путешественники, куда глаза глядят, приблизительно уже так. Мы уже узнали, в какую сторону идти, где этот. Потому что поезд ходил, мы видели, где поезд идет. Нам нужно было выйти на железную дорогу и потом по ней, значит, идти. А мы так и пошли. Мы очень быстро пришли на вокзал. И там сплошные поезда слышали военные. Куда ехать? А нам надо в Ленинград. Вот мы стали ходить. И потом смотреть. Сначала мы подошли к военным. И стали просить, чтобы мы говорим, мы заблудились, что мы там врали им, черт его знает что мама наша уехали, а мы вот остались вот тут, вот нам надо в Ленинград. Ну, и пытались там что-то для нас, потом пошли, говорят, мы не можем их взять. Мы едем прямо, мы на Москву сели, в Ленинград, там нам на Москву тогда перлись все. Они нас не могут взять никуда. Значит, только может пассажирский поезд нас взять. Значит, мы сидим, ждем, чтобы потом смотрим, там стоят пассажирские поезда тоже, которые стоят, но не идут, потому что идут военные поезда. Мы пошли туда, к этим поездам, и стали там. Значит, теперь говорю, давайте разделимся. Если мы 4 пойдем, нас не пустят в вагон. А когда мы разделимся, мы скажем, что мы из вагона вышли, а наш поезд ушел, а наши мамы уехали. Мы так и врали. Значит, мы подошли к одному поезду, разделились. Я пошла, значит, с маленькой сыной, а Володя с Юлькой, они пошли в другой вагон. И я подошла и говорю, она говорит, билеты. Я говорю, у меня нет билетов. Я говорю, вот я с моей сестренкой вышла. Я говорю, а у нашего поезда нету. Нам сказали, что он уже ушел. А мама наша уехали. А что нам делать? Мы в Ленинград должны. Вот такая сердобольная тетка попалась к нам. Говорит, ну как же мне быть-то с вами, девочки? Ну да. Ну ладно, то вы знаете, но мы вас можем довести только до Тихвина. Она говорит, там, мы дальше Тихвина, мы, говорит, не идем. Нас посадили в этот вагон и в эти, а те тоже там пошли, устроились. И нас повезли в Тихвин. Тихвин недалеко был, там мы ехали, наверное, часа 3 там ехали в нем. Потом мы вышли из Тихвина, там поезд остановился, мы вышли. А теперь нам надо было ехать на Ленинград. Так на Ленинград, значит, стоят там поезда. Давайте пойдем узнаем, какие поезда. Значит, Володя и я, Инна сели, мы пошли, значит, узнавать, какой идет поезд на Ленинград. И смотрим, у каждого вагона стоит этот самый, билеты проверяет, да? А у нас же нет билетов. И нам туда не пролезть никак. Мы пошли, значит, в вокзал, туда вошли. Думаем, как же нам быть, как же нам пролезть в вагон? Я говорю, если мы пойдем по одному и скажем, что мама наша в вагоне, как мы делаем, они могут пойти, где ваша мама? Кто? Пойдем посмотрим. Они пойдут, скажут, вот там дочка там чья-то, выйти, там мама там твоя. Они пойдут, они сразу нас разоблачат. А там уже так ходили по вагонам.
Вот. Мы, значит, туда не пошли, мы опять сели в это несчастное, и сидим мы в этом Тихвине вокзале. Уже темнеть начинает, а мы сидим. И вдруг по радио объявляет: по вагонам. Немцы подходят к Тихвину. По вагонам. Пассажиры все по вагонам, кто в Ленинград. Тут началось такое вообще началось. Какое там билеты, какие чего. Нас мы не только пошли, нас просто понесли. Мы были, я только держала за руку за Инку и за Володьку, а Юлька где-то сзади меня. И вот мы так друг другу, чтобы нам не потеряться, а нас просто вот так вот несут. Нас несут, мы висим вот так вот. Нас несут. Вагоны моментально были заполнены полностью и на крыше, и между вагонами, и на скамейках. Люди бросали свои чемоданы. Это то, что там на них было, потому что пролезть с чемоданом в вагон было невозможно. Я, значит, на одну ступеньку наступила, а дальше я не могла наступить. И какой-то мужчина схватил меня за руку и оторвал у меня рукав от платья. Оторвал рукав и меня втащил вместе с моей этой Иной. Мы с ней влезли в вагон, а я думаю, а где же Володька тогда? Они-то попали в вагон, я же не знаю, где они там. Ну, думаю, наверное, тоже так же влезли. Мы туда нас внесли, сесть там было совершенно некуда, до самой полки. Кто на чемодане, кто на полу, кто друг у друга на коленях вот так вот сидели. И нас воткнули, и, значит, меня женщина посадила на свои коленки, а Инку мужчина посадил на свои коленки. Встать было невозможно. И поезд рванул. Вы знаете, он так летел, я думала, что мы с рельс слетим, наверное. Это было безостановочно, Тихвин-Ленинград он прилетел. Ой, как мы ехали. Я думаю, там же, наверное, с крыши люди послетали, наверное. Там же они на крыше прямо сидели. Там было за что держаться, я не знаю. Это вообще была стрела. Мы долетели, я не знаю, за какой-то... В общем, мы прилетели в Ленинград в 4 часа утра. Значит, мы ехали где-то 3 часа, наверное, ехали. Ну, короче говоря, мы прилетели в 4 часа. Нас всех высадили туда. Из вокзала нас не выпускают никого. Там все двери закрыты. До 6 часов двери все закрыты. В город выйти никто не может. Мы просидели до 6. Двери открылись, мы пошли домой. Я порванным платьем вот это. Идем, а наш дом недалеко от Московского вокзала. И мы, значит, идем домой. А из этого лагеря, где мы были, сообщили в школу, что 4 человека пропали. И нас там ищут. И сообщили в школу, что нас нет. И те сообщили нашим родителям, что нас нету. И нас уже потеряли. А мама, вот эта вот жена вот этого нашего директора нашего музея, значит, у нее были на руках билеты, она должна была поехать за нами. Они хотели нас забрать. А получилось так, что мы уже удрали, да, и уже никого не выпускали из Ленинграда. Она уже, имея на руках билет, вообще не могла сесть в вагон и поехать за нами. Все было потеряно. И тут мы появляемся, рваные, грязные, волосы торчат. Мама открыла дверь и на меня посмотрела, и она упала. Она сначала даже не могла понять, что это я вообще. Ну и там даже, и Володька к своей маме, и этих там. В общем, наши матери, они вообще танцевали до потолка, до счастья какое, что мы нашлись, оказывается. Что да, мама тут же там в школу заявила, что мы пришли, что мы убежали. Вот, и тут началась вот моя уже сага. Извините, я хотела уточнить, ваш папа, он собирал эти отряды уже в музее? Да, он уже был на фронте, он уже папа. ушел на фронт. Да, они уже были на фронте. Они буквально месяца не прошло, как они стали получать похоронные. Все те, которые были с папой, 3 человека только остались живых. И папа еще 2. Они тут же полегли. Они даже винтовку-то в руках, они стрелять не умеют. Куда вообще их погнали? А каких мальчиков? 18, вообще.
То, что я насмотрелась в моей жизни, это вообще, это ужас, это ужас. Я писала вот эту книжку, я плакала, сидела. Вы, может, хотите Я сделать извиняюсь. паузу? Не надо извиняться. Вы хотите сделать паузу, может быть? Нет, ну ничего, сейчас я отойду. Хорошо, конечно. Отойду. Ой. Я даже не знаю, как я вам доскажу все это, потому что то, что я, понимаете, у меня все рассказ, это все боль сплошная. У меня нет там над чем посмеяться или улыбнуться, потому что все вот эти 2,5, сейчас вот то, что я вам буду рассказывать, эти 2 года, это сплошные ужасы, я даже не знаю, как я вам буду их рассказывать. Это... Фу! Вот такая я плакса стала. Я плакса стала, да. I am always with my tears. I cannot hold my tears when I am talking about this. Okay. Ну вот, начало, значит, вот этой войны, эти месяцы у нас было тихо в Ленинграде. Не было ни бомбежек, ни обстрела, не было ничего. Август месяц наступил, и пока что в Ленинграде было, так сказать, более-менее спокойно. И вот тут вдруг тревога. Мама подхватила моих сестер. Одна Ира была 3,5, Соньке было в 41-м 2 года, а 2,5, а Иры 3,5 было. Я, значит, Иру за руку держу, а мама держит Соню на руках. И мы, значит, выходим из нашей парадной, вышли во двор, и вдруг над нами, прямо буквально чуть ли вот не над головой, летит самолет. И видно вот этот фашистский знак на нем, на этом самолете, так низко, да? И мама, и я, мы вот так вот, а наши эти самые соседи, они все сбежали уже, у нас 4-этажный дом был, они все снизу, они все стояли на 1-м этаже в парадных, и они моей маме кричат: «Таня, Таня, беги!» А мама моя приросла вот так вот, да. И я вот так вот смотрю наверх, а он вот, причем он летел не так вот уже пролетел, а я видела его от начала и как он ушел. И вот этот вот фашистский знак, и он не пострелял, ничего, это видно, это был разведчик. Они обычно не стреляют. Он и так проезжал, а мама моя как вкопана, он проезжал, она все стоит и смотрит на небо. И, наконец, она пришла в себя, она чуть не упала от этого шока, который у нее был, да. И наши соседи выскочили, говорят: «Ты что делаешь, ты что не побежала, тебя же могли убить, тебя же могли застрелить». Могли, но, слава богу, не застрелили. Вот. Это была, так сказать, уже первая встреча моя с этой войной. Вот. Проживали мы в бомбоубежище, у нас тогда еще и не было, у нас не было еще никак. Мы все отправились. Ушло, в общем, не бомбили, не стреляли, все тихо, все пошли по домам. Вот, все пошли по домам, все как будто бы затихло. Вот, на следующий день по радио, значит, объявляют, что вот где наши войска и что как, что явиться всем там до 16 лет, значит, явиться на пункты какие-то. Ну, мне, слава богу, еще было 14, мне это не нужно было.
И я, значит, не пошла туда. Но все, значит, мои подружки, кто были старше меня, значит, они все туда пошли. И у каждого из них, значит, было какое-то задание. Значит, что они должны будут делать, как они будут помогать. Все это им рассказали. Ну, все это хорошо. Все. И все, наш Ленинград пока не бомбят. Мы пока живем и ждем, когда война кончится. Потому что уже август прошел, уже сентябрь начался. И первая серьезная бомбежка началась где-то 15 сентября. Это была очень-очень сильная бомбежка. Причем она была далеко от нашего дома. Она была далеко от нашего дома. Они бомбили бадаевские склады. А в этих бадаевских складах находился сахар и масло, которые они туда складывали на случай. Да, вот это вот. Вот. Это огромные такие склады, полностью заполненные сахаром и маслом. И вот эти склады были их стали бомбить, и огонь стал гореть, потому что масло, да, и был пожар, колоссальный пожар был, колоссальный. Горело, несколько дней горело. А нас мы пока сидим там более-менее спокойно, к нашему, не подбирается к нашему району. Вот. Ну, а здесь, значит, стали готовить бомбоубежище уже. Такое, значит, куда бы нас надо было поместить в случае, если нам придется искать. А у нас, значит, от Русского музея идет такой маленький двухэтажный дом, такой длинный двухэтажный дом. Значит, там получилось так. Первый этаж уходит в землю наполовину, значит, окно находится на уровне земли приблизительно на полметра. И дальше идет второй уже этаж. Так вот, этот первый этаж, его, значит, очистили на всякий факт, пока еще мы дома, очистили, и мы пока находимся у себя дома, а его пока, значит, для нас сделали. А в нашем дворе стоял памятник Александру Третьему на коне, причем это памятник гротеск. Это не то, что там такой вот, а такой мужик такой сидит, здоровый, конь такой. И он прямо стоял на дворе вот так вот, да. Его никуда не брали, не убирали. Он стоял на дворе, этот памятник. Вот. Ну, значит, сделали нам это. Мы живем дома. И вот начинается первая такая вот серьезная уже бомбежка, это нашего сада. У нас в саду стала бомбежка, и у нас стекла из дома полетели. Из дома стекла стали вылетать. Да? Но пока было тепло, лето, мы, значит, сидим, поубирали у себя дома, там все. Пока что у нас открытые окна, и мы и все, значит, смотрим на эту церковь и говорим, вот, Боженька нас спасать будет, да. Ну вот. Находимся вот. Ну вот, постепенно подступила зима, подходит к нам. Начинается... Я вас остановлю на секундочку. Да. У вас кто-то пошел, например, мама пошла строить укрепления, эти фортификации какие-то города, укрепления? Нет, ничего, ничего, да. Все пока так. Пока идет вот так, что мы все ждем конца войны. Мы все радио конца войны. Но радио нам не приносит хорошие вести, а все то мы оставили этот город, оставили тот. А самое главное, что мы боялись все, когда мы узнали, что Киев бомбили. Когда нам рассказали по радио, что Киев бомбили, что люди не ожидали вообще, что началась бомбежка. Они все попрятались там в подвалах, кто куда. А когда они вышли из подвалов, немцы были уже в Киеве. И вы это узнали как? Через это радио? Мы узнали уже по радио. Да, что немцы вошли в Киев буквально на третий, на второй день по началу войны они вошли в Киев. Они начали бомбить и вошли сразу в Киев. Вот. Это, конечно, был большой, так сказать, удар вот для нас, что он в Киев вошел. Но все-таки мы еще надеялись, что все это, так сказать, прогонят, отгонят. Вы, кстати, вы помните что-нибудь про голос
или личность человека, который говорил на радио? На радио это был у нас такой Левитан. Вот этот Левитан, Гитлер сказал, это отступление маленькое, что когда я возьму Ленинград и Москву, да, то первого, кого я повешу, это Левитана. Левитан. Он говорил 24 часа. Причем у него такой голос, такой артистический. Он говорит Москва. Он из Москвы. Говорит Москва. Наши войска оставили та-та-та-та-та такой-то город. Наши войска там. Вот, все вот так вот. Это голос Левитана. Вот так, я его первым повешу. Ну вот. Так что там Левитан все время сообщал. Конечно, нам много не говорили. Там село, деревню какую-то там немцы вошли. Старались нам не говорить. Мы, так это, да? Ну вот. Ну, пришла осень. Ленинград потихоньку окружается. Окружается город, окружается. И город окружили уже в октябре месяце 1941 года уже Ленинград оказался в блокаде. Вот. И тут нам сразу, урезали паёк нам дали, там на карточки нам дали. Значит, ну там еще было прилично, там был хлеб, там была крупа, там еще что-то такое было на осень. Вот, ну чего-то, так сказать, ничего. Но вот потом дальше больше стало. Уже подходит зима, уже холод наступил. И у нас получилось так, что наши зимы ленинградские обычно больше 25-28 не было никогда таких сильных морозов, как наступили мороз 1941 года. Это был мороз 35-38 градусов минус. Вот такие морозы у нас были. И, конечно, что произошло? У нас полопались трубы. Полопались трубы, и у нас не было воды. И тогда у нас... И потом эти холода нас всех из наших квартир отправили в бомбоубежище. И в это бомбоубежище, которое находилось под вторым этажом, дом двухэтажный, под вторым этажом находилось вот это бомбоубежище. Значит, те, у кого окна повыбились, тех, у которых окна смотрели во двор, там у них еще сохранилось. А те, которые смотрели в сад, они все повыбились, эти окна. Значит, у нас уже половина дома приблизительно пришло жить в бомбоубежище. И вот, значит, это еще было все ничего. И вот где-то... Можно спросить у вас, вы сказали, что воды уже не было, а было электричество? Электричество было еще, да, электричество было, но воды уже не было. И где-то, да, перед тем, как полностью блокада закрылась, полностью, к нам пришли немцы, которые жили вокруг Ленинграда. Это вот малая, большая, средняя рогатка, так называемая. Это были немцы, которых еще пригласил сюда Петр I. Когда строился Петербург, в Петербург строили все возможные инженеры-строители из Франции, из Англии, из Германии, это вот из Италии, это зодчие. Город наш выстроен вот этим. У нас в России тогда не было таких, понимаете, архитекторов, которые могли бы отстраивать. И он, когда строил город, это вот он пригласил всех вот этих вот прекрасных архитекторов, которые строили наш город практически, да, вот. Поэтому у нас, когда эти немцы, они так и остались жить вокруг города, расселились. Они жили в самом городе, но в основном это как бы это было немецкое поселение было. Их было там довольно много, но за сколько лет, считай, с 1713 года, когда начал строиться Петербург, да, вот.
И до наших лет, конечно, там немцы, там много населения большое, и вот к нам прислали вот этих немцев в наш дом. Ну, в наш дом, наверное, человек 200 прислали. Они вообще всех немцев из этих поселений оттуда убрали, потому что немцы шли, они окружали город, они не хотели, чтобы немцы остались, чтобы они остались у немцев. Они бы, конечно, стали с ними, безусловно, так они их убрали. Ну вот, так они их убрали к нам, и они их расселили, и вот. Но они приехали с лошадьми, и повозки у них были вот такие вот с продуктами. Продукты были там огромные, я не знаю, это было на лошадей, наверное, 20 пришло к нам, и повозки. И нужно было эти продукты куда-то девать, да? А у нас, давай сюда, вон. И нужно было, а у нас во дворе стояли 2 мусорных ящика. Эти мусорные ящики, они приблизительно высотой такие были, ну вот так, до пола моего окна, вот такой высоты. И вот оттуда до сюда вот такие большие. 2 огромных ящика мусорных. Они были пустые. Они эти ящики открыли, они их вычистили, вымыли, как полагается, и туда наложили свои продукты. Это картошка, морковка, там свекла, капуста. Ну, все, что можно было положить, они все туда заложили полностью и закрыли вот такими большими замками. И эти продукты так там и стояли вот в этих вот. Прошло пару месяцев, наверное. Сентябрь, октябрь, ноябрь уже был, там декабрь. Вдруг этих всех немцев собрали. У нас 2 немца жили, там у кого 3 немца. Они раздали нам по квартирам, на полу у нас спали. Вот. Собрали, и всех их лошадей забрали в первую очередь, всех лошадей, повозки все забрали. И их всех усадили на эти повозки, и их увезли. Ну, их, по всей вероятности, расстреляли. Потому что они немцы, их в первую очередь нарыли куда. Я не знаю, что с ними сделали. В общем, их всех увезли. Ну вот, а продукты эти у них так и остались в этих наших ящиках стоять. Разбомбили эти склады, убрали у нас сахар и масло. Все. Теперь нам выдали карточки. Вот. Карточки нам сначала дали нам по 250 грамм. Это, вы думаете, это сентябрь или октябрь или сентябрь? Это был уже октябрь, это было начало ноября. Да, уже. И нам выдают, тогда еще нам дали по 250 грамм хлеба, там полкило макарон. Это на неделю. На неделю. Ну, так что еще можно было, так сказать, питаться как-то. Вот. Ну, время шло. Немцы взяли в кольцо совсем Ленинград. Уже продукты там не поступали в Ленинград. Стали они убавлять нам порции, стали убавлять. Дали нам потом 200 грамм хлеба, и макарон 250 грамм, и там все другие так. И уже там где-то к январю месяцу нам снизили до 120 грамм хлеба, 125. Значит, давали нам хлеба и давали нам 25 грамм какого-нибудь пшена или что-нибудь такое. Значит, мы получали, на мою семью я получала, значит, полкило хлеба. Да, полкило хлеба я получала. Получала 200 грамм крупы, и крупу и хлеб. Больше нам ничего не давали уже. Уже в ноябре мы ничего этого уже. Вот, на этот паёк нас и посадили. И январь месяц, был жуткий совершенно был январь, и к нам упала бомба в наш двор. Упала бомба в тот двор, где было наше бомбоубежище. И наш дом осел вот так. И у нас образовалась огромная такая вот, яма.
А вы там были в этот момент, когда упала бомба? Да. Я была там же, в этом бомбоубежище. И вдруг так вот он осел. Не упал в потолок, ничего, нас никто не погиб у нас. А сел вот так дом, двери, все, вот так выйти невозможно было, да. И вот тогда, значит, решили, значит, выломали стекла вот в этом, там вот такое, окна такие были, выбили, и нас вытаскивали из этих стекол, из этих вот рам. Из рамы вытащили. Всех нас вытащили, а куда нас поместить? Поместить нас некуда пока было. И нас привели в Русский музей, просто в музей. И поместили нас в комнатах там. И стали готовить для нас бомбоубежище, в котором мы будем жить впоследствии. Вот. А это бомбоубежище, значит, это бывшие кладовые, где стояли картины. И вот эти все картины, куда-то там их убрали, куда-то все освободили нам. Ну, сколько там нас было в нашем доме? В нашем доме всего было, значит, у нас было 3 раз и 2. 3 парадные у нас было, и 4-этажные. У нас в доме всего было 78 квартир. Ну, и в этой квартире были одни женщины и дети. Всех остальных вот в армии были. Поэтому нам помещение требовалось, в общем-то, небольшое. И нам освободили такое большое зало. И вот нас разместили вот там. Мы, у всех, у кого были выбиты окна, мы все пошли жить в это бомбоубежище. Нам там кровати приспособили, те раскладушки, где-то там из магазинов притащили. И мы все жили вот в этом уже всю войну, все другое время мы жили вот в этом бомбоубежище, мы жили. Ну вот. И вот начались у нас заболевания, люди стали заболевать. Пухнуть. Это было от голода? Или... От голода, конечно. От голода, от холода. 125 грамм хлеба на день. Причем хлеб у нас был, он был не такой хлеб, как хлеб, а это было кусок камня, можно сказать. Там было все, кроме муки. И кушать его было почти совершенно невозможно. Просто возьмешь в рот и обсасываешь куски, он там расползается как-то. Короче говоря, практически еды не было. Вот. А из чего? Вы не знаете, из чего было? Ой, вы знаете что? Я знала, у меня даже было написано это. Я после войны пошла в музей обороны Ленинграда. И я там увидела вот этот кусочек, 125 грамм хлеба, и было написано. Там было 10 ингредиентов написано. И муки там было 1 грамм. А все остальное, там даже опилки были от дерева. Опилки даже были там в этом хлебе. Вот, и вот у меня было где-то, я уже не знаю. Короче говоря, такая вот ситуация стала, люди стали опухать. Еще пока до покойников, еще, так сказать, мы шли мелкими шагами, шли туда. Ну вот. И первая у нас моя подруга, ее папа, мама и брат. Ее папу не взяли в армию, потому что он был хромой. И он остался дома. И вот вечером мы смотрим, ее нету у нас. Моя подруга Ядзя, она полька была. Пойдем посмотрим, где там наша Тоня. Поднимаемся мы к ним на 2-й этаж, заходим, там двери были открыты, они все лежат. Вся семья. Мертвые от голода, они все. Вообще их просто нельзя было узнать. Они это какие-то были, мы их не видели. Так, какое-то время, там, может, с неделю. Бывает, люди приходили, уходили, приходили. А эти не приходили, но и не приходили. Дома сидят. И когда мы увидели вообще это 4 покойника лежало. 4, да. Это был первый ужас наш. Вот мы побежали все, там, насколько у нас было, девчонки, вот побежали в убежище к нашему. А у нас мужчин было, 7 мужчин всего. Это были очень пожилые, и те, которых нельзя было взять в армию, из-за их там хромые, там еще что-нибудь. Что вот такая ситуация. Ну и эти, значит, мужчины оделись, пошли, вытаскивали их, вытащили их. Ну, надо было, в общем,
эта задача уже была их, мы еще тогда не знали ни похорон, ничего, мы пока еще это было только начало. Это было только начало. Вот их, значит, куда-то там убрали, все такое. И вот это идет, все больше и больше людей становится больных. Все больше и больше людей становится больных. Когда вы говорили, что они опухали, вы можете описать, как они внешне выглядели? Ну, как вам сказать, как можно? Сначала, когда человек голодный, ему нужно больше воды. Вот. А поскольку у нас воды было мало, они не могли пить много воды. Значит, они пили столько, сколько они могли пить постепенно. И у них опадало, тело опадало. Потому что питания никакого, а только вода. И вода это очень быстро расходилась по всему телу. И за счет воды они жили. А еды уже не было. Когда эта вода вся от них уходила, они уже не могли встать. Они уже лежали, и уже все, это уже был конец. День-два они уже умирали. Вот. То есть опухали они, и в опухшем виде они могли прожить неделю. Они просто, вы знаете, как шар становился. Ноги вот такие вот, руки вот такие вот. Лица вообще вот там глаз не увидишь, да? То есть полностью идет какой-то вот такой, шагает вот такой мешок полностью. Вот. И вдруг в один прекрасный день все это ушло, и лежит один скелет уже. И тогда все, тогда их нужно было убирать из бомбоубежища, но это уже, так сказать, занимались там другие люди, этим занимались. Вот. И был у нас там такой дворник, а дворник этот был черносотенец в свое время. Это был полицейский, которые охотились за евреями в царское время. Он был 2-метрового роста, вот такая вот косая сажа в плечах. И вот он все время приходил к нам в убежище, у него была бумажечка такая вот. И он так приходил и говорил нам: ну же, дочки, вы у меня все вот здесь. Да. А у нас в семье, в нашем доме было 2 семьи еврейские. Наша и еще одна семья была. А там было 4 карлика. Они были семья, там вот такого роста были. 2 женщины, 2 мужчин. Вот такие. Вот у меня вы здесь. Вот. А немцы уже здесь около нас. Да. Вот здесь вы у меня. А у нас же все партийные. У нас не столько евреи тряслись, сколько тряслись эти партийные. Понимаете? И у нас все время бросали нам листовки. И на листовках, на этих везде было написано: вы должны уничтожать евреев. Это евреи затеяли. Я очень сожалею, что я не сохранила эти листовки. У меня они были. Евреи, это евреи виноваты в этой вот войне, и вы должны их уничтожать. И вы вот не помните, они были на русском языке? На русском. Языках? На русском, конечно. Ну, кто у нас немецкий язык? Ну, я знала немецкий, потому что меня в школе там немножко учили, там, до 5 класса. А так у нас же никто не знал языки. Ну, и то я не так знала немецкий, чтобы я могла его искать, как нас в школе учили. Вот так вот. И в результате у нас же все работники музея, они же все партийные, вот так вот стоят, вот так вот, да, и все у нас тряслись. И вот один раз он к нам пришел, и вот на него как набросились наши женщины, мужчин-то нету. Они на него набросились, во-первых, на него так, в общем, матерились как надо, и стали его избивать. Больше к нам сюда не приходи. Если ты еще у нас появишься, мы тебя убьем, чтобы твоего духа здесь больше не было. А он говорит: ну, я говорит, не приду к вам, говорит, придут другие. Вы мне, говорит, не нужны. Вот. Он потом подох, он все-таки умер от голода. Вот. Но все у нас были такие, знаете, люди. Ведь знаете, как говорят, в семье не без урода. Вот. И было, конечно, пару людей таких, которые ждали немцев, которые ненавидели советскую власть. Все это ненавидели. И они, конечно, ждали. И мы знали, кто это, но их боялись.
не хотели портить с ними отношения, понимаете, как-то так. Поддерживали с ними это, так, понимаете, с ними. Потому что боялись, что вот придут немцы, они сразу вот, да, вот так, да. Вот, значит, и таким образом, понимаете, мы были очень-очень дружные. Вот все, вот мы все так друг другу помогали. Мы за каждым следили, если ему что-то надо, что-то помочь, что-то все. Мы все это делали. Вот. Потом, значит, получилось так, что у нас в наш дом попала ракета. Выстрел. Ракета большая, длинная такая, ракета, я ее видела. Но эта ракета не взорвалась. Она влетела в квартиру и упала на пол. Пол проломился немножко. Вот так вот грохнулась. Ну, раньше дома хорошо строили. Это сейчас бы он, наверное, провалился до первого этажа. А тогда еще там они были... Пол провалился, и ракета там сидит. И вот эта хозяйка, эта вот квартира, значит, она пришла и нам сказала: слушайте, я прихожу домой, вот у меня, а квартира, вот она вот такой длины, вот так. И в окно она влетела, и она прямо у нее всю комнату заняла по своей длине, эта ракета, но не взорвалась. Она пришла, сказала... Мужчины там пошли, которые были, значит, и как-то, в общем, почему-то эту ракету убрали. Вот. А так у нас дом стоял, только окна у нас были выбиты, а так он стоял. На чуть-чуть. Давайте остановимся на чуть-чуть. Маленький брейк. Так вот. Давайте, let's take a break. Давайте остановимся и вернемся. Давайте. Мы теперь снова возвращаемся к интервью. Елена, вот как, например, вы знаете, у меня появился поклонник. Я сейчас ничего, это так просто говорю. Вот нужно ли мне вот этот кусок, у меня очень интересный. У меня появился поклонник, поляк он был, да, причем он был потомок короля польского Ягелло. Такой был у них, это во времена этого Наполеона. А это их линия идет, да. Вот. И вот этот вот мальчик, значит, он был старше меня на 2 года. И вот мы с ним проводили. Ой, это так трогательно. Сейчас я когда вспоминаю, как он за мной ухаживал, и как он меня учил целоваться, и как он меня учил. Первый человек, который мне... Я тогда еще не читала книги такие умные, и романы всякие. И вот он мне стал рассказывать тогда королеву Марго. Я прямо... Вот так вот я слышала, вот так вот, да? Такая судьба у него. Такая судьба у него. Извините, как его звали? А? Как его звали, этого мальчика? Генрих. Но я вам расскажу немножко. Это интересный такой момент. Немножко такой отойдем от этого ужаса. Вот. Я вам расскажу, это интересно. Геночка. Красивый такой мальчик был. Такой. У него были пепельного цвета волосы и серо-голубые глаза. Серо. Я таких глаз вообще больше никогда ни у кого не видел. Серо-голубые, вот такие огромные глаза и пепельного цвета волосы. Вот как пепел от папироса. Удивительно прямо такой. Очень красивый мальчик. И мы с ним договорились, когда мы станем взрослые, и мы женимся. Вот так вот у меня с ним было. Да. Я расскажу вам эту историю с ним. У меня интересная история. Он, между прочим, я ему тоже своей жизнью обязана. Он мне тоже помог очень во время блокады. Мне во время блокады... Вообще вот моей семье во время блокады повезло. Папу моего ранили. Он был в госпитале. Он остался в Ленинграде после ранения. Вот, первое. Второе, Геночка. Он появился у меня на горизонте. И он меня подкармливал. Я потом вам расскажу. Вы сейчас не записывайте. Я вам потом расскажу. Это будет вам более интересно. Вот, он меня подкармливал. Вот. Мы уже записываем, кстати. А? Мы уже начали записывать. Кто? Мы уже начали записывать. Вы знаете, что у меня ухо мое не работает? Не работает?
Я в одно ухо не слышу. Вот всё. Вы меня... Нет, я вам говорю, что мы уже начали записывать. Уже начали записывать, так, все, да, хорошо. Да, я просто хотела узнать, как Геночка добывал еду? Какой? Как он еду добывал? Геночка. Я вам расскажу. Я вам расскажу, что не он, а его папа добывал еду, он мне ее приносил. Я вам расскажу вот интересные истории. Так, значит, мы начали с этого. Да, значит, мы поселяемся в этом бомбоубежище. Это уже в музее, да? Да, это уже от музея. Мы поселяемся в бомбоубежище, в хранилище, где хранились картины. И там, я там остаюсь до окончания войны. Мы не могли вернуться в свой дом, потому что у нас не было окон, у нас не было отопления, у нас ничего не было, пустой дом. Короче говоря, значит, вот у нас в нашем бомбоубежище была беременная женщина. Значит, да. Вот. И она родила ребенка. Это на зиму, как раз это был начало 41-го года было, вот так вот где-то. Вот, она родила ребенка. Но молока у нее, конечно, не было. Было, но мало. И она была пристроена к консультации. Муж ее был цирковой актер. Он в цирке на гантеле, там вот это вот, на небесах, там этот самый, как он, спортсмен, да, вот. Он работал в цирке, вот. И она его посылала всегда в эту консультацию, значит, за молоком. А там в консультации были кормящие мамы. Кто родил ребенка, у некоторых им давали какую-то пищу, и у них было молоко в груди все время. И они это молоко отдавали, вот такие приходили, матеря, у которых не было молока, они там отдавали часть молока к ребенку. И вот этот ее муж, вот, она сама не могла ходить туда, а он ее посылал. И он, когда шел туда, он всегда приносил полбутылки. Половину он выпивал сам по дороге, это молоко, да? Вот. И она всегда его очень сильно ругала, ну, конечно, не хватало. Он человек голодный, ну что теперь делать, да? Вот. И он однажды ушел и не вернулся. Вот. По всей вероятности, он погиб. По дороге погиб. Была тревога, там где-то бомбили, наверное, в общем, он погиб, и больше он не пришел. Вот. И Ляля ее звали, вообще профессия ее была, она проституткой она была вообще до войны. Как ее звали? Ляля. Ляля? Да. Ляля. Она вообще сама из Грузии. И ее прелестная мама продала ее грузину. Ей было 12 лет. Ну вот, это был ее первый, так сказать, мужчина, и она с его рук пошла по рукам, Лялька. И когда вот они были в Ленинграде, ну это уже другая история совсем. Вот. И потом она вышла вот замуж за этого циркача, у нее родился ребенок, и у нее тоже... Я потом о ней вам напомню, потом я о ней еще расскажу кое-что. Ну, короче говоря, значит, вот я отвлекаюсь, это нехорошо. Не страшно. Рассказывайте. Нет, потому что я теряю нить. Я не буду больше отвлекаться, так вот буду сейчас подряд говорить, то, что там хотите, записывайте. Да вы сегодня до завтра у меня сидеть будете. У меня очень большой материал. Не страшно. Да. Ну вот. Значит, вот с этим, значит, с Лялей мы кончили. Ну вот теперь, значит, нам продукты, которые мы получали, нам, конечно, их абсолютно не хватало. Абсолютно не хватало. И поэтому мы с мамой решили пойти по стопам других наших людей, которые стали ходить вот к этому складу, который разбомбили с маслом маслом и сахар. А была зима все-таки, мороз был сильный, и надо было, мы с мамой пошли. И у нас были лопаты, маленькие, детские лопатки были, когда мы туда пришли. А у людей там были колы.
Они кололи вот эту землю, набирали ее в мешки, увозили домой, и дома ее там складывали в кастрюлю, и земля растаивала, и масло, и сахар этот вот через сито, в общем, они собирали, таким образом была еда дополнительная. Ну и вот мы с мамой отправились тоже туда. Пришли мы туда с ней со своими лопаточками детскими, и у нас было ведро, но ведро было большое, приблизительно литров, наверное, ну вот такое было ведро такое. Ну вот, и стали мы туда копать. Ну и вот копать, ну как мы можем накопать чего-нибудь своими лопатками? Но тут к нам подошли мужчины. Народ вообще был у нас потрясающий, потрясающий. Вот как народ объединяется, потрясающе какой. Это были ленинградцы, это были петербуржцы, это были народ, который был рожден еще при царе, у которых еще была честь какая-то, какие-то были чувства человеческие, не вот эти коммунистические, которые у нас после этого родились. Вот такие были люди у нас. И вот такой подходит ко мне такой почти старичок со своей колом какой у него, и стал бить по этой земле, мне отбивать эту землю. Вот мы с мамой набрали, это вот тоже пришли домой, мама поставила это на плиту, значит, все это сделала как надо, и у нас оказалось сладкое масло. Вот, ну, довольно много там получилось, какая-то такая кастрюлька такая, нам это хватило приблизительно где-то на месяц еды, ну, понемножечку там она, вот так вот, мама там руководила нашей едой, вот моих двух сестер, и меня там маленькую четверть ложечки нам даст в день, и то это было хорошо. Вот, так мы с мамой сходили туда дважды только, потом уже мама вообще не смогла ходить, мама слегла, она пухла, она слегла, она уже не могла ходить. Все пало на меня, я у них была кормильцем, как говорится, получилось так, случилось. Вот, значит, вот после этого, когда вот мы уже, так сказать, сходили на эту, уже съели все вот этот весь продукт, теперь у меня родственники там в Ленинграде, надо было, мы уже не виделись очень давно, может, их вообще уже в живых нету, но и надо было пойти мне их проверить, посмотреть, живы ли они. Сначала мы пошли, папа пришел к нам, поскольку он был в Ленинграде, его часть стояла в городе, он пришел к нам. И мы вместе пошли проведать его сестру. А его сестра жила на Васильевском у нас, значит. Ну, они на машине приехали, и мы поехали. Мы приехали туда. Она уже лежала полумертвая, ее муж украл их карточки, а она была и двое детей, моих двоюродных сестер. Они остались без карточек, а он ушел, и когда мы пришли, тетя Рая уже лежала без памяти. И две девчонки эти сидели на этих стульях, Зина и Аля. Вот. И мы остались у них ночевать. Утром, когда мы проснулись, тетя Рая была съедена крысами. Там лежали одни кости. Ну, там еще было, конечно, но она была обглодана вся. Вот. Ее, значит, завернули в одеяло. Гробов у нас там у них не было. Они ее завернули в одеяло и в одеяле положили на санки. Потом приехал мой двоюродный брат, тоже служил в Ленинграде, он служил. А получилось так, и он эти санки поставили, они в грузовую машину, привезли ее на кладбище, на Смоленское кладбище такое было, и там ее в братскую могилу кинули. На Смоленском кладбище. Вот. После этого мы идем к папиному брату, другому, дяде Борису. Приходим к дяде Борису, дядя Борис мертвый, лежит на своей кровати, там его племянники папины, вот моя Розочка, моя племянница Раечка, там еще ее, сын ее, папа мертвый. Значит, папу тоже кладем, они кладут, и тут я запросилась на кладбище, я говорю, я хочу тоже поехать похоронить дядю Бориса. И папа меня посадил.
но сказал, приедешь туда, чтобы ты в окна не лазила, чтобы в окна ты не смотрела, он мне говорит. Я говорю, я не буду в окна смотреть. Ну, конечно, я смотрела. Мы приехали на кладбище, я открыла щелку так вот, да, и смотрю, горы такие, да, горы. Ночью было это. Думаю, что это за горы такие? Смотрела, а это, оказывается, трупы. Просто горы. С одной стороны, с другой стороны. И костры. По всему кладбищу костры. Что они делают? А люди приезжают на это кладбище, они привозят на санках, на досках своих близких, да, на руках же не понесешь на кладбище. И потом эти люди, которые работают на этом кладбище, берут вот эти санки, эти доски и зажигают костры, чтобы растопить землю, чтобы выкопать ямы. И вот они копают вот эти ямы, которые замерзшая земля, такие морозы, 38 градусов мороза в Ленинграде никогда, ни до, ни после не были. Никогда в Ленинграде не было таких морозов, как вот в эти зимы, две, 41 и 42 год. Это как будто специально было. Эти зимы спасли город. Потому что немцы так же замерзали, как и мы. Их танки, их лошади, они примерзали ко льду, они не могли двигаться. Это еще спасло нас, понимаете? Вот, и я посмотрела вот это вот, как они это рыли, вот эти ямы, вот этот костер, а потом они подходили, прямо вот так вот бросали туда людей, в это братские могилы, да. Таким образом мы похоронили дядю Бориса. А после его дяди Бориса умирает его сын от голода, Виктор. Умер Виктор. Значит, Виктора его уже мы не смогли, уже мы, не я жила в другом месте, а они жили на Васильевском, а мы жили на Невском с мамой. Ну вот. Я пешком ходила оттуда туда, в трамвай не ходили. Так Виктора, его захоронили прямо на дворе у нас. У нас там бомба упала, и оказалась воронка. Так они в эту воронку стали сбрасывать покойников, которые умирали вот в этом доме, где жил мой дядя. Туда его, значит, сбросили. Значит, этот Павел. Вот. Ну ладно, проходит время какое-то опять. Опять я говорю, знаешь что, мама, а у мамы, ее там родственники, братья, сестры тоже. Я иду к маминым родственникам навестить их, тоже иду. Навестить иду. Откуда у меня силы, я даже не знаю. Откуда? Я знаю, откуда у меня силы. Это меня Геночка поддерживает. Я вам сейчас о нем расскажу. Так вот, я, значит, иду к маме, родственникам. Значит, прихожу я к нему. Там у нее, значит, сестра ее и ее два брата, которые не могли пойти в армию, они оба были не пригодны для службы. И у одного брата украли его карточку продовольственную. Украли продовольственную карточку. И он лежит в кровати, уже не встает. А дядя Наум, он тоже был хромой, его тоже не взяли в армию. Ну, а тетя Рая, она женщина, она работала на заводе. Так на заводе у них сначала им давали 250 грамм хлеба, а потом стали давать 150 грамм хлеба. И у тети Раи началась дистрофия. Я, значит, прихожу, выходят эти два скелета. У дяди Наума волосы вот так стоят дыбом, вот так вот дыбом. Глаза вот туда провалились, я вообще их испугалась. А дядя Яша лежит на такой вот кровати. Я подхожу к нему, а он мне говорит: Лена, хлеба. Я говорю: дядя Яша, я пойду домой сейчас. Фу. И принесу вам хлеба. И я ушла, пешком пошла домой. И вот, пришла домой, говорю: мама, вот так и так. А у нас как раз папа нам принес шелуху из этого. Он нам подносил еду, папа, потому что там офицеров все-таки армию подкармливали, а он приходил на кухню, и там вот это картофельная шелуха, там была или кости от мяса какого-то, он все это нам приносил. И мама потом это
Мама доварила, косточки доварила, там уже какой-то жирненький супчик получался. Вот. И я пришла, значит, говорю, вот так мама, говорит, я говорю, мама, а у нас как раз лежало грамм, наверное, 250 грамм хлеба. И я принесла из булочной, это 125 грамм, вот такие были кусочки маленькие. И я понесла их туда к маминым родственникам. Вот, и прихожу туда с хлебом, вот так вот держу, вот так вот в одной. Подхожу к дяде Яше, а он уже мертвый, он уже не хочет. А я вот так хлеб держу и смотрю на своих родственников, на моего дядю и тетю. И не знаю, что с этим хлебом, вот так вот он у меня в руках, да? А они на меня, они вот так вот на хлеб. И я вижу, что они сейчас на меня накинутся просто на этот хлеб. Накинутся. И я этот хлеб положила на стол и вылетела стрелой из комнаты. И слышу, как они оба подскочили к этому хлебу. Я не знаю, как они его разделили, там этот хлеб, да, и съели его. И я ушла. Как там дядю Яшу похоронили, я уже не знаю, как его похоронили. Вот. Проходит некоторое время, и я опять иду, говорю, мам, пойду схожу, как там дядя, посмотрю. Значит, мама уже моя лежит в постели вообще. Но она еще, так сказать, держится, она опухшая, но все-таки держится. И я пошла туда, опять прихожу туда, смотрю, а дядя Наум, они жили в дворянском доме бывшем. У них очень был большой красивый двор, и там были сараи. И там стояла военная часть, лошади стояли в этой военной части, стояли вот в этом дворе у них. И дядя Наум ходил и собирал их какашки. Приносил домой и вытаскивал оттуда зернышки. Их кормили овсом, этих лошадей, а они не перевариваются. Они вместе с этим, они их выбрасывают. А он собирал их, эти какашки, сушил, потом выбрасывал вытаскивал вот эти зернышки оттуда. Я смотрю, у него такая кучка этих зернышек, и на столе эти. Я вообще обомлела, думаю, как кушаю. Я думала, что он просто эти какашки уже кушает. А он зернышки, он их промывал, потом он их варил, и он их кушал. Но делился со своей сестрой, с тетей Рай. Вот это была его еда, дополнительно к тому, что он получал, да. Вот. Я, значит, посмотрела, и я смотрю, в общем-то, они живы, что, слава Богу, что вот он это, да. И я, значит, ушла, и я от них ушла. Я больше к ним не приходила. За всю войну уже я больше к ним не пошла. Они выжили? Они остались живы, да. Но тетя Рая, она работала на заводе, их там все-таки на заводе их больше подкармливали. Но, тем не менее, тетя Рая заболела дистрофией. Тетя Рая умерла. Дядя Наум остался в живых. А тетя Рая потом впоследствии умерла от дистрофии. У нее была дистрофия уже последней степени. Она умерла. Вот. Еще остался один дядя Наум. Но я уже туда не приходила. Больше. А у тети Раи был муж. И он был в армии, муж ее. И вот такая была ситуация. Об этом ей рассказал солдат, который пришел к ней во время войны, уже когда немцев стали гнать, тетя Рая, а тетя Рая уже была больная. У нее уже была дистрофия, от дистрофии уже у нее были отрезаны руки, отрезали ноги. Это был кусок от тети Раи. Он пришел, сказал, что ее муж погиб. Старший лейтенант, где вот он служил, да, застрелил его сзади из пистолета, в голову выстрелил, потому что он еврей. Он был впереди него, да, и он, этот солдат, видел, он говорит, я сейчас этого еврея убью. И он его выстрелил, он его убил. И он должен был приехать, тетя Рая это сказать, а она лежит уже без рук, без ног. Вот такой кошмар был, представляете? Вот. Ну, а я, значит, ушла там, я уже с мамой, я уже к ним больше не хожу.
И вот тут, значит, появляется у меня мой кавалер, этот самый, Геночка. Ну, мы с ним задружили. И он мне говорит: ты знаешь, что я буду тебе приносить еду. Я говорю: как же ты мне, какую еду ты мне можешь приносить, когда ты такую же карточку получаешь, как и я? Я тебе потом расскажу. И он мне приносит вот такой большой красный кусок. Такой, как желе. Вот такой, да? И говорит: кушай. Я попробовала, и было очень вкусно. Я говорю: ты где это взял? Он говорит: мама, это мама приготовила. Я говорю: а где ты такое взял? А что это такое? И вот он мне рассказал, что его отец работает на бойне. И когда они убивают лошадей, он забирает кровь у лошадей. И это ему позволяли брать домой. И он приносил домой вот эту кровь, а жена его варила ее. Ну и добавляла туда какие-то чего-то, да? И вот, а Генька, он крал большие кусочки такие. Он отрезал, крал и приносил мне. А я, в свою очередь, резала это на кусочки и носила это в бомбоубежище к моим сестричкам. Он мне довольно приблизительно приносил мне, ну, вот такой кусок у меня, вот такой длинненький, вот такой вот приносил. Да, что я так на 4 части разрежу, и каждому давала по такому квадратику. Все-таки это была какая-то вот еда, да? Ну вот. Это вот для моих сестер, значит, было для моих. И потом однажды я пошла в булочную. И началась тревога. И я, значит, вышла из булочной, и иду, и смотрю, и тревога началась, и я стала в парадную. Я была с подругой с моей. Стою в парадной, и я ей говорю: знаешь что, она немка была. Немка, она была в нашем доме, она жила в нашем доме, и она и жила, ее не трогали. Потому что ее папа, он был большой шишка в Русском музее, и его как-то не тронули. Она была старше меня года на 3. Ну да, ей было лет 17 уже. Вот. И она устроилась на работу в театр мускомедии. И вот она меня таскала все время с собой в театр, я с ней ходила в мускомедии. И она была со мной. Театр был открыт во время блокады? Да, у нас во время блокады филармония работала. И Шостакович первую свою 9-ю симфонию ленинградскую проиграл во время блокады в филармонии. А вы бы видели, какие там люди сидели в валенках, в платках вот так вот завернутые мужчины и женщины. Это вообще не люди были, это ходили скелеты, ходили в филармонию. Вот так, такой у нас был народ. Таких сейчас просто нету. Нету таких народ, такого нету. Какие в Ленинграде были люди, еще остались с того времени, с царских времен. Люди остались. Ой. Ну вот. Я говорю: Эмма, знаешь что, пойдем из этого пойдем вот, а рядом был двор, там такой проход такой, арка такая большая, длинная. Ну, пойдем вот туда, там. И я ее вытащила оттуда. Мы с ней пошли под эту арку. И только мы под нее дошли, бомба упала прямо вот в этот дом, где мы с ней стояли. Нас трясло вот так вот, дом, в котором мы стояли. Ну вот. Я ее оттуда увела. И она потом меня как талисман возила везде за собой. Я ее всегда приводила куда-то, я ее вела, где было безопасно. Я не знаю, как-то, не знаю, почему так у меня получалось, почему я выбирала именно вот эти места. И мы с ней всегда вот там прятались. Вот. Значит, Генечка, возвращаясь к нему, да, и он вот стал мне приносить, ну, скажем так, ну, в неделю раз вот он мне приносил вот эти вот мясо, он мне привозил, не мясо, а вот эту самую кровь он мне приносил. А потом его отец еще там умудрялся еще и кусочек мяса отрезать от лошади, которую он убивал, да, и куда-то там ее спрятать в сапог. Значит, он мне тоже там какие-то кусочки приносил. Ну вот.
И мы с ним вечерами, было холодно, мы садились, сначала с ним сидели на дровах. И вот он мне читал, не читал, а мне рассказывал книгу, вот эту самое. И вот эту книгу, которую он мне читал, вот это о Маргарите, я ее прямо таким, я так ее слушала всегда. А потом становилось холодно. Он с памяти или он вам ее читал? Ну, как... Нет, он мне рассказывал, он мне ее не читал, он мне пересказывал, да. Он мне пересказывал, а потом он мне один раз и говорит: а ты целоваться умеешь? Тут, понимаешь, везде бомбы падают, а ему целоваться. Я, конечно, маму целую, папу целую. Нет, а ты не так умеешь целоваться. Я говорю: а как это не так? А вот я тебе сейчас покажу. Вот сделай губы так. Вот. А я так губы сделала. Он меня раз и поцеловал в губы. Я говорю: так разве целуется? Он говорит: конечно, так целуется. И с этого момента он меня стал учить целоваться. Как мы с ним встречались, он меня всегда учил целоваться. Один раз мама меня послала в бомбоубежище. Мы были в бомбоубежище, было очень-очень холодно. И мама мне говорит: пойди домой, принеси одеяло из дома. Вот. Я пошла. И пошел со мной Гена. Но он пошел, я пошла вперед, а он задержался. Я стала подниматься по лестнице у нас, а не было электричества, уже не было у нас. Темно, ночью было. Низги не видно. Я вот шла на ощупь вот так. И вдруг меня кто-то так вот раз в лоб. Так вот, вот так вот, да? Потом опять раз, вот так вот. И я остолбенела. Встала, и я ничего не вижу. Я вот на таком расстоянии, значит, я вот такая, а это вот так. И я не вижу. Потом я подняла голову, когда повесился человек у нас между лестницей, да, вот это проход, есть вот второй, третий, это, повесился, и я шла и на него натолкнулась. И он меня потихоньку вот так вот. И когда я его увидела, я онемела. Я вообще просто онемела. В это время Гена поднимается по лестнице, и он меня кричит: Лена, Лена, а я ему не отвечаю. У меня пропал голос от страха, я онемела от страха. Он добирается до меня, и он видит этого висячего человека, да? А мне нужно еще пойти домой, взять одеяло и понести к маме. Вот. Он берет меня за руку, мы идем туда, он меня там посадил на кровать. Он меня отхаживал. Я не могла прийти в себя от страха и от ужаса от этого, да? А мне еще надо теперь спуститься с лестницы, опять мимо него пройти. Так он пошел впереди меня, закрыл мне вот так вот глаза одной рукой, своей другой рукой меня взял за руку, и он меня по лестнице потихонечку спустил, и я спустилась вниз. Мы пришли туда, и, значит, и он сказал, что там у нас... А это был наш сосед. Как он там повесился, наш дом же старинный, и раньше там крючки висели, на крючках висели лампочки, которые как свечи. И кто этот дом там оберегал, он потом зажигал. Вот так вот зажигал. И был свет внутри в парадной. И так этот крючок и остался висеть. Потому что как он мог повеситься? Так он принес табуретку, на табуретку встал, повесился, табуретка упала, скатилась по лестнице, поэтому я могла спокойно пройти здесь, потому что табуретки-то не было, а он остался висеть. Знаете, какая красота? Вот. Ну, там пришли наши мужчины, сняли, значит, его. Все хорошо. Теперь, значит, у меня получается такая ситуация. Мама меня посылает в булочную опять. Я иду. Иду я в булочную, и потом возвращаюсь из булочной, когда... я вам говорила, у нас такая была площадь, да, и на нашей же этой площади стояла старинная европейская гостиница, еще со времен, я вообще не знаю каких, шикарная, внутри и снаружи. И там был госпиталь. И там постоянно приезжали вот эти машины с этими ранеными.
А я иду, и как раз иду мимо машины, и там выгружают. И тут ко мне обращается медсестра и говорит: девочка, можешь мне помочь? Вот, мне надо вот этого парня вытащить, там, мальчика. Я говорю: ну, конечно, наверное, смогу. Ну, и я подхожу, там, молодой совершенно, лет 18, наверное. У него одной ноги нету. Нога и голова у него была ранена. И нужно было его вытащить. Мы должны были положить его на носилки и потом выкатать эту массу. Положить она его положила, а вот выкатать мы его никак не можем, потому что он может упасть у нас с носилки. Она меня попросила помочь, подержать его, чтобы он не упал, а она в это время пошла там какого-то санитара, и мы, значит, его вытащили, я с ней вместе повезла его в гостиницу. И в гостиницу ко мне подошел доктор, и он мне говорит: девочка, у тебя есть время? Я говорю: какое время вам надо? Ну, есть время у меня. Не могла бы ты к нам приходить в госпиталь здесь и помогать нашим нянечкам? У нас нянечек не хватает. Если у вас есть подружка, то приведите вашу подружку. Да, а у меня подружка Ядя, моя полька, подружка моя. Я говорю: пришла туда. Я говорю: Ядя, вот такой вот у нас, и пойдешь со мной в госпиталь? Ну, конечно, говорит, пойду. И мы с ней пришли в этот госпиталь. И мы были там нянечками. Значит, там же такие были раненые, которые не могли кушать, не могли пить. Вот мы их поели, мы их кормили. А потом мы писали письма их родителям. А в основном наши армейцы, это были в основном ленинградцы. Армия-то наша. То есть Ленинграда, под Ленинградом. Вот, под Ленинградом. И что мы делали? Значит, мы писали эти письма, и потом вот эти письма мы разносили по домам. Отдавали их родственникам. Представляете, какое это было счастье, какая это была радость для этих больных и для этих родственников, которые могли увидать своих мужей, своих детей, раненых в этом госпитале, да? Вот этим мы занимались где-то месяца 4. Потом нас попросили, потому что нас же кормить надо, потому что еле-еле раненых кормили. Голод был просто страшный. У нас эти самые солдаты стояли у булочных и просили милостыню, хлеба. Ну, а кто же им даст? Никто им не подавал. Солдаты. Их очень плохо кормили в армии тоже, и солдаты тоже погибали. Так, я думаю, раз они ходили по булочным, да? Вот. Так что совсем плохо стало. И теперь у нас лопнули все трубы, и у нас не стало воды. Вообще. Извините, это уже когда вы с Ядей работали, это было когда? Потому что я помню, что вы говорили, что она погибла, да? Ядя умерла. Кто? Ядя. Ваша подруга Ядя. Но Ядя нет, Ядя не погибла. Нет, так это ее семья была, которая... это ее семья погибла? Это погибла не она, это другая семья погибла. Это там все погибли, там папа, мама, и сестра, и брат. Там 4 погибли. А вот эта Ядя, она как раз выжила блокаду. Она пережила блокаду, да. Это вот мы с ней проработали там вот в этом госпитале. И вот этот госпиталь, значит, они, мало того, что там я получала какую-нибудь галетку, какую-нибудь, что-нибудь такое я получала, да, так меня еще это самое, я могла приносить домой, я приносила бомбоубежище. Вот они мне давали там пару галеток, я их делила на 4 части, приносила там моим сестренкам, маме там, подкидывала как-то вот так вот, да, что у нас была, как-то со стороны еда была. Ну вот, а потом это все и прекратилось. Прекратилось, и у нас мы были просто на пороге, можно сказать, да. И вот в это время случилась такая вещь. Значит, папа мой, он когда из госпиталя вышел, он служил
вот тут же, да, служил, он в городе остался. И у нас была соседка. И эта соседка видела, что папа к нам приходит. И она взяла его на карандаш, и она собиралась пойти сказать, куда следует, что вот он приходит к нам и приносит нам продукты. Вот там кашу он нам принес. У него такая сумка кожаная была, он в эту кожаную сумку наливал эту кашу, которую им давали, и приносил к нам домой. Представляете, какая это была каша. Вот, так, она видела, что он что-то такое нам приносит, поддерживает как-то нас. Вот, и она, другая соседка, нам сказала, ты знаешь, Мишукова, написала на тебя письмо, Ефим, она, папа моему, ты больше не приходи сюда. Он перестал приходить. И мы сговорились с ним, что он будет со мной встречаться на улице. И я стала ходить к нему. Я ходила к нему раз в неделю. И вот он мне отдавал там какие-нибудь, это вот шелуху там от картошки, там еще что-то такое. Вот. А один раз я к нему пошла, и он мне дал макароны. Только макароны были вот такого цвета, черные были макароны. И было там, ну вот столько, наверное, макарон было, да? И я эти макароны, он мне их завернул в бумагу. Я пошла домой, и я положила их вот сюда. Иду вот так вот, держу. А они у меня торчат из бумаги. А я не вижу, что они у меня торчат. И вдруг ко мне женщина подходит и говорит, девочка, сейчас у тебя эти макароны отберут, ты посмотри, говорит, убери, говорит, посмотри, что делается сзади тебя. Я посмотрел назад, а там толпа. Идет прямо за мной, по пятам идет, да? И я припустилась бежать. А была зима, темно, у нас свет не горел. Нам давали такие, те самые, значки. И они горят зеленым цветом, да? Фосфорные они были. Фосфор, а он горит, да? И вот этот фосфор, я когда иду, я вижу фосфор, я отхожу в сторону, значит, напротив меня идет мужчина. И я вот с этой тоже. А тут я, значит, начала бежать, и я упала. Я споткнулась и упала. А споткнулась я на покойника. Он лежал поперек, а я бежала прямо на него, споткнулась, и так плашмя на него упала. И упали мои макароны. И я ничего не вижу. И я начала шариться руками, искать свои макароны. И я там нашла, наверное, несколько штук. Я, наверное, нашла вот так вот уже, да. И уже пришла домой, и у меня там уже половина макаронов этих не было черных, да. Потому что я их до дома не донесла. Ну вот. Поэтому, и ходить к папе тоже стало опасно просто, потому что я должна была это делать ночью все время. И я все время была в какой-то опасности была. Вот. Так что такая ситуация становилась, что уже было просто как-то, надо было как-то это все, что-то такое делать с этим, да. Потом, значит, а у папы еще была сестра родная, которая тоже оставалась в Ленинграде. И уже год почти мы не видели ее. А как ее звали? Ее София зовут, тетя Соня была. И у нее был сын, Фимка тоже, его звали Фима. Вот. И я, значит, мама мне как-то говорит, мама, знаешь, что тетя Соня, надо как-то к ней пойти туда. Она тоже на Васильевском жила. И я, значит, собралась пойти к этой тете Соне. Пошла, я не знаю, как я вообще выжила, я даже не знаю, откуда у меня энергии столько было. Я вот так вот думаю, потом думаю, как же это я? Я ведь ела то же самое, что... Ну, он меня подкармливал. Генчика меня подкармливал, то там, подкидывала, что-то мне подкидывали все время. Вот. 41 год, да, это уже к весне ближе было. И я пошла, значит, уже к весне, да. Я пошла к тете Соне. Прихожу, да, смотрю, дверь открыта нараспашку. Захожу в комнату, лежат в кровати папа и мама, 2 скелета просто лежат. Я к ним, говорит тетя Соня,
Что ты говоришь? Она уже ничего не говорит, я ничего не слышу. Но как я могу ее забрать? Я ее не могу ничего. Я пошла домой. Пришла домой и сказала: мама, вот такое состояние, такое. Как мы можем их забрать? Привезти к нам надо их? А что они у нас будут делать? У нас тоже ничего же нету. Но привезти надо, все-таки у них есть карточка, у нас есть карточка, но как-то объединим, хоть по кусочку. А как мы ее привезем? Она не ходит. И стали мы ходить и смотреть, что же нам делать. А у нас дворники, да, у них такие были коляски, да, что ли сказать. Они были на 3 колесах. Значит, тут 2 колеса и спереди одно. А вот тут вот такое пространство приблизительно. А туда они мусор набирали, когда по улицам. Потом они эту коляску поворачивали, мусор тут выбрасывали. И мама, давай эту коляску возьмем, посадим тетю Соню туда. И мы взяли эту коляску. Мы ее вытащили. Она, слава богу, жила на 1 этаже. Вытащили, посадили в эту коляску. Фимку посадили к ней на колени. Фима меня младше года, наверное, на 3. Ему уже там, сколько там было, 10, наверное, 11. И мы их привезли к нам на этой коляске. Но как мы их поднимали по лестнице, мы их тащили. Мы завязали, привязали вот так вот их завязали веревками. И вот так вот по лестнице мы их тащили. Выходит мой сосед там какой-то, говорит: ну что вы делаете, давайте я вам доску дам сейчас. Я взял доску, положил их на доску и помог нам их, мы на 3-м этаже жили. И мы их дотащили до дома, в общем, до квартиры, положили там все. И мой папа, когда она немножко там оклемалась у нас дома, он ее устроил на работу к себе на кухню туда, в часть, и сказал: ничего ты там не смей брать. Имей в виду, если хочешь что-нибудь ты возьмешь, тебя прямо до дома ты не дойдешь, тебя расстрелят, там же на кухне тебя расстреляют. Тетя Соня. Тетя Соня пошла работать на кухню. Думаете, она не взяла? Она, конечно, взяла. Она взяла вот такой маленький кусочек мяса и положила в карман. И когда мясо там было, как конское мясо, убивали лошадей, и потом они это их варили, она положила себе в карман. Идет вот так и держит руку, а там стоит дежурный. И когда выходит, они проверяют их. Он залез с ней в карман проверить, там и вытащил это мясо. И если бы там не папа, ее бы просто расстреляли. Вообще без слов. Конечно, с кухни ее прогнали тут же, безусловно. Вот. И папа там уже, папа был по званию подполковник все-таки, чин у него был высокий. И он пошел там и говорил, и умолял, и просил. И в результате все-таки он ее вытащил. Они хотели с ней рассчитаться, да. Шок, причем, ну, да. Вот, вытащили ее. Значит, она уже... Ну вот. Теперь наступило лето у нас 41-го года. Это, наверное, 42-й. Да, 42-й год, да, я 41-й. А у нас Русский музей, он стоит в саду сам. И сад это, как бы решетка от сада протягивается на всю длину вот боковую, и еще на панель выходит на эту сторону. Значит, музей широкий же, большой. Часть музея выходит окнами в сад, а часть выходит сюда, на площадь. И там такой забор высокий, железный забор, и там росли цветы, и на них, кусты, и на них были ягоды. Знаете, не смородина, как это? Такая терпкая. Ну, по-моему, по-белорусски называем ее поречкой. Ой, как же она называется? Ее можно варенье варить, кушать можно ее. Съедобные ягоды. Сейчас я вспомню. Нет, не крыжовник. А это красная такая ягода. И все наши кусты зацвели, и все наши кусты покрылись ягодами. Все. Ну, сколько нас осталось там в бомбоубежище? Ну, скажем, 1/3 же умерла. Осталось нас
человек, наверное, 30, может быть, осталось у нас в живых, да. И вот эти ягоды, мы стали собирать эти ягоды горшками, прям вот ведрами. И мы эти ягоды наварили все наши туда. И вот эти ягоды спасли наш дом. Вот они, во-первых, очень витамины. Как же они называются? Я и сейчас есть. Я знаю, на русском языке, на белорусском мы их называем поречка. Нет, это не поречка, я знаю. А это, они такие терпкие, они такие, как вот возьмешь в рот, они такие кисленькие такие, как-то. Нет, не крыжовник. Ну, в общем, ягоды, короче говоря, какие-то ягоды. Я потом вспомню, я скажу. Она придет мне в голову. Вот. Так что вот эти ягоды, мы же жили все в бомбоубежище, наварили вот так вот целые ведра мы этих ягод. И мы эти ягоды, они практически спасли всех остальных, которые остались живых. Мы на 42-й год зиму, вот эти ягоды, они просто нас спасли. Вы сделали из них как бы, ну, какой-то... Это там же витамины. Да. Вот. Мы их там отварили их, женщины их отварили, сделали. Ну, сахара у нас не было, они были кислые-прикислые, но кушать их можно было. Вот. И мы их кушали, и это просто было наше спасение. И мы всегда говорим, что это наша церковь. Это вот церковь около наша стоит, вот церковь, и наш дом не был поранен. Там не был, там бомба на него не упала ни разу. Ну вот, теперь начинается... Извините, я хотела вас спросить, вы говорили про эти ягоды. Вы помните что-то про зубы людей, что зубы выпадали или стали, что люди теряли зубы? Конечно, это же цинга была. Конечно, теряли. У нас вообще все были без зубы. У нас же не было еды никакой. Это уже, я уже отдельно о них не вспоминаю, потому что это все вместе идет. Весь организм у тебя никуда не работает, ничего не делает. Да? А гигиена? Вы как-нибудь могли мыться? Мыться мы не мылись. Угу. Где мы должны были мыться? Мы были вшивые все, грязные. Тело у меня было другого цвета совсем. Не было, где мы должны были мыться. Воды-то не было. Вот 42-й год настал, воды нет. Воды нету. Снега ты не накушаешься. И что же нам пришлось сделать? А Нева от нас тоже очень близко. Вообще я в таком месте жила потрясающе. Марсово, вы в Ленинграде не были? Знаете Ленинград? Марсово поле. Вот мой дом стоял на Халтурина. Халтурина – это Марсово поле, потом это самый Эрмитаж, это все на моей улице. Халтурина – маленькая же улица, а жила еще во дворце великого князя Михаила. Вот как. Ну вот, так что я тоже княгиня такая. Так вот, до Невы нам, это было 7 минут ходьбы от нашего русского музея до Невы. Вот. Так, значит, там вы сделали проруби, и я с ведром ходила на эту Неву, и ведром набирала водичку, и тащила эту водичку в бомбоубежище. Но не я одна, а все те, которые ходили, еще могли ходить. Вот мы все собирались, и так вот вереницей, дружка за дружком, набирали вот эту воду, приносили ее в бомбоубежище. Мы варили, мы эту воду всегда делали горячей, мы ее варили. И нам очень крупно повезло. В 1942 году в наше бомбоубежище поместился военные люди, там их, наверное, было человек 20. Они радио, это вот как, когда перебивают вот это вот, да, это вот сидели там вот эти вот наши солдаты и перебивали, что ты ничего не можешь по радио разобрать, вот это, да, вот эти вот. И когда они к нам пришли, они нам дали электричество и дали нам огонь. И у нас был огонь, у нас было на чем мы могли готовить на чем-то. Да? А как вы говорите, дали электричество, это... Они подключили к своим, у них же вот эти вот машины, вот эти вот
там, как они называются, я плохо разбираюсь во всякой этой механике, но они же работали на радио, они работали на все, и у них было электричество, вот эти такие большие такие штуки, они заводились, и это вертелось, шум такой был, и у них было электричество, и поэтому у нас, мы могли потом этим воспользовались, да, вот. И кроме того, получилось так, что они подключили вот эти свои вот эти все штуки, они подключили, и у нас часть труб, которая была внутри дома нашего, оттаяла, и вода стала капать. И когда вода стала капать у нас немножко, мы уже могли, хотя бы набирали стакан воды, если даже мы набирали, это уже было хорошо для нас, понимаете, да. Вот. А у нас там все время стояло одно ведерко, и за целый день там ведро можно было наполнить вот этой вот водой, которую благодаря ним вот это вот, да. Но, говорит, как говорится, это недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Они у нас там побыли пару месяцев, как раз ближе к зиме это уже было. Они ушли, у нас все опять захлопнулось. Захлопнулась наша вода, и все. И опять мы весь 42-й год, всю зиму, мы проходили на Неву, оттуда вытаскивали воду и приносили в бомбоубежище. Насчет мыться, этого речи такой не было у нас. Нам негде было взять воду. Трубы у нас полопались, вообще лопнули, вода там ничего, там все замерзло у нас, раз это такая, да. Так что мы ничего не мылись, мы были грязные, вшивые, волосы у людей чуть ли не до пола вырастали. Это, вы понимаете, если вы это все зафотографировать, да, вот у нас не было тогда ни аппаратов, ничего. Если вы увидели вот это людей, вот этих, даже на картинку было страшно посмотреть на нас. Какие мы были лохматые, грязные, вонючие мы были, да, вшивые. В таком состоянии, да. Вот. Ну вот, и пошел теперь у нас 42-й год пошел уже, да. В 42-м году еще больше морозы стали. Это зима с 42 по 43, да, получается? Это вторая зима. Это вторая зима. Так это 42-й... Это второй год, 42-й год уже пошел. Да, уже полтора года блокада идет у нас в Ленинграде, да. Да, вот. Да, вот это я вам не рассказала, пропустила. Значит, когда настало лето в Ленинграде, покойников по всему городу валялось просто кучами. И тогда у нас Андропов, говорю, фу ты как такой сейчас, наш мэр города, ладно, я вспомню, как его звали, вот, выступает по радио и говорит нам, все те, кто еще хоть как-нибудь ходит, все те, которые могут выйти, почистить наш город, если мы этого не сделаем, у нас холера, чума и всякая зараза пойдет, весь город вымрет у нас совсем. Мы должны сделать это до прихода лета, чтобы мы могли убрать все трупы. И вот на улицу вышли все эти. Это нужно было видеть. Но мы уже привыкли видеть это. Я вот и сейчас, когда я вспоминаю, я все это смотрю, вижу. Так вот тогда это было в порядке вещей. Когда все вышли на улицу. Мужчин от женщин отличить было нельзя. Совершенно. Они были в таких платках, в валенках. Они вообще еле двигались. Все женщины делали. Вот я вам пропустила весь эти... Вот сейчас пришло мне нужно было сюда смотреть. Тогда бы я вам не пропустила. Я вам сейчас расскажу. Вернее, вы там потом это вставите. Я вот сейчас остановлюсь на этом, да? Значит, я останавливаюсь на весне. Значит, когда немцы стали окружать Ленинград, мы еще этого не чувствовали. И вот у нас трамвайные линии, они же за городом идут. А там у нас наш завод Кировский, это один из наших заводов вообще российских, да? Вот, и там кольцо. И вот в тот день как раз, значит, пошли, значит, трамваи ходили до кольца, поворачивались и назад. И вот в этот день трамвай пошел, последний трамвай, как говорится, пошел. И
этот вагоновожатый уже издалека увидел немцев, которые были уже в Ленинграде. Они уже были вот на этой полосе, где трамвай останавливается. И он остановился на каком-то расстоянии, сам выбежал из трамвая, и все, кто были в этом трамвае, они все выбежали и стали бежать в город туда. А это была вот эта полоса, на которой как раз стояли уже немцы. Это уже был не Ленинград, а пригород Ленинграда. Потому что Кировский завод, он находился как бы за чертой города. И вот там уже стояли немцы. Они практически были в Ленинграде уже в то время. Понимаете, да? Вот это я вам забыла упустить. И вот с этого момента, как только вот это вот, в Ленинграде у нас был тогда не Жуков, а Жданов. Он был у нас. А Жданов, это вообще был полнейшее ничтожество. Он вообще ничего в Ленинграде не смог сделать, ничего. И к нам прилетает Жуков в Ленинград. И вот Жуков начинает копать окопы вокруг Ленинграда, вокруг места, да. Вот на эти окопы попадает моя сестра и моя тетя, которая впоследствии умирает от голода, тетя Рая, да. Вот, они попали вот как раз, их послали вот туда. И вот эти, я там не была, меня, к счастью, мне так к этому времени было 13-14 лет не исполнилось. Меня еще никуда на работу не отправляли. Только вот туда вот они попали. Они копали там окопы, и они вот в эти окопы забрасывали, они ломали рельсы там, ну там завод этот Кировский, они вот так вот рельсы ставили вот так вот. Километры стояли вот так вот рельсы. И это все делали женщины. Мужчин уже не было. Все это вот делали вокруг, это делали женщины. Это в первые, когда уже немцы стали окружать город, октябрь, ноябрь, декабрь, ноябрь, они уже почти полностью окружили Ленинград. Потому что в войну, в зиму мы уже все в голодовке сидели. Вот они все вот такие стояли штыри, вот вокруг вот этого, да, вот. И вот теперь я возвращаюсь вот назад туда, да, вот. И когда уже вторая вот эта зима страшная началась, вот это была самая страшная зима. Это жуткая была зима. И то, что вот до нас дошло, вот этот вот Попков у нас был, вот кто у нас был, Попков у нас был, он был, да. Попков был он был мэром города в 1941 году, Попков. Это он нас вызвал, значит, вот весной убирать город. Значит, мы стали убирать ну, и мы, конечно, и я, конечно, но мы уже мы уже вокруг себя, то, что вокруг нас, вот то, что было, вот. После этого нас, мальчишек, мальчишки у нас были, которым было 16 лет, 17, еще в армию их не брали. Вот. Нас всех, и нас, вот, девчонок, нас стали обучать, как правильно обращаться с зажигательными бомбами. Да, зажигательная бомба, она приблизительно вот такой длины. И там у нее маленькая ручка есть. И вот зажигательные бомбы, она только та, которая устраивает пожары. Вот ее скидывают, а ее кидали прямо пачками. Они ударялись о крышу, открывались, и сразу начинался огонь. И дом начинал гореть. Значит, наша задача была успеть поднять эту бомбу и бросить ее в бочку. У нас по всей крыше нашей стояли бочки. Дом нашел, он был так вот, раз и так вот. Да, чтобы буквой «С». А здесь был наш двор в середине. Значит, вот это вот так, так и так. Вот так наш дом шел. Вот. И, значит, часть из нас стояли на чердаке. Значит, если бомба пробила крышу, она упала на чердак, она должна сразу была бы воспламениться, да? Вот. Так вот, на чердаке стояли мы, девчонки, а мальчишки стояли на крыше. Значит, они успевали подхватить эту бомбочку и пихнуть ее. У нас бомбы, бочки эти стояли прямо по крыше вот так вот. Вот прямо
далеко бежать, прям берешь ее тут же прямо сразу, раз, и она там же взрывалась, но там уже вода, и она тухла. У нас дом так и не загорелся, хотя бомбы некоторые загорались, Так она, если уже загорит, ее уже в руку взять уже невозможно. Но мальчишки наши, у них у всех были ведра, и как только бомба вспыхивала, из соседней они оттуда хлестали воду. То есть они успевали как-то. У нас, к счастью, это было несколько раз такая бомба у нас вспыхнула. Вот. И вот это в один, да, на крыше, да, вспыхнуло, и успевали загасить. Наш дом не горел. И в один из этих вот бомбежек была я на крышу залезла. Вот. Но ведь раньше топили печки, и наша крыша была покрыта трубами вся. А заборчика в конце крыши у нас была вот такая низенькая была забор вокруг, да, как обычно вокруг крыши ставят, да. И я тоже забралась наверх. И вот началась тревога, началась бомбежка это началась. И в наш сад упала бомба таки здоровая. Такая здоровая, что волна меня подняла меня волна настолько высоко, что меня перенесло вот с этой части, вот эта крыша, вот так она стоит. Я вот на этой, она меня перенесла вот на эту и бросила вот там. Я упала там. И только благодаря тому, что там столько труб было, я покатилась прямо в трубу. Вот, то есть мое тело уперлось в эту трубу. И я не вывалилась, не упала с крыши, не упала на землю. Вот эта вот труба меня, и я потеряла сознание на какое-то время там. Не так, что совсем, но потом, когда уже я пролежала, я не знаю, сколько я пролежала, но когда уже тревога прошла, уже все, да, пошли ребята, пошли по крыше смотреть, кому там, что там не было, были ушибы у нас у ребят. Они меня нашли у этой трубы, вот. И они меня, и я уже, так сказать, приходила, они меня качнули, и думали, что я убитая. Они меня качнули, я открыла глаза. Они меня подняли. В общем, короче говоря, я отделалась в кавычках легким испугом, потому что я вся была в синяках абсолютно. Но вот этот полет я никогда в жизни, потому что сознание у меня еще было, что я лечу. У меня было состояние, что я лечу. А когда я уже грохнулась, я уже ничего не слышала, не чувствовала, да. Это потрясающе. Это даже, я не знаю, как это можно вообще рассказать, понимаете, какое-то ощущение, что ты летишь, и я лечу, вот. Ну вот, так что я уже потом, мама моя, когда увидела... Елена, давайте остановимся на секундочку и возьмем брейк, хорошо? Мы теперь снова возвращаемся к нашему интервью. Елена, мы с вами обсуждали зиму 42-43 года, вот эту вот вторую холодную зиму, да? И да, начало второй зимы, да. Да. Что вы можете вспомнить с того времени? Да. Так, мы там на чем остановились? Это было время, когда... Теперь наступает весна. Угу. Теперь наступает весна 42-го года. Угу. Вот. Мы по-прежнему ходим на Неву по воду, потому что воды все-таки у нас все еще нету. Угу. И вдруг перед нами открывается картина. Было очень тепло, лед подтаял очень, и Нева вскрылась. Не вся еще такая, чтобы совсем не было льда, но, так сказать, уже была вода на поверхности. И мы, как всегда, пошли по воду, за водой. Мы пошли за водой. Когда мы подошли к Неве, то мы так остолбенело остановились, просто в шоке. По Неве ползли трупы. Один за одним. Столько Нева была наполнена трупами просто. И мы даже не могли и не хотели брать эту воду. Мы остановились, мы не стали больше ее, потому что мы не знали,
какие были бои, и люди погибали прямо на реке, потом они всплыли, весна, тепло, трупы, и мы остались вообще без воды. У нас еще нет водопровода, у нас нет воды, у нас нет еды, уже все на последнем исходе, на последнем издыхе. У нас новое кладбище открылось, целое кладбище. На этом кладбище 1 миллион могил, которые люди, погибшие во время блокады. Это вот такие было. Вот. Пискаревское кладбище начинается. Каждый год 9 января отмечается праздник Победы. А у нас в Ленинграде это не праздник, а это оплакивание. Первое, что у нас было, это когда война закончилась в 1945 году, у нас был сплошной плач на Невском проспекте. Люди обнимались, целовались и рыдали. Рыдали навзрыд, просто рыдали. Вот, потому что это было невероятное, совершенно невероятное зрелище, когда мы подошли к Неве и увидели вот то, что делалось вообще на Неве. Что-то там такое случилось. Мы, конечно, вернулись назад в свое бомбоубежище. И что же нам теперь делать, ребята? Мы без воды, без еды. И год только начинается. Еще не видно никаких сдвигов. Ничего не видно, чтобы что-то такое приходило к концу. Вот тогда, значит, опять выступает... Да, к нам, когда приехал Жуков, до нас вообще стали доходить очень невероятные слухи. Такие, что якобы продукты поступали в Ленинград регулярно. Не со стороны Ладожского озера, откуда всегда они ехали. И тогда начиналась бомбежка. Эти машины просто тонули вместе с продуктами. Какие-то 2-3 машины, может быть, оставались, а остальные погибали машины. И вдруг до нас доходят такие слухи, что наше правительство, которое было у нас в Ленинграде во время блокады, они получали продукты из Америки и из других стран, продукты питания, и они ничего это не выдавали в магазины. Они пировали, как говорится, объедали черной и красной икрой, и они совершенно... И это была большая статья об этом, много было разговоров об этом. Вот, и когда Жданова уже убрали, вот там уже пришел Попков, а потом уже приехал и Жуков. А Жуков вообще, конечно, Жуков для войны сделал очень много, но он не считался с жизнью человека вообще. Для него солдат ничего не значил. Если ему нужно добиться какой-то там где-то победы, он мог туда послать огромное количество людей, которые погибали. И это было совершенно нормально. Но, тем не менее, все-таки он сделал много для того, чтобы как-то эту войну выиграть, в конце концов. Вот. Ну, а у нас пока что положение не изменяется. Мы пока что все еще ходим, все еще хороним. И 42-й год для нас был очень-очень-очень тяжелый. Наше пребывание там в 1942 году, единственное, что мы все старались сделать, это как можно больше, особенно в летнее время, в наше 1942 год, в летнее время, нам надо было обязательно очищать город, потому что мы не могли в таком городе жить. Были съедены все собаки и все кошки. На рынке продавалось человеческое мясо. Вы могли за одно обручальное кольцо купить себе дом. За одно обручальное кольцо вы могли купить только одну буханку хлеба за обручальное кольцо. Это был тихий ужас вообще, что творилось. И вот у нас в нашем доме нас организовали в такие группы, чтобы мы ходили по квартирам, и когда человек не появляется, не приходит, мы идем смотреть, что с ним случилось. И этим в основном занимались мы, девчонки. Но уже не маленькие, такие, что подросли за 2 года. Кому было 12, стало 14, кому 14, стало 16. Мы уже... И потом во время войны вообще люди взрослеют. Вот мы стали ходить по квартирам. Приходим в одну квартиру, где был наш друг нашего возраста, мальчик, не мальчик, юноша, скажем, да, мертвый, лежал в кровати, уже все съедены крысами. Там уже остались одни
кости. Мать взяла его карточку, он работал на заводе, и у него была рабочая карточка. Он получал 250 грамм хлеба. Так она взяла младшего сына, и карточку старшего сына закрыла его на ключ и ушла. И вот когда мы к ней пришли, там уже ее не было. Там уже были одни кости, можно сказать, да. Вот такие. Другая у нас женщина, она убила свою дочку. Она ее убила, она сварила из нее студень, принесла к нам в бомбоубежище угощать нас студнем. А девочку звали ее Маришка. Ей было лет 6, наверное, вот так вот, да. И она приходила и все время говорила: а кто видел мою Маришку? Вы не видели мою Маришку? У меня пропала Маришка. Маришка прошла. А она принесла: это, кушайте такой студень, и у нее вкусная, я сварила. Мы даже не, я не знаю, кто-нибудь кушал этот студень, я, по крайней мере, его не попробовала. Но вы знали, что это? Вы знали, из чего это? Ну, а кто знал? Ну, конечно, мы не знали. Да, конечно. Как мы могли знать? Приходит и приносит человек еду. Да? Мы думали, что, по крайней мере, мы знаем, что люди ходили на рынок, и они покупали человечье мясо. Они покупали. Это уже было не секрет для нас. Конечно, поэтому мы старались избегать. То есть просто не то, что это не так часто попадалось, это нужно было идти на рынок и покупать это мясо. Оно не продавалось в магазине или на улице. Но тот, кто ходил, у кого были возможности, какие-нибудь там драгоценности, брал он с собой, и он уходил, и он на эти деньги покупал себе еду. А вот еда, вот такая вот была еда. Вот так вот, понимаете? Ну вот. Так вот, когда мы эту женщину обнаружили, что это такое случилось, ну, конечно, тут сразу ее больница там, она помешалась. Она больная была, она психически помешалась, потому что она не могла. И потом, значит, проявился у нас, через некоторое время вдруг проявился отец. Вот, я вам говорила, там моя тетя, она умерла, вот, и 2 девочек у нее было, да, вот, которых карточку он украл и исчез. И уже где-то там, где-то в начале зимы, где-то с 42-го года, вдруг он объявился. Объявился, как будто как ни в чем не бывало. Да, мы его, конечно, прогнали все. И что мы могли с ним сделать? Сил ни у кого не было, никого. Делать вообще что-нибудь. Вот. Ну, а потом, значит, когда уже стало немножечко, так сказать, идти на спад, во-первых, у нас прекратились бомбежки, такие, как Ленинград. Ну, надо сказать, что в Ленинграде очень мало разрушенных домов было. По всей вероятности, это было потому, что Гитлер все-таки думал, что он упадет в город, и ему там же столько богатства всего, да, всего, что это все, он вообще-то хотел сравнять город с землей. Но потом, видно, какие-то другие, и город наш не был вот такой. Мы ходили где-то там вот в какие-то там дни, когда было потеплее немножечко, нас, девчонок, тоже всех собирали, так и постарше, и мы ходили раскапывать дома, которые были разрушены. И оттуда уже мы это не вытаскивали этих, конечно, но, по крайней мере, если мы там уже кого-то обнаружили, мы шли, говорили: вот там, вот туда идите, вот там такое-то, вот там то-то и то-то, понимаете? Вот так вот. Ну вот. Ну, чтобы сказать, что стало легче, нет, просто стало, все-таки немцев все-таки стали гнать немножко, и у нас уже меньше стало вот этих бомбежек, этих вот всевозможных таких вот неприятностей. Мы уже могли как-то выходить на улицу, хотя бы немножечко вылезать. И вот, когда вот уже лето уже кончилось, уже лето 42-го кончилась, уже зима подошла, зима вот такая уже была, она была очень смертельная. Это были самые большие потери
в Ленинграде смертельные потери, это были в 1942 году. Это уже поумирали те, которые были больны уже с 1941 года. И поэтому эти от покойников просто это днем и ночью. Это было, не было никакого прохода. Мы должны их были беспрестанно убирать и чистить город, чтобы нам не заболеть и не захворать какой-то болезнью. Вот. Ну вот так мы, собственно говоря, а мой кавалер, значит, ему исполнилось 18 лет. Вот в 42-м. И его забрали в армию. Но поскольку он поляк, значит, его запихнули в такую, это потом мне уже рассказали, потому что я этого не знала даже. Его запихнули в какой-то такой отряд, такой, который занимался уборкой туалета, вот такую работу вот ему давали. И он там с кем-то повздорил. И когда он повздорил, его тут же арестовали. И ему пришили, что он нарушает воинскую дисциплину. Его судили, и ему присудили 10 лет. И он просидел в тюрьме 10 лет. Он вышел из тюрьмы, это был не он. У него во рту не было ни одного зуба, он был весь покалеченный. Это был не он, его было невозможно узнать. Он ни разу мне не показался, он стыдился меня показать. И поэтому мне с которым вместе в школе мы учили, он мне его издалека показал. Я просто испугалась. Я даже не вознамерилась к нему подойти. Он не знал, что я его вижу. Я его не могла узнать вообще, в каком состоянии он был. Вот. Ну вот, и когда у нас впервые прорвали блокаду в Ленинграде, это уже почти было уже после 1 января. Да, это уже был январь, февраль, март, это же было где-то в апреле. Прорвали дырку одну. И тогда, значит, стали в Ленинграде собирать всех тех, которые еще немножко остался, еще жил. Вот. Ну и в основном нас, детей, и там, мама моя уже лежала тоже опухшая, нас собрали, и нас вывезли из Ленинграда в колхозы, колхозы, там, деревни, в деревне. Люди когда нас привезли туда, когда мы собирались туда, к папе подошла его сотрудница и говорит: знаешь, пускай, говорит, твоя семья поедет в Алма-Ата, Казахстан. Там, говорит, у меня мои родственники. Вот они у них могут остановиться. Но они должны взять мою маму. А мама у нее была уже на грани полной дистрофии. Она вообще уже была полумертвая. И еще она нам дала свою швейную машину, чтобы мы везли. У нас вообще вещей никаких не было. А вот она нам засунула. Ну и мама моя взяла ее. И мы, значит, поехали вместе. Когда мы приехали, нас привезли в Подмосковье. Господи, да что у меня, Алцхаймер, что ли? Выскочило у меня из памяти название города этого. Ой, боже мой. Известно. Ну ладно, я вспомню все-таки, да. Когда нас сюда привезли и открыли двери теплушек, мы в теплушках ехали, весь народ, Смоленск, вот, весь народ вылез смотреть на нас, и они все принесли нам еду. И все кинулись туда. И тут солдаты вот такой шеренги встали, и ни одного человека не пропускали. Люди начали драться, разгонять этих солдат. Они увидели еду, а те принесли нам столько еды принесли, что вообще. А нам нельзя было, потому что мы были на грани, так сказать, такой, что нельзя было есть. Нам надо было потихоньку. Но люди накинулись некоторые на эту еду. Буквально на следующий день у нас чуть ли не 50% было покойников. У них был заворот кишок. Вот так вот, да. Вот.
Потом умерла вот эта вот мама, вот эта наша, которая дала нам ее повезти. Мы приехали в Казахстан без нее, но с ее швейной машиной. И швейная машина была такая тяжелая такая. Мама моя ее нести никак не могла, она вот такая была опухшая. И нас было 3 детей. Мои дети уже, мои сестры, значит, уже Юре было 4,5 года, а Соньке уже 2,5 года. Там они уже, но это все равно маленькие еще дети. Ну вот. В общем, в конце концов, мама моя взяла эту машину и отдала той хозяйке, у которой мы стояли в этой деревне. Приехали мы в эту деревню, мы там пожили несколько дней, и нас оттуда отправили уже в Казахстан. Когда мы приехали в Казахстан, нас поселили в какой-то подхоз, Талгар назывался этот колхоз. Как называется? Талгар, да. Вот. И нас поселили туда. И нам дали вот эти вот бараки. А в этих бараках был пол глиняный. И этот пол был сделан из коровьих лепешек. Вот запах был такой у нас в комнате приятный, коровьими лепешками. Вот. И мы жили вот в этом бараке мы жили. Вот и через некоторое время в эти бараки нам прислали чеченцев. Я вам говорила, сказала тогда, да? Вот, пришла к нам чеченцев. Чеченцы, у них глаза, у них как будто был огонь в глазах. Вот посмотришь на него, а у них действительно глаза прямо сверкали. Вот сверкали. Вот такая была ненависть в глазах, что было страшно даже на него не только подойти к нему, а посмотреть в его сторону. До такой степени это вот был вот, ну, кавказцы, да? Их выгнали. Вот. Все попрятались, и все, никто на улицу не выходил, все их боялись. Все боялись. Они у нас там пробыли, наверное, 2, 3, 4, 5 недель, что кто-то где-то месяц, и их убрали, куда их убрали, никто мы не знаем. Второй там приехал полк в этот же, это были эти самые украинцы на лошадях, эти самые казаки. Женщины, не видевшие мужчин уже по 5 лет, да? Это вообще, что у нас там творилось, это вообще был... Это вообще, это не знаю, это описать невозможно, что там творилось с этими мужчинами и с этими женщинами у нас, да. Просто на улице, просто вот так вот, не стесняясь ничего, вот вы могли вот сразу увидеть пару там, лежащую там в траве, вот так вот, да, вот так. Вот такое. Но эти ребята тоже исчезли, и они буквально, в смысле, погибли. Мы уже знали, потому что там уже девочки, некоторые женщины уже с ними как бы письма там друг другу писали. Уже через неделю, через до похоронки посыпались к нам туда, все, уже этих ребят тоже не было. Ну вот. Ну, мы там прожили, я пошла там в школу. Я 2 года не училась вообще. Я была в 5-м, я пошла в 6 класс, я пошла в школу. И вот у нас там были китайцы. Ну, а у нас не было ни бумаги, ни книги, ни ручек для пера. А у китайцев были всякие такие ручечки, всякие перышки были такие. И мы у них воровали вот эти вот перышки. Подходили, брали там несколько штук, а потом вроде бы положили обратно, а так, или я тоже сама, между пальцами 2-3 перышка там оставалось себе, да. Извините, откуда там были эти китайцы? Откуда они? А китайцы, Казахстан, они же рядом. Понятно. Они там китайцев полно в Казахстане. Вот. Как меньшинство, да? Ну, конечно. Вот. Ну и больше всего, конечно, что... Ну, я не буду вам рассказывать там, как я там работала, все это... Ладно, можно это пропустить. Да. Но у нас были педагоги. Это были педагоги, которые просидели в тюрьмах по 15, по 20 лет. В наших советских тюрьмах это были все профессора, бывшие академики. Они были у нас учителями. Какие это были учителя, я ни до, ни после никогда этого не видела и не знала. Они нас преподавали арифметику, математику, там, литературу. Это были потрясающие совершенно люди. Но им не давали разрешения поехать на родину. Они из Москвы, из Ленинграда, да, вот ученые люди такие, да. Они все были, их посылали вот в Казахстан, в Узбекистан, вот так, но не давали без права поездку на свою
родина это Москва, Ленинград для них были закрыты. И вот я вот этот год, который прожила в Казахстане до 44-го года, я вот ходила этот в 6 класс и была вот знакома вот с этими замечательными людьми, с этими нам столько рассказывали. Вы знаете, в то время какие-то были другие совершенно дети. Мы были другие. Мы выросли раньше наших лет. Мне там было, скажем, 14-15, а я уже была как... Я взрослая, я все уже видела, все понимала. Я уже не была ребенком совершенно к этому времени. Понимаете, такое? И вот однажды летом, уже лето было, я шла там домой к себе, Талгар назывался наш этот отмет, да. Ко мне вдруг идет женщина, подходит ко мне и говорит: давайте я вам погадаю. Я так на нее посмотрела, она говорит: дайте мне вашу руку. Я ей дала мою руку. Это мне было 17. Нет, мне было 16 еще. Она посмотрела и говорит: ты, говорит, выйдешь замуж за военного человека. Ты, говорит, скоро выйдешь замуж. И ты, говорит, с ним долго не проживешь. А я говорю: кто что? Дальше я тебе ничего не буду говорить. Но только тебе говорю, что ты выйдешь замуж за военного человека. Ну, ни в одно ухо вышел, другое вышло. Мне 16 лет, я выйду замуж. Все, мы с ней распрощались. Так она мне в голове немножко сверкала. Потом папа еще не демобилизовался, он был ранен, его могли списать, но он еще оставался в госпитале, и он нам прислал вызов. А я поехала мы поехали опять назад в Ленинград. Это уже... Это еще война идет. Это 44-й год. И вот, в 44-м году, значит, мы приезжаем домой. Ну, это самое... Вы помните, какое-то время года было или какой месяц, когда вы вернулись? В 44-м? Да, когда вы вернулись в Ленинград. Я вот не поняла, что вы мне сейчас... Вы помните, какой это месяц был? Да, сейчас я вот свое ухо направила. Да, мы приехали, значит, это был 42-й год, это был, значит, это был 44-й год, это, значит, это был июль месяц. Да, это был июль месяц. Июль, да, август-сентябре я... И как? Да, в сентябре я должна была пойти в школу, но школа еще война шла, и школа еще не работала. Я в сентябре в школу не пошла. Значит, мы приехали в Ленинград, и пока мы там обустраивались, там окна вставляли, там стекла, там все такое, вот. И единственное, что мы бегали смотреть, это у нас на нашей площади, не на большой площади, а площадь там около Московского вокзала. Вот, там была виселица. И вот на этой виселице висел немец. Его поймали в городе, его повесили, и он висел там несколько дней на этой вот виселице. И люди ходили и смотрели на него. Вот, кроме того, ходили все, знаете, душой, немец. Все это было ужасно, конечно, но. Вот. И уже у нас в городе появились пленные немцы появились. Это уже был конец 44-го года. Это уже был... Нет, это было позже, потому что мы приехали в 44-м, в середине года, а война кончилась в мае 45-го уже было, да? Да, 45 мая. Значит, мы приехали позже немножко, чем в августе. Наверное, мы приехали к осени, наверное, мы так вот приехали, потому что там оставалось несколько месяцев, по-моему, до войны, когда война должна была закончиться. Так вот, насколько я уже помню, да. Вот. И мы, в общем, мы приехали домой, и нас обокрали, конечно, по дороге.
И это самое, и мы стали уже, так сказать, обустраиваться. И вот так вот 45-й год, июнь, это май, 9 мая, объявляется, что война кончилась. Это как вы узнали? По радио. По радио. По радио. Сказали, и все застыли. Вот как шли, так и застыли. Тишина гробовая. Это было настолько неожиданно, знаете, что все застыли. И вдруг такой вопль начался, такой стал плач, так стали люди рыдать, это просто невозможно. Все обнимались, целовались и рыдали, и рыдали. Рыдали беспрестанно. Целые сутки, на Невском людей было целые сутки. И все рыдали, и все плакали, сидели. Прямо вот садились на панель и рыдали. Целые сутки рыдали. Вот. Ой. Да. Ой, Господи. Так вспомню, так вздрогну. Фу. Окей. Вот. И, значит, вот таких вот 2 суток приблизительно Невский не пустел. Это вот круглые сутки вот такое вот было, да. Ну вот. И пошла жизнь. Пошла жизнь. И тут началось. И тут вдруг началось. Аресты, расстрелы. И пошел кошмар, ужас пошел. Значит, сажают нашего Попкова, расстреливают командующего военно-морским флотом Кузнецова. Еще там какие-то шишки, я уже их не помню фамилии. Расстрелы, предательство, расстрелы, предательство, расстрелы. Мы никак не могли поверить, и ленинградцы, никто, мы собирались на улице, незнакомые люди просто подходили друг к другу, говорят, как это может быть? Как это Попков вдруг расстрелян? Как могли вообще объявить, когда он был все время с нами, он выступал постоянно по радио, он поддерживал наш дух, и вдруг он оказался предателем. И Кузнецов оказался командующий флотом нашим, он не пропустил флот в Ленинград, он стоял в Кронштадте, мы все это знали, а Кронштадт это Ленинград, это же рядом, это все вот тут вот, да, вот, и как это так, мы никто не мог в это поверить, никто, но тактично каждый день об этом передавалось, и все новые и новые фамилии назывались, и все эти были предатели, и они все были виноваты в том, что война вот длилась вот столько лет, потому что все это из-за них, потому что это все вот так. Значит, все такие, да здравствует товарищ Сталин. Товарищ Сталин, там наш генералиссимус, вешает ему еще медали героя всякого, а этот герой отсиделся там в своем этом дворце, в котором был там под Москвой, да, герой, он вообще удрал, когда война началась. Он убежал, спрятался. Вот. И тут вдруг стали его возвеличивать, и вы стали возвеличивать. Вот. И получилось так, что, значит, я пробыла в Ленинграде, да, но мне уже исполнилось в июне, мне в апреле исполнилось 18 лет, а до этого, значит, моя подруга, мне нужно было думать, что именно делать, мне уже 18 лет, я должна была чем-то заниматься, и я, значит, решила, что мне нужно пойти в школу, и я собралась пойти в школу, и вдруг моя подруга мне, значит, говорит, знаешь, что, говорит, я поступаю в театральный институт, не хочешь со мной пойти? Я говорю, пойдем, я с тобой пойду, посмотрю, как тебя будут там принимать. И я с ней пошла. Значит, там пошли, там все, потом она была предпоследняя, а я сидела на скамейке. И она ушла туда.
Потом она выходит, вся такая возбужденная. Я говорю: Юлька, ну как, это та, которой мы когда-то бежали вместе из лагеря. Я говорю: ну как? Она говорит: ну я не знаю, мне ничего не сказали. Сказали, придете, там вот мы вывесим, кто там что. А я так уже собираю. Вдруг выходит женщина, ну и меня берет за руку, говорит: ну вот, а теперь и вас. Теперь вы идите. А я на нее так посмотрела. Я говорю: меня? И она меня завела в комнату. И я когда туда вошла, я там увидела всю эту плеяду наших актеров, этого Черкасова, этого Меркурия, эти вообще, которых я по кино только видела, я вообще обомлела вообще. Я вообще не понимала, что куда я туда попала. Ну вот. И они, значит, ничего меня не спрашивали, ни как моя фамилия, ни кто я такая. Сразу стали мне говорить: вот сделайте вот это, я, значит, это, я, это, то, это, то. В общем, все там проделала, то, что им надо. А потом он начал стал копаться, искать, как ваша фамилия. Круга. А я говорю: а моих документов у вас нету. Он говорит: как нету? Нету? А как же вы сюда попали? Я говорю: вот меня привела. Вот, да. Да? Ваши документы? Вот завтра, милочка, вы сюда придете и принесете ваши документы. Завтра. А в этот вечер мы с моей двоюродной сестрой пошли гулять. У нас есть такой парк. Называл это. Парк это когда-то принадлежал этому Анечкиному дворцу. Вот это, да. Вот этот парк. Полно народу, все такое, короче говоря, к нам пристали два мужчины, один в летной форме, такой красавчик такой, и второй там еще такой же, значит, они стали к нам приставать туда-сюда, поди сюда, значит, погуляли мы с ним, мы пошли домой, познакомились, как тебя зовут, как меня зовут, да. Ну, завтра встретимся, завтра встретимся, а мне, значит, надо было идти в этот самый институт, документы подавать. Значит, я не иду. Иду, гуляю с ним. Прогуляла я с ним 10 дней и вышла за него замуж. Вместо того, чтобы пойти учиться в институте. Как его звали? Миша. Вон он у меня там стоит на пианино. Вот. Вышла за него замуж. Через 10 дней. Не ученая, не толченая, ни профессии, ни школу не кончила. Вообще никто и звать никак. Вообще, вот, ну никто, я не знаю. Но вот я ему понравилась там, он даже у меня не спросил вообще, что я такое, кто я такая. Он торопился, у него 10 дней отпуск, он уехал обратно в Польшу, я стал. Он меня, значит, я почему об этом рассказываю, потому что я познакомилась с Рокоссовским тогда. Вот. И еще какая-то жизнь, как моя шла. Вот. Если вам это интересно. Нежданно-негаданно. Значит, он уехал, я осталась, и думаю, что я наделала вообще. Куда я вообще, какой муж вообще, какой мне муж, какая я вообще жена. Мне в школу надо пойти окончать, а я сижу и не понимаю, что я сотворила, зачем я пошла замуж выходить. Я совсем не готова была стать женой, вообще я ничто, да. И вдруг приезжает за мной солдат от него, и меня забирает в Польшу. И вот когда я приехала в Польшу первую, там, я пришла в эту квартиру. Ладно, вы куда не в надо. Польшу приехали? В какой город? В Лигнице я была. А этот город, он принадлежал немцам. Они когда-то у поляков это отобрали кусок. Лигниц это был немецкий город. А потом после войны этот город отдали обратно Польше. И там стояла армия Рокоссовского. Извините, а Миша, он был евреем или нет? Миша, он был евреем или нет? Миша был, он был инженер военно-морских сил. Да-да-да, но он был евреем по национальности. Еврей? Не слышал теперь. А Миша, он был еврей? Или еврей, конечно, да. Да, Альшанский, еврей, он был еврей. Да. Вот вылезает у меня мое ухо, я перестаю слушать. Вот. Ну, короче, я там все опускаю, все эти дела. Конечно, для меня это было... Я когда пошла первый раз в магазин и увидела, что женщина покупает продукты и ничего не платит, уходит, для меня это вообще было совершенно непонятно. Я думала, что там так все и живут, что они не платят деньги за продукты.
А потом мне сказали, что это называется кредит, что они потом расплачиваются. Я же это не знаю. Ну ладно, это я об этом даже не буду рассказывать. Другое там. Вот, более интересное есть. Но об этом писать не надо, то, что я вам сейчас расскажу. Это вы не записываете, это я не хочу. Потому что моя жизнь перевернулась вверх ногами на следующую ночь после моего бракосочетания. Вот. А случилось следующее. Я вообще ничего не понимала в отношениях между мужчинами и женщинами. Я знала, что они спят, но как они там спят и что они там делают, этого я, конечно, не знала. А где этот молодой человек? Он сидит тут? Нет, его нету? Нет. Он ушел? Хорошо. Вот. Ну и там надо было уже, так сказать, он меня принял, хорошо, напоил, накормил, все. Надо спать ложиться. А я никак не могу совершить этот ритуал, чтобы не раздеться. Не было случая спать с мужчиной, а тут надо лечь в постель. Ну, я кручусь вокруг кровати, хожу. А он уже разделся и лежит и ждет меня, а я все кручусь вокруг кровати. Он мне говорит, ты когда-нибудь вообще ляжешь уже в постели или нет? Когда-то. Только, пожалуйста, об этом ничего, ладно? Я не хочу, чтобы вы об этом знали. Вот. Не хочу, ну, может быть, даже я и не буду рассказывать даже. Ну, как вы хотите. Мы можем что угодно, мы можем убрать из этого. Но это убрать-то я не могу, потому что эта ночь перевернула мою жизнь в дальнейшем всю. Вот эта ночь перевернула. Вот эта ночь привела ко мне вот этого любимого моего, второго. Эту ночь. Это такая была у меня, такой у меня был разворот. Ну, ладно, я это упущу. Короче говоря, мы стали мужем и женой, но он меня не любил вообще. Он меня не любил, он мне не верил, он мне не доверял, он меня не верил, он меня не любил. И все такое. Но, тем не менее, значит, я со своим мужем прожила 10 лет. Но не в этом дело. Значит, вот приехал в гости к Рокоссовскому, приехал сын Сталина, Василий, да? И это был устроен, этот самый прием был устроен. И были приглашены офицеры с их женами, были приглашены. А мне было нечего одеть. Я приехала к моему мужу, у меня было только 2 ситцевых платья в моем чемоданчике таком маленьком. И мне нечего было одеть совершенно. Миш, ну как я пойду, мне даже платья нету такого, чтобы я могла одеть. На прием там, ты же на прием, куда я иду? К Рокоссовскому иду на прием, да. Ну вот, он мне открыл шкаф. Там немцы жили, там висели наряды, таких я в жизни не видел никогда. Но я когда стала примеряться, это все был не мой рост, не мой размер. Но красивые шелка, меха, вообще что-то такое, что я никогда не видела в своей жизни даже такие наряды. Я говорю, я это не могу, я не могу, не идет, не могу. Короче говоря, я одела свое ситцевое платьице, какая у меня была, и мы с ним отправились на этот бал. Пришли туда, здрасте, со всеми, походили, там сели к уголочке. Потом Рокоссовский поднял всех своих офицеров, жен, значит, подойти к каждому из них, пожать ручку и сказать, так сказать, куда и что он должен пойти, где сесть и так далее. И вдруг я смотрю, значит, он идет, подходит к одному офицеру, что-то ему говорит, тот офицер берет свою жену и уходит. Вообще уходит из зала. Потом следующий офицер берет свою жену, уходит из зала. И в конце концов, скажем, если у нас было там огромное количество людей было, половина из них вообще ушли со своими женами. А я еще, мы еще с Мишкой стоим. Я ему говорю, сейчас он к нам подойдет и нас тоже с тобой отправит. А он подходит к Мишке, здоровается с ним, так, здрасте. Потом поворачивается в мою сторону, говорит, а это чья дочка? А Миша говорит, это моя жена. Это ваша жена?
А потом он обращается ко мне: и сколько же этой жене лет? А я ему говорю: мне 18. 18? Да вы же самая молодая жена в моей армии. Поздравляю вас, поздравляю. И я вам обязательно присвою звание. Пожал мне ручку и пошел дальше. И мы с Мишкой стоим. И никуда нас не посылают. Ничего не понимаю, что случилось, что произошло. В общем, посидели там, и Васенька сел там рядом, там выпиваем, закусываем, там танцы, шманцы, там музыка, прочее, прочее. Когда мы стали уходить, а моя соседка, мы с ней немножко дружили, я к ней подхожу, говорю: Валя, а что случилось? Почему вот эти женщины ушли все? Она говорит: ты что, не поняла, в чем дело, что ли? Я говорю: а что там, ничего же не случилось. Ты, говорит, поняла, в каких нарядах они пришли? Расфуфыренные, в меха, страусовые перья, там что-то еще, черт не знает что. Они нарядились в пеньюары, которые одевают в спальню. Они не знали, что это не платье, а что это ночная одежда. Она одевала шелковую там рубашку, а наверх она одевала пеньюар с этими перьями, этими самыми. Она думала, что это ходить в гости, а это... И когда Рокоссовский это увидел, а там же не только русские, а там поляки приходили, там немцы были приглашены, там были всякие приглашены, он просто всех отправил домой. Он говорит: это же позор, это же стыд. Наши женщины пришли в спальных нарядах, они пришли. Это вообще был какой-то... Это нарочно не придумаешь, нарочно не придумаешь. Ну вот. Это такой был эпизод. Таким образом, я познакомилась с Рокоссовским. Я с ним дважды встречалась в жизни. Ну вот. Ну, и дальше я в Польше прожила. Год мы прожили в Польше. Я беременная уже была. Нет, да, год мы прожили. И я была беременная уже моим старшим сынишкой, моей Вовочкой, моим золотым ребенком. Вот. И мы должны были уже ехать домой. А Миша, он попал в армию, значит, он 20-го года рождения. Значит, у него в 41-м году ему было 21 год. Вот. И он учился в военно-воздушной академии. И когда война началась, всех этих ребят, их отправили на фронт. Извините, какая академия? Военно-воздушная. Ленинградская военно-воздушная академия. Там он был на факультете инженер по оборудованию самолетов. Такой же. Да, вот. А когда я с ним познакомилась, он был капитаном, по-моему. Был тогда, потом майор, потом подполковник, потом полковником стал. Да. Так вот, это самое. Их оттуда забрали и отправили всех на фронт. Ну, сколько погибло, сколько не погибло, вернулось. И когда он уже вернулся, ему уже было, когда я его встретила, мне было 18, ему было 25. 25 лет. Вот. И они приехали обратно, их послали доучиваться, потому что они все не доучились, там 3 года, по-моему, они не доучились. Они вернулись все в академию доучиваться вот на своей профессии. Значит, и в Ленинград. И я, значит, с ним, вот мы приехали, жили в Ленинграде. Моя судьба складывалась там так, что я вообще опять-таки оставалась на весу. У меня нет ни профессии, ни моего образования, никого. Я так и осталась висеть где-то на 7 классе. И вот когда мы уже приехали в Ленинград, я пошла в школу, проучилась в 8 классе, и получилось так, что мои сестры учились музыке. И я приходила к учительнице музыки. Ну, мы так с ней разговаривали о том, о сём, и она знала, что я вообще никто и нигде никак. Я говорю, она меня спрашивала: а кем вы будете? Я говорю: я не знаю, кем я буду, я не знаю, кем мне быть. У меня не созрело даже никакой мысли, что кем я хочу вообще быть, что я должна в жизни в этой делать. Она говорит: давайте я вас научу, давай я тебя научу играть, и пойди ты в музыкальное педагогическое училище, там на педагогов пения учат там играть.
ну пусть будет педагогом. Я терпеть не могла пение, на педагогом пение, но думаю, пойду хоть что-нибудь буду. Я пошла. Она меня научила, я выучила 4 пьесы, довольно трудные, выучила, сдала экзамены очень хорошо, и попала я к прекрасному педагогу Гинце, прекрасному. И когда я пришла к нему на первый урок, он меня прослушал и стал открывать Чайковского, там это самое, вот это. Я посмотрела туда на ноты на эти, я еще даже ноты толком не знала. Я ему говорю, вы знаете, что я это не смогу сыграть. Как, вы же сыграли подсолнух, вот это подснежник сыграли, это сыграли. Я говорю, это только то, что я знаю, я больше ничего не знаю, я больше ничего играть не умею. Он никак не может сообразить. Он говорит, я не понимаю, да как же вы это-то? Вот и я ему рассказала, как. Вот он меня стал учить. Он меня стал учить. В это время. Я не знаю вообще сейчас, о чем вам рассказывать, понимаете, потому что это было у меня такое время. Да, это, я знаю, что вы говорили, что вашего папу когда-то арестовали, да, это концы 40-х годов. Когда папу вашего арестовали? Так вот, это позже случилось. Это случилось, да, папу моего арестовали. Папу моего арестовали уже, это позже был, папу моего арестовали, это было все в 47-м году. У меня Вовочка родился в 47-м году, и это было в 47-м. А папу у меня арестовали в 49-м году. Я сейчас до этого дойду. Вот. Ну, в общем, я это, значит, опускаю. Я, значит, там в этом училище, значит, я там занимаюсь, в общем-то. А Миша, значит, он учится в академии, он уезжает в Баку служить. Он уезжает, а я остаюсь в Ленинграде. Я остаюсь в Ленинграде, у меня родился Вова, и я остаюсь в Ленинграде с Вовой, а он уезжает в Баку. В 49-м году Вове уже почти 2 года. Да, я еще являюсь свидетельницей, когда посадили в тюрьму. Вот Михайлов, знаете, да? Вот. Он был руководителем. Вот этот кусочек я вам расскажу просто. Значит, дядя моего мужа, Шульман, он работал в театре Михайловса. И они приехали в Ленинград на гастроли. И спектакль они давали в театре, где работал Райкин. В этом же театре, но на Желябова. И мы были приглашены на один из этих спектаклей с Мишей. Мы пошли на этот спектакль. До этого Шульман был у нас, там дома был, ну, они приходили к нам, дядя посещал, да все. Мы пошли на его спектакль. Ну, спектакль «Терри Молочник» был такой интересный спектакль, мы все просмотрели, все хорошо. Спектакль кончился, все там на ура, хлопают, и все. И вдруг входят КГБшники в зал и говорят, все сидят на месте, никуда никто не выходит, да? Сцена закрытая, все сидят на месте, никто не выходит, а мы сидим. И там что-то происходит. За сценой что-то происходит, кто-то куда-то идет. Мы слышим, что кто-то идет, куда-то уходит. Ничего, мы не понимаем, в чем дело. Проходит где-то, минут 15, наверное, 20 минут проходит. И нам говорят, вы можете, значит, выходить по одному. Мы выходим, стоят 2 черные машины, кареты 2 черные стоят. Уже закрытые. А мы ищем артистов, да? Что-то. Артистов мы не видим. А где артисты? Где артисты? А нам говорят, разойтись. Эти КГБшники. Расходитесь. Все в недоумении. Никто ничего не понимает, что произошло. Понимаете? Мы друг у друга спрашиваем, мы не расходимся, они нас разгоняют. Все, расходитесь. Но мы видим КГБшников, кто будет с ними связываться. Конечно, все стали расходиться. И мы идем друг у друга спрашиваем, а куда ребята наши девались? Наши, куда делся вот Шульман, куда делся вот этот делся, куда? Оказывается, их всех арестовали. Их всех арестовали, посадили в эти черные машины, их увезли, а нас отправили по домам.
И мы этого Шульмана больше не видели. Их арестовали, их отправили, им пришили там связи за границей, ну, все вот эту муть, да, без права переписки. Никто из родственников, из тех, кто участвовал в этом спектакле, домой не вернулся. Каких-то там отпустили, каких-то так мало таких, а которые вот такие, как Шульман, там, как Михолс, там, таких Михолса они не трогали, они потом его убили. А в это время они его не трогали еще. А большинство из этих актеров, они, значит, забрали. Все, без права переписки. Уехали они. Потом нам сказали, только потом мы узнали, через какое-то время, никто не знал, куда они делись, жены их не знали, куда они делись. Их жены сидели в партере, мужья их были на сцене, и они не знали, куда они делись. Их забрали, и все. Ну, они пошли, отпустят, они придут домой, ну, знаете, как обычно. Никому же в голову не приходит, что тебя арестовали мужа пожизненно. Все, они все разошлись, вот так вот, да, было. Разошлись. Ну, хорошо, ушли. Вот потом мы только узнали, значит, что вот их разослали по лагерям. Вот это такой был, первый такой был шок, такой вот для нас, все. Это были 40-е, да, Вова родился в 47, да, вот. Вова родился в 49-м, да, это был. И я, значит, Миша уехал в Баку, я, значит, домой, и потом проходит какое-то время, и я еду в Баку Мишу навестить туда, да, я приезжаю в Баку, я провожу там у нас время, у нас опять те же самые разговоры идут на ту же самую тему, и примириться мы никак с ним не можем, никак, скорее всего, он не может. Ну, а я уже сбоку припеку, ну, опять поговорили, все, я уехала. Я приезжаю, вот, приезжаю, и мама мне говорит, что папу арестовали. Я говорю, за что? Она говорит, я не знаю. Его, говорит, арестовали. И начинают они вызывать маму, на допрос начинает, да? Маму вызывают на допрос, мама приходит, и мама говорит, я, говорит, не понимаю, говорит, что какое-то обвинение, что папа, я должна подписать бумаги, что папа украл 2 картины в Русском музее, какие-то знаменитые, да, и эти 2 картины он передал иностранцам, то есть продал им, короче говоря, да, украл и продал. И что мы должны подписать бумагу, что мы свидетели того, что вот мы видели, как он получал от них деньги. Что они пришли к нам домой, и папе отдавали деньги. Какие деньги? Я вообще в Баку была. Я вообще про это ничего не знаю. Я приехала только из Баку. Ничего не знаю. Все. Мама не подписала. Они ее 2-й раз вызвали. Она опять не подписала. Тогда они меня вызвали. Вызвали и пихают мне эти бумаги. Но я уже знала, что вот они с этими картинами. Вот, и вот подпишите вот это. Я говорю, почему я должна это подписать? Она говорит, вы знаете, вот так и так и так. Я говорю, вы должны подписать, что вы свидетельница. Я говорю, я не могла быть свидетельницей. Во-первых, меня здесь не было, я была в Баку. Во-вторых, я не верю в то, что мой папа украл картины. Я никогда не видела, что у нас были какие-нибудь иностранцы. И кто-то нам давал какие-то деньги. Я этого ничего не видела, я не могу это подписать. Я это не буду подписывать. Но вы должны, если вы хотите спасти своего отца, вот ему 15 лет могут дать. А если вы подпишете, ему дадут только 5. Я говорю, за что ему только 5 дадут? Если он этого не делал, даже 5. Я говорю, он же этого не делал. Нет. Значит, вы должны это подписать. Я не буду это подписывать. А тут стоит еще один офицер. И он, значит, ему говорит, ну, ты что ж с этой жидовкой возишься? Дай ты ей, извините меня за выражение, в жопу. И гони ее. Ну, он Солом меня, конечно, не поддал никуда. Он меня отпустил и сказал, что мы с вами еще встретимся. И он меня отпустил. Я ушла. Мама, что делать? Она говорит, я не знаю, я не могу подписать. Ну, как я могу его посадить в тюрьму? Мой муж я не могу посадить. В любом случае я его не могу посадить. В общем, опять вызывает маму. Опять она не подписывает, опять вызывает меня.
И в этот раз, значит, он мне опять пихнул эти бумаги, а я сказала, значит, что я подписывать не буду. Я не буду это подписывать, я ничего не видела. Тогда он берет лампу, вот такую лампу настольную, и там вот такая вот лампа, наверное, на 1000 свечей, и прямо мне на лицо вот так направляет, и в лицо, у меня начинает лицо просто гореть. Горит оно у меня, я чувствую, что я сейчас буду орать, потому что мне так больно, да. Я начинаю выть. Я говорю, уберите вашу лампу, вы мне делаете больно, уберите. Подпиши бумагу. Я говорю, я подписывать ее не буду. Вы не будете, ты не будешь подписывать, ты будешь сидеть под этой лампой, он мне говорит. Я говорю, нет, я не буду ее подписывать. И я чувствую, что у меня лицо просто лопается. У меня слезы вот так вот катятся ручьем, мне катится, у меня так больно, и моя рука не может взять ручку и подписать эту бумажку. Не могу, и все, не могу. Я ору от боли, и я не могу. И он, значит, он меня все это все держит. Потом, наконец, значит, он видит, что ничего им надо, меня посадить в тюрьму не может. И в таком виде он меня выпустить тоже не может, потому что у меня просто вот такими клочьями слезала кожа на лице, сжег он мне ее. Я ему говорю, что нет худа без добра. У меня было лицо всегда, веснушки у меня были. А после этой операции у меня веснушек больше на лице никогда не было. Веснушки вывел мне. Все. Вытолкнули меня из кабинета. Теперь по улице уже не могу пойти в таком виде. Вызвал машину. Машину меня посадили в машину. Довезли меня до дому. Довели меня до моей квартиры. И сказал он мне, язык, чтоб держала за зубами, если хочешь остаться в живых. Все, на этом наша беседа с ним кончилась. Меня не оставили. И папу моего арестовали и посадили. И пришли за моей мамой. И арестовали мою маму. А маму мою, ей пришили не за недонос. Почему она не донесла, что вот папа поступил вот так вот, обокрал советское государство, его, значит, экономику подорвал государственную, продает государственные, значит, должна была, дали маме 5 лет. И маму посадили тоже. И осталась я в доме с моим сыном Вовой и с моими 2 сестрами. Значит, уже Ирке там 5 с чем-то, 6 с чем-то, Соньке уже, да, это уже, Ирке уже это был 49-й, Ирке уже было 10, Соньке было 9, вот так вот. Ну вот. И я не знаю, что мне делать, понимаете, с ними, что делать? Пришли какие-то люди, и всю мебель у нас забрали. Все забрали. Оставили 2 кровати только. Все. Я дома. Мне нужно уходить. Мне нужно уехать, мне нужно поехать. Я там. Вот. И тут получается такая ситуация, что значит, мама моя села в тюрьму. Она села, значит, март месяц, да? У Сталина день рождения в марте месяце. Значит, мама, это март, февраль, значит, январь, декабрь. Значит, маму мою арестовали в декабре, и она просидела в тюрьме 3 месяца до день рождения Сталина. Вот день рождения Сталина 5 марта. Да, 5 марта. И он сделал амнистию политическим, мама моя считалась политической, значит, политическим заключенным до 5 лет их освобождали. И маму мою освободили. К счастью. Ну вот, и я, значит, улетела в Баку, и я прилетела в Баку и, значит, живу в Баку. Вот. И сейчас у меня начинается бакинский период, который длился 10 лет. Что было на моих глазах? Вам это надо рассказать? Ну, можно довольно... Это у вас какой-то... Значит, в Баку была вот точно такая же чистка, как была в России. Давай расскажите. Вот.
Ну, я вам расскажу, я вам сейчас просто расскажу просто несколько эпизодов, свидетельницей которого я была. Значит, моя подруга, была у меня близкая моя подруга, азербайджанка Ина Алиева. Ее папа был министром торговли. И круг у нее был, естественно, так сказать, высший круг азербайджанской, высший круг интеллигенции. Вот. И я вращался в этом вот кругу их. И у меня не было никакой профессии по-прежнему. И вот однажды мне Ина говорит: знаешь что? Говорит, что ты вообще делаешь? Ты что, так будешь сидеть офицерской женой, да? Так вот, так и просидишь, так, как все вокруг тебя. Ты должна что-нибудь делать. Я говорю: Ина, что я могу делать? Ты знаешь, у меня нет ни законченного образования, ни того, ни сего. Все. Значит, к ней приходит ее возлюбленный, он ей говорит. Она меня представляет, вот так и так, такая-то ситуация. Ты знаешь что? А я в музыкально-педагогическом уже училась. Возьмешь ее завтра за руку, пойдешь в музыкальную консерваторию, пойдете в Калыш это как бы называется, да, музыкальное училище при консерватории, и определишь ее туда. Инка берет меня за руку, мы идем с ней туда, и она меня туда впихивает в эту самую. И я даже нот толком не знаю, не то чтобы мне прийти и в консерваторию учиться. Я вообще... Я музыкальная так-то, ну, как мы все, могу петь, там, могу танцевать, там, а я артистичная таки довольно, но я совершенно не готова учиться в музыкальном училище при консерватории на дирижерско-хоровом отделении, ни больше, ни меньше. И он мне говорит: на 3-й курс. Какой 3-й курс? Я нот не знаю, он мне на 3-й курс. Я говорю: пожалуйста, на 1-й, я не буду. И он мне на 1-й курс. И я зачесалась в это, я стала учиться в этом училище. Да, я его закончила благополучно и стала дирижером, где я и встретила Рокоссовского. Вот. И вот, значит, она меня вот познакомила со своим кругом людей, так, и там такая была ситуация одна. Не одна. Значит, вот этот эти расстрелы, вот эти самые тюрьмы, вот этот кошмар, он начался и в Азербайджане. В Азербайджане тогда был Багиров, он был, как у нас, Сталин, а там был... А Багиров, он был полностью под руководством России был, да? Вот. И я, значит, и там идет тоже так, вот такой же вот хаос, тоже арестовывает, это вот бандюги там и туда-сюда, и туда-сюда. Вот. Я еду в 53-й год, и я еду в 53-м году. О, нет, до этого еще это было очень важный момент, я вот это вам сейчас расскажу. Значит, еще когда папа, до того, как... Когда папа вышел из тюрьмы, было это... Значит, после 49 он еще был в тюрьме. Значит, папа приходит домой однажды, это еще Сталин был жив, это был 53-й год, это был. Сталин был жив. А вот то, что я вам сейчас рассказываю, это было после того, как я уже уехала в Баку опять. Это я приехала из Баку в Ленинград в 53-м году. Вот, Сталин был еще жив. И папа приходит домой, один раз бледный, садится и говорит, что в апреле месяце всех евреев в Ленинграде соберут и отправят в Сибирь. По дороге уже были выкопаны траншеи для расстрела. Сталин решил доделать Холокост, который сделал Гитлер в Украине, этот вот самый расстрел Бабьего Яра. Он решил сделать Сибирский Яр в Ленинграде, собрать всех евреев Ленинграда, Москвы и отправить в Сибирь.
но они не доехали бы до Сибири, их бы расстреляли, не в Сибири, а Биробиджан, это на востоке, там где-то, там никто не живет, там люди все умирают в этом Биробиджане, там болото такое, это такое место, где нет, люди там не могут жить, там болото, где вот эти насекомые все вот эти вот, да, водятся, которые тебя вот укусят, и ты уже от этого укуса, все, человек умирает. Так первые евреи поехали туда, и там уже никого не осталось, это было еще... Эти евреи поехали еще до войны, еще где-то там в 30-х годах в Биробиджан поехали, и там уже никого такого. А это был второй такой вот выезд евреев из России. Сталин наметил на апрель месяц, он наметил, чтобы вот это, и по дороге, значит, должны были расстрелять. И вот папа пришел домой, потому что мы должны быть готовы вот такому-то там апрелю, что всех евреев... Папа-то знал, в чем дело, он был коммунист, он, конечно, знал, что зачем нас туда везут, конечно. Он нам-то ничего не сказал. Но мы все ходили бледные и бедные. Мы все ходили, вообще мы были все в ужасе. Мы все были в ужасе, и все. И вот мы ждали этого апреля, выехать, убежать некуда. Все, некуда убежать. И вдруг... Это 53-й год, март месяц, после марта идет апрель. Значит, март кончается, в апреле мы уже должны были ехать в этот Биробиджан. И в 53-м году, марта месяца, заболевает Сталин. И он сдох. Он сдох 5 апреля. Ой, 5 марта он сдох. Все. И это нас спасло. Потому что все евреи в Ленинграде, все евреи, все наши знакомые, вообще, они уже были мертвые. Мы уже все были мертвые. Все, в жизни уже у нас ничего нам не светило совершенно. Вот такая была ситуация у нас, да, в Ленинграде, в 53-м году. Вот. А уже папа пошел уже тут вот. А тут уже со мной, значит, ну вот, это я вставку сделала, да, такую. Теперь я уехала, значит, уже в Баку, я живу сейчас в Баку, и там, значит, Инна меня пристраивает туда, значит, в музыкальную консерваторию тут на Дежурско-хоровой. Я учусь там, и там, и после смерти Сталина вот начался переворот у нас в России, да, правительство поменялось, и Хрущев должен был прийти, да, и вдруг стали очищать от всех этих вот таких вот, кто был со Сталина, и все, и Багирова тоже, значит, должны были, арестовали Багирова. И вот Инна мне достает пропуск на один из судов, на один из дней. Вот. Я была на этом суде. И как раз там, выступали все вот эти пострадавшие. И вот одна женщина там была. Значит, стали ее допрашивать. Она стала рассказывать, как ее арестовали, там за что ее арестовали, и вот и что с ней сделали. Значит, и она раскрывает свой этот наряд такой, у нее был на пуговицах, она расстегнула весь, показала оголенное свое тело. Оно было все изуродованное. Все вот это вот, все ее тело было все изуродованное. Она говорит, вот это вот со мной проделали. Что? Они брали пинцет горячий, и пинцетом горячим, а азербайджанки, они волосатые, армянки, азербайджанки, они у нее выдергивали вот эти волосы из ее тела. И у нее все тело горело фактически. Вообще, когда я посмотрела, когда она повернулась к зрителям показать, сначала она себя раскрыла обнаженная, с судьям, там все вот так вот голову прямо наоборот. Потом она повернулась к нам. Потом она повернулась к Багирову. Вот это, говорит, твоих рук дело. Да, вот это вот посмотрела. Вот. На второй суд я уже не пошла. Я сказала, Инна, я не хочу это смотреть, я не пошла. А у нее, значит, еще были знакомые. В школе работали. Да, там такой Сумгаит, такой маленький городок есть около Баку. И там директор школы азербайджанец, а его заместитель, там, это был армянин. Между азербайджанцами и армянами это вечная была
резня и борьба, и черт знает что. Но они очень между собой дружили, вот эти два человека. У них была школа, все такое. Но у них там еще существовала вендетта. Знаете, да, что такое вендетта? И вот настал срок вендетты, когда армяне должны убить азербайджанца. Потому что азербайджанцы уже убили армянина там когда-то, я не знаю, в какое-то время, в этом году или в прошлом году. Но они должны были все время отомстить, они искали время отмщения. И вот это время настало, когда армяне должны были это убить. Они решили убить этого директора школы, азербайджанца. А этот армянин, который с ним работал, он был с ним в очень хороших отношениях. И он ему сказал об этом. Ты знаешь что? Они тебя хотят пригласить на день рождения. Они его тоже пригласили на день рождения. А он ему рассказал. Он говорит, они хотят пригласить тебя на день рождения, они тебя хотят убить. Ты ни в коем случае не поди на этот день рождения. Поди, сляг. Сейчас скажи, что ты заболел. Вот за 2-3 дня до этого поди, заболей, вызовите врача, иди в больницу, куда хочешь, но только то, чтобы ты не пошел. Он так и сделал. Тогда этот, который его приглашает на день рождения, он пришел к нему в больницу и говорит, ну ты не можешь прийти, да? Ты же знаешь, что мы такие друзья с твоей фамилией, и все. И никого не будет у нас, никого из вас. Пришли, да, кого-нибудь? Пришли своего сына к нам, например. Пускай твой сын придет, будет у нас за тебя. Да? Вот так вот, да, мы же друзья. Ну, он сказал, хорошо, пускай придет мой сын. И он сказал своему сыну пойти туда на день рождения. Его сын пошел. Они его убили. И был суд. Значит, эту армянскую фамилию, значит, это вот те, которые его убили, армяне, азербайджане. Был суд. Вот. И мать вот этого армянина была тоже на этом суде. И когда этому парню пришили 20 лет, ему пришили 20 лет, которую, ну вот, из армянской семьи, мать это встает и говорит ему, ты там, ну, с армянским акцентом, да, ты не беспокойся, сынок, мы тебя быстро оттуда вытащим. Иди, говорит, ты не беспокойся. А азербайджане, сидевшие в этом же суде, значит, вот так вот встали на дыбы. Суд закончился, они должны были сесть в машину и уехать в Сумгавит. А эти, значит, Бакинский, значит, разойтись должны. Суд кончился, все, этому дали, значит, столько лет, а этому все в порядке. Стали все выходить. Мы все вышли, значит, мы с вами не расстали. Там стоит автобус, который приехал из Сумгавита, и они должны были поехать домой, эти армяне. Вдруг один подходит азербайджанец к шоферу, а шофер был азербайджанец. Что ты ему такое сказал? И шофер вышел из машины и сказал, я там что-то надо починить, что-то сделать. Он отошел от машины, отошел. Вот. А армяне уже все сели в машину. Дверь захлопнулась, и машину подожгли. Там уже была налита. Бензин был внизу под машиной был налит бензин, и они ее снизу подожгли, и машина сразу вся окунулась в огонь. Тут люди все стали разбегаться, кричать стали. Спасти их надо. Никто не может к машине подойти, вытащить. Они оказались в машине, дверь закрыта. Что тут вообще? Я убежала, я даже не знаю. Я когда это увидела, эти вопли, эти крики, это кошмар этот какой там был, да. Все. Вот это сотворилось у них. Ушли. Все. Вот потом я уже Ину спрашивала, Ина, чем же это все закончилось? Они говорят, все погибли там в машине. Они, говорят, погибли в машине. Я говорю, как же это могло так, как это могло бы? А что мы могли? Мы ничего сделать уже не могли. Они это уже подготовили заранее. Еще. Они заранее знали, что будет вот такой конец, азербайджанцы. И они вот это вот сделали, чтобы их уничтожить. Вот и все, и машина сгорела, они сгорели. Вот это вот я видела своими глазами. Страшное зрелище вот это было в Азербайджане. Вот. А Елена, как закончилось ваше время в Баку? Я знаю, что вы были женаты, но вы потом развелись, да?
Вы знаете что? Вот в этом идет немножко загвоздка. Вот это почему я вам и не хотела говорить о своем муже. Потому что в книжке я написала, вот в этой книжке, где я написала. Потому что если бы я не написала, то те люди, которые бы читали вот эту книжку, вообще считали бы, что я какая-то гулящая баба. Я должна была рассказать причину, по которой я с ним разошлась. У меня на самом деле был совершенно прекрасный муж. Совершенно прекрасный. Человек, у которого не было отрицательных качеств. Вот такой у меня был муж. Вот. Но у нас получилось недоразумение между нами. Вот я просто не хочу, чтобы вы в своем там это вот описывали, потому что это совершенно интимное. Это такое, да? Я могу вам сказать просто, но я надеюсь, что вы это не распространите. Дело в том, что свою первую брачную ночь мы это в Германии, да, ну, в Польше произошло. У них вот такие перины, вот такой высоты перины, да? И зимой они спят всегда с открытыми окнами. У них перина наверху и перина сверху. Периновые одеяла вот такие, вот такой толщины, да. Первую брачную ночь я должна была спать на этой перине. И он меня просто не доставал. Он не мог добраться до моей плевы, чтобы девственница, да. Потом теряете свою девственность. Он не мог это сделать, и у меня не было крови. И на утро, когда мы проснулись, у меня нету крови подо мной, он на меня накинулся. Он говорит: ты меня обманула. Ты уже была с мужиками. У тебя уже были мужчины, и ты меня обманула, и ты поэтому так быстро согласилась за меня выйти замуж. Через 10 дней я за него вышла замуж, да, чтобы скрыть свой позор. А я не понимаю, о чем он говорит. Я говорю, я тебя не понимаю, о чем ты говоришь. У меня никогда, говорю, мужчин не было, я понятия не имею. О чем ты вообще говоришь? Почему вообще мне должна была быть кровь? Разве должна? Я же не знаю этого ничего. Почему мне должна была? У меня нету крови, нету. Я же не знала, у меня кровь должна быть, у меня не было крови. Да. Значит, ты была не девушка, и ты меня обманула. Все. И он, все, обманула ты меня, все, я с тобой развожусь. Я с тобой. Буквально на второй день. Вот на второй день, да. Вот все. И я все время рыдала, я все время плакала. Я плакала, нескончаемо плакала. Я уже была беременна. Все-таки он спал со мной. Он спал со мной. А я все время я вообще в этом, я была как бревно в постели. Я понятия не имела, что мне там делать надо в этой постели. Какую роль я там должна вообще играть, понимаете? И у меня была соседка. И я, значит, моей соседки, она видит, я все время хожу заплаканная туда-сюда. Она говорит, я взяла и рассказала. Она говорит, ну-ка давай пошли с тобой порычу, сейчас пойдем узнаем, в чем дело. Ну, пошли. Там такая была армянка, вот с такими усами, женщина. Сказала, ложись. Я легла. Она меня посмотрела и потом как завопит. Катерина, иди сюда, я тебе сейчас Деву Марию покажу. Я понятия не имею, кто такая Дева Мария, я понятия не имею. Да? Мария, иди сюда, посмотри, ты видишь, да? У нее, говорит, плева стоит на месте, и она беременна 3 месяца уже. А я говорю, спрашиваю, что такое, почему? И она мне стала рассказывать. Почему, как? Она говорит, ты где спишь? Где ты спала? Она меня сразу спросила. Я ей сказала, на перине. Это тебя твой муж положил на перину спать первую брачную ночь. Он у тебя что, гном? Кто твой муж? Ну-ка приведи, говорит, его сюда. Я ему, говорит, быстро мозги вкручу. Приведи, я ему расскажу, что он с тобой сделал. Ты, говорит, еще девушка. Девушка, а я уже беременная. А я еще не понимаю, как это получается. Она мне рассказывает. А почему же тогда я знаю, что там что-то такое должно быть как-то, что-то. Она мне говорит, что у девушки есть, у женщины бывает плева, а в плеве имеется дырочка, через которую проходит менструация, когда у женщины поэтому у тебя там дырочка,
по эту дырочку выйти, сперма, она проходит вот в эти дырочки, и девственница может забеременеть, как Святая Мария забеременела, да? Так и ты забеременела, как Святая Мария. Понимаете? Я почувствовала, когда у меня это прорвалось, я сразу почувствовала. Это, наверное, прошло несколько месяцев, когда я это почувствовала, когда у меня, ну, так сказать, вот. Так я пришла к нему и говорю, знаешь что, иди к врачу сходи, она тебе объяснит, почему, что произошло. Не пойду. Она женщина, она тебя будет защищать. И он не пошел. Все. И 10 лет жизни он меня отравил. Я 10 лет жизни он мне отравил, мой муж. Хотя он ко мне хорошо относился, но я не чувствовала дома, у меня не было дома. И у меня не было любви, которая мне нужна. А я мечтала о любви. Любовь. И вот нашла. У меня появился второй вот этот мальчик, который был младше меня на 8 лет. И я еще была замужем, и у меня было 2 детей. А он меня любил такой любовью, какую мало вообще кто даже слышал о такой любви, какую он мне подарил. Вот. Но вы никогда не были, вы никогда не прописались, да? Да. Это был как бы... С кем? С вторым. Со вторым? Угу. Мы были с ним женаты. Но мы не пошли, мы в ЗАГС не пошли. Да. Угу. Нет. Мы когда с ним поженились, сначала мы с ним помолвились. Это было в его квартире. Он мне одел вот это вот колечко. Вот это. И сказал, мы с тобой помолвились. А потом через несколько месяцев он меня привел в сад, в наш Михайловский сад, где я жила. И там была красивая березка. Стройная, молодая березка. Вокруг березки была зелененькая травка. И там было много незабудок. И он подошел вот к этой березке, встал с одной стороны, так вот ее обнял. А мне говорит, а ты подойди с той стороны. Он романтик был. Он стихи писал, он у меня. Вот такая пачка. Писем его до сих пор сохранившихся. И стихи. Вот такая пачка. И ты так сделай. И я так сделала. А теперь повторяй за мной, что никто никогда в этой жизни нас с тобой не разлучит. Мы будем с тобой всегда, вот до этой березки. И теперь ты будешь моя жена. И вытаскивает обручальное кольцо, вот у меня там есть фотография, где у меня обручальное кольцо, и это на одной руке у меня это, на другой у меня фотография. И он мне одевает обручальное кольцо. И он мне говорит, наша любовь с тобой вечная, потому что ты поставила печать в мое сердце, а я поставила печать в твое сердце. И это вечно, это навсегда. Я вообще в обморок, я упала в обморок. Я до такой степени всего этого не ожидала. Я вообще о нем не думала, как о своем будущем муже. Или вообще, я вообще не было наплевать, он меня бросит или он меня не бросит когда-нибудь. Мне было с ним так хорошо, он меня так любил, он меня задаривал подарками, он меня вообще, что он только для меня не сделал. Он спас моих детей. Он спас их от армии, одного и второго спас от армии. Он все для... Он вообще... Я вообще такой любви... Я даже нигде не читала такой любви. Я нигде не читала, или уж пир не читала такое. Чтобы женщина старше тебя на 8 лет, с 2 детьми, замужем. И что? Он меня полюбил через 10 дней, он меня знал всего. И через 10 дней мне прислал письмо. А я ему написала, ты сумасшедший? У тебя что, не все в порядке в голове? Ты что, не видишь? Ты что, не знаешь, что я жена, что я замужем, что у меня дети? Как я могу? Что ты такое пишешь? Ты хочешь меня сделать любовницей, у тебя не получится. Я его гнала. Он ко мне приезжал из Тбилиси, в Баку, каждую пятницу приезжал он ко мне. Каждую пятницу в течение 3 лет. В течение 3 лет я ему не давала до себя дотронуться. Я ему все не верила. А он мне говорит, тебе придется поверить. Вот ты придется тебе поверить, что я люблю только тебя. Мне никто не нужен в этой жизни, кроме тебя. Ну, никто. Если бы я вам показала сейчас его стихи, вообще, даже здесь у меня есть. Вы когда развелись, наконец-то, от первого мужа?
Вот я развелась с мужем со своим, через 10 лет это я развелась со своим мужем. У меня уже были взрослые дети. Нет, у меня дети были еще маленькие. У Вова было 10 лет, а Юрке было 5. Но он для них был как папа. Они его вот он умер вот 4 месяца назад он умер. Он умер 1 января 24 года. Он умер. Он с вами здесь был? Он с вами сюда приехал? Нет, он остался. Я не могла его взять с собой. Я не могла его взять с собой, потому что он занимал такую должность высокую, которая была примкнута к правительству. И для того, чтобы ему со мной было уехать, он должен был взять расчет. А он не мог взять расчет, потому что эта организация объединяет в себе КГБ, МВД, правительство. И его бы сразу посадили в тюрьму. И пришили бы его какое-нибудь там преступление, или там предательство, или там, я не знаю, что они обычно, что он шпион какой-то там. Его бы сразу уничтожили. А я уже занималась другими делами. Вот вы сейчас со мной закончили жизнь мою до моего диссидентства. Как я примкнула к диссидентской линии, как я оказалась потом в Америке. Вот, понимаете? И я должна была от него, не он меня, а я от него ушла. Вы можете остановиться на секундочку? Я хочу просто взять брейк. Okay. So, I'm wondering... Мы теперь возвращаемся обратно к интервью. Окей. Значит, до момента, когда Сталин умер, все мы сталинисты, все мы, так сказать, все любим его, обожаем его. Когда он помер, да, у нас был создан... Я была в Баку, я потом приехала сюда. И приехала до того, как он умер. Он умер 5 марта, а мы приехали сюда 1 марта. И мы стояли все на площади, плакали вот так вот, у меня вот не переставая. My tears were coming, and I was thinking about Stalin, that he will die, and this is the radio, how he feels, and tomorrow the sun will not come anymore, because Stalin will die, and we will not never will see again the sun. It will be a disaster for all our earth. We were crying. Then, thank God, he died. Вы можете по-русски, если... Вы можете по-русски. По-русски, да. Значит, когда в 1953 году, значит, Сталин, когда болел, вот в этом году, значит, мы были с моими подругами, я была в Ленинграде. И мы стояли все на площади, и в 3 ручья все рыдали, что вот он умирает, вот так вот. Демонстрация народу вообще, а радио, значит, как он себя чувствует каждую минуту, как он себя... И вот это, и вдруг этот момент Сталин умер. Когда Сталин умер, мы решили, что все мы умерли вместе с ним, и все, и рыдание, и все такое, все, умерло, все, завтра солнце не взойдет, все, солнца больше не будет. Вот. С этого момента прошло некоторое время, я уехала в Баку, вот, и в Баку у нас Хрущев пришел к власти, и нас собрали всех, и нам объявили, что будут читать письмо о деятельности Сталина. И нам читали это письмо 4 часа. Мы были все в шоке. Мы были все мертвые. Когда он перестал читать письмо, мы никто не могли встать с места. Настолько нас это все поразило. Настолько мы узнали, какой это был монстр, сколько людей уничтожил, сколько в лагерях людей погибло, сколько что он вообще натворил с нашей землей, с нашей родной, с нашей страной, с нашей Россией, что он натворил. То есть это было такое, это только в мире, наверное, единственное государство, у которых был вот такой правитель, который натворил вот то, что натворил Сталин.
я лично просто заболела. Я просто действительно заболела. Я пришла домой, и у меня был приступ, что я не могла разговаривать. У меня речь пропала. Несколько дней я вообще не говорила, а писала. Я думала, что я никогда разговаривать больше не буду. У меня был этот удар. И я вдруг, когда вот мне все это я все прошло так несколько дней, я вдруг стала вспоминать вот мою вот жизнь, сознательную жизнь. И я вдруг поняла, что я спала, что я вообще ничего не знала и не видела. И вот у меня начало проходить, начиная с моего детства, когда Кирова убили, когда Сталина, этого Орджоникидзе убили, когда этого расстреляли, когда Горького отравили, когда И я начала, я думаю, боже мой, что же это такое? Я просто стала просыпаться. И потом я уже поняла, как моего папу арестовали, как мою маму, как меня, обгорели все мое лицо. И я все равно любила Сталина. Папу арестовали, маму арестовали, меня чуть не спалили, а Сталин для меня это пуп земли. И я вот начала просыпаться. Это не то, что я сознательно, а у меня просто такой импульс вдруг проснулся, что я поняла вообще. И получилось так. Может быть, у меня это потом и прошло бы, но случилась вот такая ситуация у меня. У меня двоюродный мой брат, моего папы брат, он известнейший реставратор у нас в России. Он один из лучших реставраторов в России. Вообще во всех музеях нашей, вот, в особенности в Ленинграде, везде его работы висят. Он делал такие работы, за которые вообще никто никогда не брался. А я ходила все время к нему в мастерскую и наблюдала, как он из пустого полотна делает картину, оживляет ее. И вот однажды, а мой двоюродный брат, его сын тоже художник. И я, как-то, не знаю по какой причине, вдруг я что-то должна была к нему пойти, его повидать. Я пришла к нему, что-то я с ним поговорила, и засиделась что-то поздно. И я уже собралась уходить домой, и вдруг к нему в комнату вваливает 5 человек. 4 мужчин и 1 женщина. Ой, Володька, привет, вау, у тебя выпить есть что? Да, давай, там, бла-бла-бла-бла-бла. Он меня со всеми с ними перезнакомил, я их никого не знала. Я еще была далека от этого всего. Вот. Так, вот. Все мужчины, здрасте, там, Витя, там, Петя, там, Вася, там, то, все хорошо. И я просидела там, наверное, часов до 2 ночи. И был там такой пьянчушка, алкаш, как в будущем я об этом узнала, Витя. Он сразу как-то меня определил и ко мне так прилепился вроде бы. Потом я, собралась домой идти, а он мне говорит, давайте я вас провожу, уже 2 часа ночи, поздно, куда вы пойдете, а я недалеко от него жила, пешком можно было идти. Хорошо, пойдемте. И эта женщина ко мне, Катя, ее зовут Катя, а я, говорит, Катя Меркурьева. А Меркурьев — это самый известный наш артист, любимый всеми нами артист кино и театра. Катя Меркурьева. Она говорит, а я Катя Меркурьева. А я говорю, и Меркурьев, это Василий Меркурьев, это ваш папа? Она говорит, да. И мы с ней так подружили, мы с ней очень-очень подружили. И она была ученицей моего дяди. Она была художница тоже, она училась, она ее учила. Живописи и реставрации. Я приходила к моему дяде, просиживала часы у него, все это, мы с ней очень... И она ездила со мной на мою работу. Я работала тогда в музыкальном училище, педагогом музыки я работала, в Пушкине я работала. Знаете Пушкин, да, в Ленинграде? Пушкин не знаете? Вы Ленинград вообще знаете, да? Так себе, да? Это Пушкин, лицей, где он учился. Там наша музыкальная школа была. Вот я туда. И Катерина любила со мной ездить и сидеть на моих уроках. Вместо того, чтобы идти к моему дяде там заниматься, она за мной ходила. Вот. И она меня втянула вот в эту компанию артистическую. Потихоньку я стала с ними знакомиться.
с одним, со вторым, с третьим, к этому там в гости пойти, к этому в гости пойти, там картины, тут картины, все. И так они, значит, меня потихоньку втягивали в свою, так сказать, среду. Вова, мой сын, и его товарищи, друзья, с которыми он вместе учился в школе, они все стали диссидентами. Они евреи, и они все ходили с плакатами «Отпусти народ мой». Знаете это время, да, такое было? Отпусти, тогда все просили, чтобы евреев отпускали в Израиль. И вот эти вот ребята, вот эти мальчики, они все были Вовиного возраста. Вот, они вместе в одной... И не только Вовиного возраста, а поскольку я была такая молодая мама все-таки, да, то у него были друзья даже старше меня, которыми я стала тоже... Было лет? А? Сколько ему тогда было лет? Ну, Вове было, если мне было, скажем, 20, мне было 30, может быть, так Вове было 19-20. Ой, Вове 19-20. Мне было мне уже было 38 тогда. Я уже с Ромочкой давно была. Мне уже было 38. Вове было где-то 20, вот так вот, наверное, да. Вот так вот, где-то 20 было. Я уже, когда говорю, перепуталась. Да, вот, мне уже было где-то там 38, наверное, вот так вот, да. Ну вот. И у него друзья были мои ровесники. И старше меня даже были. И я оказалась в таком кругу диссидентов. Я только знала, что-то они занимаются вот этим. Они сионизм изучают, они с плакатами ходят, они, так сказать, противостоят нашему правительству. И я совершенно незаметно для себя, я даже не заметила, как я оказалась в их рядах. Вот так вот. А эти мальчики, они все время приходили ко мне, к нам. Меня они все называли мамой. Все вот эти мальчишки, меня все обожали, все его друзья. Они все были... Ну, понимаете, я почти была с ними как-то у них. Вот так получилось. Вот. И однажды один из них приходит и говорит: тетя Лена, можно мы у вас школу откроем сионизма? Мы будем у вас... А у меня квартира была, комната у меня была 45 квадратных метров. Это как вся моя вот эта квартира и еще кусок. Я говорю: знаете что, ребята, пойдите-ка вы подальше. Мне не хватало еще, чтобы это вы у меня тут еще открыли сионизм, тут у меня устроили, да? И я им отказала. Я говорю: приходите ко мне тут, вы тут и так у меня творите. А еще, если у меня будет тут и школа, так меня посадят, и я буду там сидеть, жариться на солнце. Нет, я говорю, сионизма никакого. Пожалуйста, приходите, там, устраивайте ваши собрания. Я не стала. Ну вот, они стали ко мне так приходить. Вова работал в театре, его друзья работали в театре, а после театра они подходили к моим окну, свистели в 2 пальца, и в 2 часа ночи собирались у меня до 4 где-то, до 5 потом расходились, спали, а вечером шли опять на работу в театр. А я, полусонная, мчалась в свою школу на работу. И поэтому я вот в Америке живу, я до сих пор не могу отойти вот от этой привычки ложиться спать в 2 часа ночи. Я уже вот здесь, когда уже в Америке работала, так моя, начальница моя мне сказала: Лена, каждый день вы опаздываете на 1,5 часа. Но я ей сказала: в мэрии вот такая ситуация. Она говорит: хорошо, значит, вы будете оставаться у меня на 1,5 часа, позже будете уходить. Вот там такая штучка, засунете свой билетик, и я буду видеть, что вы здесь отработали эти 1,5 часа. Хорошая женщина попала такая. Она ко мне хорошо относилась очень, и вот так позволила мне. Но я вот очень часто из-за этого опаздывала на работу. Короче, потихоньку. Теперь этот вот Витя, особенно Витя, вот у меня там его одна картина висит. Он меня раскусил, видит, что я такая тяпа-растяпа, ничего ни в чем еще не соображаю, не понимаю. А у него были очень хорошие картины, и он закончил Академию художеств, но ему не выдали диплома, потому что содержание его картины было религиозное. И ему не дали диплома. А картина эта называлась «Падший ангел». И там ангел лежит на земле, и люди стоят деревенские вот так вот, над этого ангела смотрят, вот такого же. И ему не дают
диплом. Все, он ушел из академии без диплома. И он меня, когда со своими знакомыми перезнакомил туда, а квартира у меня большущий, потолок у меня 5 метров высоты. Это бывший Малый Михайловский дворец великого князя Михаила, родного брата Николая II, нашего царя. Это был его дом, в котором я жила. Это второй дом уже. Первый был там, а это был второй его дом. Вот. И у меня там была антресоль. У меня двухэтажная квартира была в комнате. И вот они, так сказать, потихонечку стали меня обрабатывать. Ну, туда-сюда, говорит, давай, говорит, мы сделаем у тебя выставку. Ну, давайте, сделайте у меня выставку. И я пришла к одному художнику, Маслову, у меня есть фотографии его, и я есть вместе с ними. Фотография у вас будет, там взял, по-моему, ваша, да. И я, и там 4 художника со мной. Вот. И этот художник был приглашен во французское консульство. Ну, они, оказывается, туда ходили, во французское консульство. А французский консул был еще тот шпион. Вот. Привлекал нашу молодежь сюда к нему. И он должен был пойти к нему на выставку. И у него что-то случилось, что он не мог. А у него было приглашение. А я как раз была у него дома. Он говорит, хочешь пойти во французское консульство? Я говорю, ты что вообще, кто меня туда пустит, во французское консульство? Я даже что смеешься. Он говорит, я тебе сейчас дам пропуск, и ты можешь по нему пройти. Я говорю, я вообще туда не пойду, я там никого не знаю, что туда приду. Ну что я приду, что я там буду делать? Во французское консульство, ты понимаешь, что ты мне говоришь? Это же вообще черт знает что. Он говорит, иди. Там, ну, незнакомый познакомишься. Но у меня есть в характере такая черта немножко авантюрная. Я говорю, ну ладно, давай, я попробую, что получится. Я взяла у него эту бумажечку, ну, подхожу, значит, показываю там это, меня пропускают. Но я прихожу, значит, так по углам. Так, прячусь, там, я никого же не знаю, с кем никому здрасте сказать. Потом я села в уголочек там на стул. И подходит ко мне такой вот маленького роста, такой немножечко лысенький, это самое, человек, и говорит, здравствуйте. Я говорю, ну, здрасте. А что, вы здесь сидите? Я говорю, пришла, я говорю, а вы здесь первый раз? Я говорю, да. Вот пришла, говорю, осматриваюсь. А как вас зовут? Меня зовут Лена. А он говорит, вас зовут Лена? А меня зовут Филипп. Познакомились мы. Филипп. А фамилия как фамилия? Моя Филипп Легран. Все. Ну, я сижу, он со мной разговаривает, по-русски очень хорошо говорит, все в порядке. Ну вот. Ну, хотите, я, говорит, вам покажу? Вот. А я ему говорю, а вы кто такой здесь, вы кем тут работаете? Он говорит, ну, я вот это потом вам скажу. Потом. Вот он сидел у меня под белой ручкой и пошел меня показывать. Вот это, говорит, наш кинозал, вот здесь, а вот это наша библиотека, а вот это у нас вот это, потом у нас вот это. Вот. А вот это моя жена. Познакомил меня с женой и ушел. Ну, а жена тоже говорит по-русски. С большим акцентом, ну так. Потом она от меня ушла, я осталась одна опять. Думаю, что это такое, кто это такой был, я не знаю. А потом ко мне там один подходит. Я, говорит, вас здесь раньше не видела. Я говорю, я здесь раньше не была. Я говорю, а как вы сюда попали? Я говорю, вот у меня это самое... Мне Маслов. А, это вам Маслов дал? Да, ну да. Ну вот. А я ему говорю, а кто вот этот маленький? А это, говорит, генеральный консул. Я вообще онемела. Генеральный консул. Это, говорит, генеральный консул. Таким образом, я познакомилась с этой французом. И мы стали очень близкими друзьями. Я осталась его женой, и с ним, и все. Он вообще каждый день сказал, что вы каждый день должны ко мне приходить. И он стал меня снабжать книгами, которые у нас в Советском Союзе разрешали печатать. Это был Булгаков, это был Пастернак, это были Задорный. Это были все, которые у нас в Советском Союзе не... А у него эти книжки все были. И он стал мне эти книжки давать. И я их кладу в такую сумочку, и, значит, выхожу. А там у них солдат стоит. Этот солдат
когда я прихожу, он мне говорит, а что у вас в сумке? Я говорю, ничего, у меня в сумке нету. А эти книжки всегда были обернуты у меня в газетку. Вот книжка, какая книжка? Ну вот книжка, читаю книжку, разворачиваю просто. Книжка, да. Ну ладно, пропускать меня, потому что я ему не показываю название книжки. Вот. А выхожу оттуда, он всегда, выхожу, я ему не раскрываю. Он хотел, я говорю, нет, я говорю, почему должна вам показывать, что у меня в книжке? Я ему не стала показывать, да? Вот. И он меня стал снабжать потихоньку книжками, которые я никогда в руках не держала. Я стала их читать. Ну вот, и чем больше, значит, я читаю, тем больше я, так сказать, просвещалась, тем больше я просыпалась, тем больше я начала понимать, что делается вокруг нас, что делается, и как это все происходило, и как это я вот в таком оказалась кругу. В таком кругу я оказалась. Как это я в таком кругу? Так вот думаю, кто я такая вообще, как это я туда попала? Такая, да? Вот. И потом у него, значит, и это прошло, наверное, месяца 2 так вот. Но я к нему раза 2 за эти месяцы пришла. Вот. И потом у него, значит, у них был праздник, 14 июля, это у них день во Франции, да? Вот. И мне присылают пригласительную, и я иду туда. И вот в этот день он меня знакомит с генеральным консулом Америки, Томом Бьюкиненом. И вот этот круг знакомств у меня, американское консульство и французское консульство, и вот эти люди, которые посещали вот эти консульства, которые наши ребята, да, вот этот круг стал кругом моим кругом. Я туда, так сказать, естественным образом как-то вошла. И незаметно для себя сама я стала делать вещи, которые мне не позволялось бы делать. Но я даже не задумывалась, можно это делать или нельзя это делать. И таким образом у меня все больше и больше расширялся круг. Значит, что мне в результате пришлось сделать? Значит, вот когда первое у меня было то, что у меня прошла вот эта вот выставка неформальных художников. Художники, которые были отвергнуты, да? У меня приблизительно было художников, наверное, 10. У меня были все стены, в картинах все это было, да? У меня длилась выставка почти 3 недели. У меня, наверное, несколько тысяч человек побывало в моем доме. Но самое это интересное еще то, что в квартире, в которой я жила, она принадлежала, после того, как революция совершилась, Тухачевскому. Он жил в этой квартире моей. И вот эти 3 комнаты в моей квартире, это весь этот этаж, у меня где-то фотографии моего дома есть, весь этаж вот этот, да, это занимал Тухачевский. Ну, там, наверное, комнат 8 у него было. Я непосредственно занимала библиотеку, возьму такой-то было 45 квадратных метров. Одна большая комната, вторая комната у меня была 25 метров, вот. И впоследствии мне еще поставили ванну. У меня была единственная ванна в этом доме, где я жила, вот. И помещение у меня большое, и вот я устроила эту выставку. Я перезнакомилась, ко мне пришли из французского, из американского, из итальянского, из немецкого, из японского консульства. В Ленинграде же эти консульства все есть, да? И это я со всеми с ними перезнакомилась. Это у всех у них я побывала. Вот, особенно мне понравилось в японском, когда там эти гейши, эти самые, не гейши, эти прислужницы, тю-тю-тю-тю-тю-тю, своими ножками, своими ручками такие. Это такие штучки торчат, это где-то красиво. Вот. И таким образом я затянулась вот в эту вот организацию. Значит, я стала известной среди художников. Я стала известная, и мне получилось так, что поскольку помимо того, что я стала известной мимо около художников, я стала и как бы своим человеком во французском консульстве больше, чем в американском. И ко мне стали поступать различные просьбы,
я была очень не рада, что они мне звонили по телефону, они меня подвергали опасности, потому что КГБшники подъезжали к моему дому, они у меня стояли около дома своей машиной, мне это совсем не надо было, да, этого делать мне. Ну вот, но я не знаю, кто-то давал им телефоны туда-сюда, но получалось так, что двум, по крайней мере, людям я очень помогла в свое. Значит, один из них был художник, который продавал свои картины на Невском, стоял и продавал свои картинки. И к нему подошел иностранец и купил у него картину, а за этим художником наблюдали, там у него уже были какие-то там КГБшники какие-то, что-то, и они наблюдали. И он ему дал деньги не рублями, а долларами. И когда он эту картину купил, взял у него вот эти доллары, это потом, как я уж потом узнала, его арестовали, когда этот ушел, что он продает свои картины иностранцам, так и так, да. Вот его арестовали, его посадили. Дали ему 5 лет. Когда я с ним встретилась уже, он уже был выпущен из тюрьмы, но ему не разрешалось въезжаться в Ленинград. Значит, он должен был прожить еще несколько лет вне, что, как мой папа. Папа моего, когда из тюрьмы выпустили, его тоже отправили, понимаете, туда, это самое, на 5 лет. Мама туда к нему ездила. Вот. Так что его не впускали. А у него заболела дочь. И очень сильно заболела. Смертельно заболела. И его все равно не впускали. И кто-то ему дал мой телефон. И он мне позвонил. И он мне это рассказал. А я говорю, кто вам дал мой телефон? Я говорю, он мне все рассказал. Я говорю, знаете, что вы просто никуда звоните. Я совершенно ничего этого не знаю. И я вам ничем помочь не могу. Повесила я трубку. Думаю, кто же ему дал телефон. Я стала обзванивать ребята, кто дал телефон. И там один говорит, знаешь, это я ему дал. Я говорю, ты что делаешь? Ты зачем ему даешь мой телефон? Я разве могу с ним по телефону разговаривать о таких вещах, о которых он не разговаривает? Ну, короче говоря, ладно. Значит, я ему сказала, скажи ему, чтобы он мне дал письмо. Он мне дал письмо, где все описал свое так. И я это письмо отнесла месье Филиппу. Это письмо Филипповское пошло в Организацию Объединенных Наций или куда-то там, не знаю, какая-то организация есть. Там, так? И его впустили в Ленинград, ему разрешили въехать в Ленинград. Там уже оттепель была, все там был Брежнев уже тогда. И ему дали возможность въехать в Ленинград, и он остался жить в Ленинграде. И потом он стоял на коленях около моего дома. Ну, это вообще, в буквальном смысле, он так меня, я говорю, уходите отсюда, пожалуйста, не надо, понимаете, не надо этого делать, все, уходите. Вот. И второго человека я вытащила тоже, то есть я ему просто помогла уехать туда из Америки. У него были потрясающе хорошие книги, которые были напечатаны в начале 19 века, там, в 1812 году, 15 году, да. Они были в кожаной позолоченной обложке. Это полностью Москва и Петербург. Этим книгам цены вообще нету никакой. Вот. И он должен был ехать в Америку. Мы дали вызов туда. Денег у него не было. И он должен был их продать. Я пошла опять к месье. Месье продаются книги. Мы садились с ним в машину. Я с ним ехала туда. И он купил эти книги за ничто. Он спросил у него, сколько ты хочешь. Он ему сказал цену, он ему дал. И когда мы с ним ехали в машине, я говорю, знаете, месье, это нечестно. А он говорит, ну он же сам мне такую цену назначил. А я говорю, вы же знаете, сколько эти книги стоят? Да? Вот. В общем, таким образом, потихоньку, значит, я вот влезала вот в это. Потом, значит, вдруг эти ребята опять собрались делать опять выставку. И опять у меня. Мы стали эту выставку делать, следующую выставку стали делать. Они у меня уже эти картины развесили. А Катя Меркулева, я очень с ней подружила, и я ходила все время к ней в гости. А у нее мама, Ирина Мейерхольд,
ее папа Мейерхольд. А папа Меркурьев женат был на дочери Мейерхольда. А Катенька была внучка Мейерхольда. И вот я попала вот в эту семью Мейерхольдовскую, да? Вот. Но Катька была пьянчушка, она пила. У нее, не пишите это про нее, она любила выпить, но не надо, они про нее писать, понимаете. Вот. И я ходила, и были, дядя Вася я называла, Василий Меркурьев, я его дядя Вася называла. Вот. И мы с ним очень много говорили о разных вещах, и он как-то мне говорит: вы знаете, Лена, я бы хотел, чтобы ваш Юра, мой сын, написал для меня сценарий. Я еще ни разу не сыграл настоящего советского человека. А я ему говорю: дядя Вася, так а где же у нас настоящий человек-то советский? С кого писать-то? У нас писать-то не с кого. Он говорит: как? У нас ведь как трудится там на заводе, а он такой был вальяжный. Меркурий был очень такой. Он такой, вот так садился всегда вот такой вот. Он ходил вот так. А на самом деле он был такой дядька хороший просто, такой замечательный, такой нежный такой, да. Такой вот такой. Вы знаете, у нас такие люди. У нас, я говорю, я не знаю. Я Юре говорю: Юра, иди к Меркурию, он хочет, чтобы ты написал на него статью. Юра не пошел, конечно. Но я Меркурию говорю: знаете что, он еще не созревший, он еще молодой, Юра еще мой сын, ему там 19 лет, там 20 лет не надо. Да. Ну вот. Потом я ходила, бывала очень часто у Мейерхольда, у Меркурьева была часто, а я приходила к его жене, у нее больная была спина, а я занималась тогда йогой, я ей приходила, делала массажи всякие там такое. Ну вот. Вот. И потом Меркурьев умирает, что такое, и у них начинается трение с государством. Мейерхольдовское. Там уже у нас появились другие уже, там уже нету больше этого. Там Хрущева, там около Хрущева уже начались такие всякие такие дела. В общем-то, вот. И мне Катька говорит: ты знаешь, Лен, ты не приходи к нам больше, чтобы за тобой будет хвост, раз такое дело. Все, я больше к ним ходить не стал. Мы стали встречаться в таких вот делах. Да. И вот пошла, значит, вторая выставка у меня. Повесили картины. И пришел один человек и сел ко мне у меня в кресле. И он мне говорит: а кто вы такая? Он мне говорит. Я говорю: что значит, кто я такая? Вы, говорит, хозяйка этой квартиры? Я говорю: да. Почему вы разрешаете в вашей квартире делать выставку? Я говорю: потому что вы мои друзья. А вы что, художница? Нет, я не художница, я просто люблю живопись, и поэтому я им разрешила, чтобы они у меня немедленно все это снять. Я говорю: я ничего снимать не буду. Это не я вешала, я их снимать не буду. И потому, почему это я должна это снять? Это что, не разрешается? Это же, я говорю, у меня же была одна выставка. И сейчас вторая выставка. Я немедленно это снять. Тут ребята, значит, я начала обзвонить, ребята, приходите, ребята пришли. Все друг другу перезвонили, все пришли. Вот такая ситуация. Он пришел, сказал: все немедленно снять. Они не хотят. Они говорят: если вы сейчас не снимете, все картины будут уничтожены. Снять. Все снимают. Сняли. Они сняли, пошли на улицу. И Желябова есть у нас такая улица, да? Это такая аллея, с двух сторон скамейки и деревья рассажены вот так, да? Она ведет от площади до самого Невского. И вот по этой аллее они вот эти картины расставили. А я там около них кручусь. Расставили эти картины, они, значит, а эти КГБшники, они говорят: убрать. Они не убирают. Народ стал, который ходит, люди просто по улице, видят картины, они все больше и больше, все больше и больше народ. Они говорят: убрать картины. Не стали. Не убирать. Они, вы, говорит, это самое, если вот вы сейчас не уберете картины, мы сейчас эти картины уничтожим. Не убирают. Теперь я подошла, говорю: ребята, знаете, дайте мне ваши паспорта, если у вас они с собой есть. Потому что они сейчас вас могут забрать
документы все ваши. Я пошла по всем этим художникам, собрала все эти документы, паспорта, положила в свою большую сумку, повесила себе на плечи и села опять в сторонку. Думаю, что будет дальше. Вот, значит, опять пришла. Потом приехал генерал и сказал, картины убрать. Они сказали, нет, наши картины простоят вот здесь до вечера. Когда вечер, мы картины. Нет, вы уберете картины. Если вы сейчас не уберете картины, я сейчас вызову пожарную команду. Не пожарную, а эту... Да, пожарную. Эту, с насосами, да? Все, вашим картинам придет конец. Мы сейчас их всех помоем. Все. Вот, если вы послушаете меня, говорит он сейчас, и уберете картины, я пойду вам навстречу. Какую встречу? Что вы нам предлагаете? Я, говорит, вам обещаю, что я обещаю вам позволить сделать выставку ваших картин вот там-то и там-то. Обещаю вам. Но не всем из вас. Ну, ребята сказали, хотя бы, да? Так. Все, стали собирать все свои картины, все это собрали. Когда мы все, этот генерал спокойно уехал, эти пожарники не приехали, пожарники уехали, картины все убрали, все такое. Вот. И тут, значит, на завтра приходит ко мне моя знакомая и говорит, ты знаешь что, про тебя говорили по «Голосу Америки». Да, что вот, там, мисс они меня назвали, я сама не слышала, мадам или мисс, в общем, там, да, Ольшанская Елена, она устраивала у себя выставки в знак солидарности от итальянской, в Италии была выставка устроена, Биеннале, выставка Биеннале в Италии, и должна была в этот же день быть выставка в Петербурге, как бы созвучие художников, которые там выставляют и здесь, но и в Италии были некоторые русские художники, каким-то образом оказались там. И про меня, значит, вот целую там, значит, что вот в моей квартире происходит вот эти вот такая вот, такое, да. Я переполошилась немножечко. Я пошла к месье в это. А месье говорит, Лена, вы не беспокойтесь, потому что я, так сказать, приму в этом участие, мы постараемся так это сделать. Я говорю, это нехорошо, что, во-первых, про меня в газете написали, что я занялась вот такой деятельностью, что я нахожусь в связи с американским консульством, и там написано, что вот она даже не понимает, что она делает, она предает свою родину, что там это такое поведение, там вот так вот, да. Я говорю, вы знаете, что меня с работы уволят, месье. Ему говорю, месье, Филипп, меня усыл. Если дойдет до моего директора, он меня уволит с работы, я не могу на работе быть. И с детьми, если я нахожусь в таком положении. Вот. Он говорит, я поговорю с Романовым. Романов был тогда у нас этот самый главный в городе. Ну ладно. Как будто бы я так, ну, посмотрим, что будет дальше. Ну вот. Ну, меня, в общем, как-то оставили в покое, мне вроде бы ничего, но я, значит, меня Филипп консул говорит, Лена, у меня, говорит, дочка, она хочет учиться играть на гитаре. Я уже у Романова прошу год прислать ко мне педагога из музыкальной школы. Я знаю, говорит, что вы работаете в музыкальной школе, и я бы хотел, чтобы вы мне кого-нибудь посоветовали. А у меня как раз мой очень близкий друг, совершенно замечательный гитарист. Я говорю, у меня есть, я вам пришлю его. Я, значит, так. И я его, значит, позвала. Я говорю, Саша, я тебя сегодня поведу в французское консульство, значит, он хочет педагога нанять. И ты, значит, он пришел, он с ним поговорил, он его взял себе. И мы с ним вышли из консульства. И я пошла, значит, я на работу, и он на работу. Мы идем по шляпу, вдруг смотрю, направляется ко мне человек с красными погонами. Идет вроде прямо на меня. Я говорю, слушай, по-моему, он на нас идет. Он подходит к нам. Здрасте, здрасте. Он говорит, знаете что, вы откуда идете? Я говорю, из дома иду. А куда вы идете? На работу. Так откуда вы идете? Из дома я иду. Нет, вы не из дома идете. Откуда вот вы сейчас идете? А я тут думаю, что он ко мне. А мне как-то выскочило из головы, что я из консульства. Я в консульство просто зашла и вышла.
Потом я говорю, наверное, я из консульства. Да, вот, вы ходили из консульства. А что вы там делаете? И стал он меня допрашивать. И стоим мы с ним на улице. Потом он мне говорит, знаете, давайте зайдем в мою машину. У него тут же машина. Ну вот я посмотрела так на Сашку, говорю, знаешь, что, по-моему, он нас хочет куда-то отвезти. Ну, я говорю, а почему вы умеете? Нет, сначала он подошел к нам, говорит, ваши документы. А я говорю, документы, я с собой никогда документы не ношу. Он говорит, как это, вы все должны обязаны носить документы. Я говорю, я с собой документы, я говорю, в чем дело вообще? И тут он меня спросил, откуда вы идете? Вот. А я говорю, без документов. Он нас посадил в машину и стал беседовать. Вот вы вышли оттуда, почему вы ходите туда? Вы почему ходите туда? Я говорю, вы знаете что, я же учу французский язык. У меня было приглашение туда прийти в гости, как бы. Я пришла, я туда хожу очень, там, раз в месяц, говорю, и там, когда меня приглашают, я просто смотрю кино туда, хожу смотрю. Вот. А кто вот это? Я говорю, это мой друг, а он. А я говорю, вы знаете, вот и рассказываю ему ситуацию, что вот я там пошла кино смотреть, кино там смотрю, черт знает, кино там смотрю, да. А я говорю, я вот взяла своего друга с собой, а он, я говорю, музыкант, а у него дочка, говорю, хочет учиться на гитаре, вот, а он педагог музыки. Я его туда, я ему правду сказала. Он мне говорит, так вы что, будете продолжать туда ходить? Я говорю, знаете что, товарищ капитан, если это запрещается нашим правительством, то я туда ходить больше не буду. А если я могу туда ходить, тогда я, значит, буду туда ходить. Вы мне прямо скажете. Он говорит, вы знаете что, вы сможете туда ходить, только вы должны пойти в Белый дом, туда, в КГБшный дом, и взять там пропуск от нас. Мы вам дадим такую бумажку с разрешением, что вы можете ходить туда, значит. Вот. А я говорю, вы знаете, что у меня есть такая бумажка, мне месье Филипп мне дал. У меня есть французская бумажка, что я могу, я когда иду, если туда, так я показываю нашему там солдату, у меня пропуск. Он говорит, нет, вы должны от нас взять бумажку, что мы вам разрешаем ходить во французское консульство. А что я буду там делать, я говорю, для вас? Ну вот, а что вы там делаете? Вы ничего не будете делать. Вы просто будете иметь от нас бумажку, что мы вам разрешаем. Я-то поняла, что он хочет. Я ему говорю, вы знаете что? У нас уже 3 там женщины работают уборщицами. Так что, говорю, я думаю, что я на эту должность не потяну. Но они работают не уборщицами. Они, конечно, уборщицами. Ну, хорошо, говорю, я подумаю. Но я взяла у него это направление, туда к ним, но я, конечно, не пошла. А я пошла прямо к месье. И сказала ему, месье, так и так, вот меня на улице остановили, вот мне дали вот эту бумажку. И сказали вот сделать вот так. Я говорю, месье, я не пойду туда, к ним, конечно. Он говорит, я немедленно звоню сейчас к этому, к Романову, потому что он мне обещал, что всех людей, которых я приглашаю, они не будут третировать, они не будут их запугивать, чтобы они могли спокойно сюда приходить ко мне. Вот у меня что тут, книжки там, ну, зачем они ко мне приходят? Все. Он мне все время обещает, но он это не делает. Ну все. Я говорю, только, пожалуйста, не звоните в школу, потому что меня сразу уволят, если вы позволите. Я не буду звонить. Я говорю, к Романову не звоните, не упоминайте ему мою. Просто позвоните, расскажите, что вот такой случай, и как он к этому отнесется. Ну все, он, значит, я ушла, он там звонил Романову, не знаю что. Он мне сказал, Лена, можете спокойно ходить, все в порядке. И к вам, значит, больше никаких не будет этих самых. Ну вот. И потом я этого капитана встречаю около этого самого. Он ко мне подходит и говорит, ну что? Я говорю, ну что? Так вы так и не пошли. Я так и не пошла. Я говорю, товарищ капитан, вы знаете, эта работа не для меня. Я знаю, зачем вы меня отправляли в большой дом. Я говорю, я на эту работу не гожусь. У меня слишком длинный язык. Я все рассказываю, я не могу держать секреты. Так что я попаду с 2 счета. Вот, я не хочу этим заниматься, так что спасибо вам большое за предложение, и все, я от него ушла. Он говорит, вы пожалеете. Я говорю, ну, пожалею, может быть, но, по крайней мере, сейчас я
так считаю, нужно поступить. Все, все, он меня оставил в покое, этот товарищ капитан. И я от него ушла. Вот. Дальше получилась такая ситуация. Опять у меня, значит, когда уже я рассчиталась со своими художниками, уже с этими, со всеми, и у меня еще были связи не только с неформальными, а уже с нашими известными очень художниками. Потому что я дружила с художниками очень близко, скульпторы, художники. Вот. И я очень была в большой дружбе с американским консулом. И я его возила по коммунальным квартирам и показывала ему, как живут советские люди. Он этого никогда не видел и не знал. И когда я его приводила в квартиры, он просто млел. А его жена, у него жена Нэнси была смешная, мы пришли в одну квартиру, эта квартира была, она принадлежала какому-то сановнику царскому. Это целый дом его был, прямо напротив моего дома. И у него весь потолок там вообще расписанный. И одна из очень большая комната, огромная комната, из этой комнаты сделали кухню. А потолок был расписанный. А вся эта квартира была разделена на коммунальные. И получилось, что эта живопись была раздроблена. И получилось так, что 4 попы были по углам, вот так 4 задницы женщин. Они были в таком наклонном. Так вот наклон, там у них, значит, вуали какие-то, и 4 попы, и ноги. А голова была в комнате, в другой совсем. Нэнси говорит, Лена, а что это такое? Что это такая за живопись? Что это вот это? А где вы как? Она никак не могла в толк взять, что это построили так вот кухню, а вот так построили, вот так вот сделали. Вот. И я его познакомила вот с этими, уже с такими художниками, знаете, уже с известными у нас художниками. И вот этот вот друг наш, вот, Гриша, потом как-то мы пришли к нему вечером, машину свою его, он завез ее во двор, а сами мы пошли к Грише. Когда мы выходили из машины, около машины стояло 2 КГБшника. И они, значит, говорят, мы ведь видели, там флаг висит американский. Почему, говорит, вы оставляете открытую машину? Вашу машину могли угнать. А это неправда, он закрыл машину. Это они открыли машину. А потом говорит, машина моя была закрыта. Нет, говорит, ваша машина была открыта. Ее хотели угнать. Он говорит, как они могли открыть мою машину? Ну, вы знаете, что вы так больше никогда, они вроде бы так, это вы никогда так не делаете больше. И вот мы сейчас стояли, они стояли и берегли, вроде бы мы берегли вашу машину, чтобы ее не угнали. Мы сели все в машину, и Том так делает. Не разговаривать. Всю дорогу мы не разговаривали. Он только там меня, какую-то чушь он меня спросил. Потом, когда мы приехали, мы из машины вышли, он говорит, ты знаешь, что они поставили там то, что им надо. И если бы мы вот начали разговаривать, это все бы они записали, потом у нас были неприятности. Елена, извините, Вот. как вы попали в США? Это было в 79-м году, да, когда вы попали в США, приехали в США? Сейчас, подождите, что такое? Как вы попали в США? Как вы переехали в США? Как это сбылось? Куда ехали мы? Сюда, в США. В Америку. Да. Сейчас мы здесь заткнула, у меня, оказывается, немножко ухо вылезло. Теперь я не слышу. Вот. Теперь, значит, попала я сюда вот каким образом вообще. Я не хотела, у меня не было мысли такой, чтобы я уехала. Но вот у меня Юра, мой младший сын, он закончил театральное училище. Он закончил его с красным дипломом. Ему дали свободный выбор работы. И направили его Москва-Ленинград. Он в Москве
и в Москве, и в Ленинграде нигде, ни в один театр его не взяли. Только потому, что он еврей. Ему прямо это говорили, что в театре у нас уже один еврей есть, и нам больше не надо. Потому что, во-первых, вас очень трудно гримировать, как он мне сказал, потому что лицо еврейское, да? У Юры, у моего младшего сына, он очень похож на еврея. Вот. И поэтому, значит, его никуда не брали. Когда он ходил куда-нибудь устраиваться, все ему, значит, везде ему отказывали. Мне стали поступать звонки такого, значит, такого порядка, что если ваш сын немедленно не пойдет работать, да, куда-либо, то мы приедем, заберем его, и мы ему найдем работу. И он у вас будет работать. Я говорю, если вы ему найдете работу, которая ему необходима, то пожалуйста. Значит, что ему стали предлагать? Вы можете работать на любой фабрике, заводе и вести там самодеятельность. Сын мой говорит, это не по мне. Я хочу работать в театре, а не на заводе, вести самодеятельность. Значит, он уходил. Они мне срывали звонки. Если вот он за эту неделю не устроится на работу, мы придем, и мы его арестуем. Я говорю, попробуйте. Вы не придете ко мне, вы не арестуете. Это мой сын, это я за него отвечаю, и я буду за него отвечать и дальше. И это наша уже забота, куда и как ему устроиться. Он не бандит, он не хулиганит, он не ворует. Я говорю, в чем дело? Я позабочусь о том, чтобы он куда-то устроил на работу, на то, которое подходит ему. Все, и ко мне, говорю, больше не звоните и не приходите. Я говорю, Юра, ты знаешь, что ты должен уехать оттуда. Это был 78-й год. У тебя здесь ничего не светит. В 2 театра ты устроил, посмотри, что они с тобой сделали. Что они натворили, да? Как они тебя обидели, как они тебя оскорбили. Что ты будешь делать? Куда деться? Как быть? Юрка не хотел уезжать, не хотел совершенно. Вот. Тогда, значит, я стала хлопотать. Думаю, что же делать-то? Как же быть нам теперь? А у него уже был возраст, ему уже было уже под 20 подходило, да? А ему пришла повестка в армию. Я говорю, Юрка, если ты пойдешь в армию, ты уже оттуда не вернешь, тебя там прибьют. Это однозначно. Мы уже знали такие случаи. Вот мой любимый человек, мой любимый. Рома, говорю, что делать? Вот такая ситуация. Он говорит, знаешь что, подожди, я попробую что-нибудь сделать. И поскольку он в такой организации был, да, там все КГБшники там около него крутились, потому что он должен был дать им разрешение на всякие постройки, там, на гаражи, на домишки, на все такое. Это должно быть Ромина подпись, что он разрешает вот в этом месте построить там вот этот там гараж, например. И он никогда не брал взятки. Никогда. Его так и звали. Это неподкупный Рома. Неподкупный. Громко, вот такая ситуация сейчас, что делать? Вот. Мы нашли врача, психиатра, и он, значит, посмотрел Юру, и он свой был человек, он там написал, что он такой-сякой разыдок, и Юрку посадили в психушку, только не в психушку, а нервно-соматическое отделение. Это не там, где сумасшедшие, а там, у кого там вот эти приступы какие-то бывают, да, значит, его посадили туда на 2 недели. А я не знала, что его посадили в такое отделение. Я к нему прихожу туда, приношу, он мне говорит, мам, ты мне принеси бумагу и карандаш, я буду тут записывать что-нибудь. Я ему пришла на другой день, приношу, а мне говорит, мы не принимаем здесь ни карандаши, ни ручки, ничего. Мы не даем своим пациентам, нельзя им давать, потому что они больные. Вот. Я переполошилась тоже. Пошла, думаю, что ж такое, в сумасшедшем отделении сумасшедшем. На другой день, значит, я прихожу, мне говорят, вы знаете, что вы можете пройти к вашему сыну. Я прохожу туда, вижу там, говорю, Юрка, что здесь такое происходит? Говорит, мам, знаешь, мне дают таблетки здесь, а я их бросаю в мусорку, да, вот это. И там вот эта докторица работает, да, вот это. Вот, я никакие лекарства не принимаю.
И меня вот через 2 недели должны отсюда отпустить. Да? Уже неделя. Но, говорит, у меня есть один мальчик, парень один, который сидит здесь вообще ни за что. И он мне рассказывает такую историю. Значит, студенты университета, закончившие университет, справляли свое это самое. Выпивка, закуска, значит, все вот так вот, да, все. Вы еще не устали? Нет, ну мы уже скоро будем да, потому что там у меня, может быть, это вам не надо этого рассказывать, я не знаю, может быть, я это не буду. Но, в общем, короче говоря, этого мальчика, там погибла девочка, она выпрыгнула из окна, из этого, когда у них этот сабантуйчик весь был. И свалили все это на этого парня. А у парня никого нету, кроме его сестры, и его посадили в эту психушку. Потому что эта девочка была дочка секретаря горкома партии. Вот. Его сын, вернее, который это вот сделал с ней, да, который ее изнасиловал, и она из этого выбросилась из окна. И вот, и парень остался, а вот этот парень, которого посадили, он в это время вошел в комнату. И поэтому он сказал, что это не я, это он сделал. Вот. Ну, в общем, Юру я не смогла ему помочь, потому что надо были большие деньги там платить, я ему не могла. Все. Значит, Юра, теперь я его вытащила оттуда, ему приходит вторая повестка, опять в армию пойти. Вот, я тогда говорю, все, Юрка, я тебе немедленно вызываю сейчас, я пишу сейчас в Израиль, там мне знакомый, и я пришлю вызов, и ты поедешь отсюда. И я туда написала. Пока суд до дела, значит, его пришла повестка в армию опять. И я к Рома, что делать? Он говорит, подожди, сейчас мы что-то придумаем. Он пошел, купил под такой большой набор коньяка, бутылок всяких, все такое. И мы пошли к начальнику военкомата, то есть друг и Юру с собой туда. Значит, пошли мы все, я села там на скамеечке, и он, значит, Юра к нему подходит, и потом отдает ему эту коробку большую. Все понятно, значит, а он на него так смотрит, этот, говорит, слушай, да он ведь винтовку-то в руках не удержит, посмотри, какой он хилый. Ну, конечно, говорит, я ему дам год отсрочки. И дал ему год отсрочки. Все, мы вышли оттуда. И Юрка получает, да, после этого я получаю звонок в дверь. На другой день там что-то такое. Открываю, стоит КГБшник. Я говорю, он говорит, я к вам. А я говорю, что вы собираетесь мне тут делать? А мне нужен ваш сын. Я говорю, мой сын занят, он не может. Он меня хочет вот так вот оттолкнуть. Я вот так вот дверь. А там дверь 3-метровой высоты. Я же живу в здании дворца бывшего Михаила. Я вот так как ногой дверь как толкнула. И я его так толкнула, что он полетел у меня с лестницы, этот КГБшник. Он ухватился за перила, если бы он не ухватился, он бы себе башку разбил точно. Но он ухватился за перила и уже буквально съехал с этих перил, упал туда. Вот. И сказал, чтобы ноги вашей больше здесь не было. Я захлопнул дверь. Он говорит, вы за это поплатите. Я поплачусь, пришла я. Все. Больше он ко мне не звонил, больше он ко мне не приходил. И я получаю вызов на Юру, и я его немедленно отправляю в Америку. Но он не попал в Америку, а попал в Италию. И в Италии жил целый год, его не выпускали в Америку. Потом это я его из Америки вызвала, из Италии. Он уехал туда. Значит, у меня уже сын в Америке один, да? Вот. А здесь у меня КГБшники ходят по моим пятам уже. Они ходят по моим пятам, потому что ко мне все время приходят иностранцы. Ко мне постоянно ходил месье. Вот Том ко мне приходил очень редко. А месье почти каждый день ко мне приходил. И каждый раз ко мне приходил итальянец, и очень часто приходил ко мне японец. Они приходили, вот там я чай, там что-нибудь такое, разговор, и они все время около меня крутились, эти ребята. А Рома, он был уже, как сказать,
он был в опасности из-за меня. Потому что они не знали, что я его жена гражданская, как они, потому что я не пошла с ним в ЗАГС. И он им не показал им, не рассказал, что он был во мне женат. Мало того, что я, значит, это самое, так я еще и еврейка, а еще вот такая, да, еще там с диссидентами ковырялись, да. А? Рома не был евреем? Нет. Я его держала буквально на стороне, нет. Он ничего общего с этим. Он был в бешенстве. Он так был в бешенстве из-за меня. Рома, не могу ничего поделать. Рома, я ничего не могу поделать. Я не знаю, у меня сын, и я не могу его оставить. Я не могу его отдать в армию. Я не могу, его убьют там. Все, я должна его отсюда выбросить. Все, ты же... Ну, он все понимал. Он говорит, ну что делать? Я не смогу с тобой поехать. Я говорю, ну, может быть, я поеду, ты потом приедешь как-нибудь, что-нибудь придумаем. Но что делать-то? Расстаться нам надо, мы не можем не расстаться. Не можем не расстаться. Вот. И поэтому вот получилось так, что если бы он взял расчет, он бы сразу полетел отдыхать до конца своих дней. Я просто не могла это позволить. Я сказала, нет, ты не хватит, я уеду, нет. Может быть, придет такое время, когда ты сможешь ко мне приехать, или я смогу приехать сюда. Но сейчас ты не поедешь со мной никуда. Ты останешься здесь, и ты женишься, чтобы ты женился. Тебе нужны дети. У нас должны были дети, но мы все это откладывали. Потом, вот, а потом уже суп с котом. А теперь мне надо уезжать. Все. Ну вот, и поэтому я уехала. А он остался. А Вова? Когда Вова поехал? А Вова приехал ко мне через 10 лет. Вова приехал в 89-м ко мне. Я уже была в Америке здесь, когда Вова приехал. А вот, Юра вот поехал раньше, я его отправила. Вот. А я еще там возилась со всякими делами в Америке. Ой, в России у нас. Вот. А потом я заметила, что они за мной ходят. И мне не понравилось. Вечером я шла домой, и один за мной пошел. И он сделал вид, что он на меня нападает. Вот он у меня вырвал сумку, в сумке у меня ничего не было. И я от него удрала на лестницу. Потом я покричала Юру, мы спустились. Он мою сумку потом выбросил во дворе, я оставил, выбросил. И сам ушел. Но я поняла, что такое. Они меня все время провоцировали. И они в конце концов где-нибудь меня, в общем, застукали. И я бы там, не знаю, где бы я сейчас была. Я бы сейчас в Америке точно не была. Вот, поэтому мне нужно было тоже оттуда уезжать. Я должна была уехать из России, во что бы то ни стало. Вот. А когда я приехала в Америку сюда, то здесь они меня поймали здесь, КГБшники. И они мне, потому что я помогла из Америки выехать еще одному человеку. Я помогла. Это был Никита Валерьянович. Я вот о нем вот в этой книге пишу. Я с ним познакомилась еще в Ленинграде. А познакомилась я с ним таким образом. Американцы привезли нам в Ленинград тутанхамоновскую маску золотую в Эрмитаже. И попасть сюда было совершенно невозможно. Вот. И я пошла тогда к директору Эрмитажа и попросила его сделать мне одолжение и дать нашей музыкальной школе вот несколько билетов, чтобы мы могли попасть в Эрмитаж. Вот. И там я встретилась с Никитой Валерьяновичем у него в кабинете. И мы с ним разговорились. И он мне тогда, вот он мне сказал, что он из Америки, и все такое, мы познакомились. Ну вот, и потом по дороге он мне рассказал, чем он болеет. И в то время я занималась йогой, я очень много чего, так сказать, знала уже. Я ему посоветовала кое-что, как избавиться от своих камешков в своей печени. Вот. И когда он избавился, он мне позвонил домой, так меня благодарил, что я ему такое лекарство простое дала, что он избавил от своих болей. Вот так я с ним познакомилась там. И когда я была в Америке, я встретилась с ним здесь, случайно. Вот.
И когда он меня увидел, он стал моим гидом здесь. Я же английский не знала вообще совершенно. И он здесь со мной, я с ним здесь ходила, ходила на «Голос Америки», я с ним ходила, и я с ним продолжала здесь делать кое-какие вещи, которые, так сказать, здесь у нас такой был один человек, которого такая была ситуация. Видите, у меня это столько много рассказывать нужно еще. Вся моя деятельность моя, она потом перенеслась сюда, в Америку. И в Америке очень долгое время вот такая же у меня была ситуация. Здесь в Америке посадили в тюрьму человека, который в Ленинграде вот был одним из руководителей «Отпусти народ мой». Да? Вот. И он попадает в тюрьму. А он был учеником Сахарова, у нас такой был. Ученый Сахаров был, который атомную бомбу нашу делал, да? Так вот, этот вот Сахаров учился у его отца. Отец преподавал физику в университете, когда вот этот вот. А потом Сахаров стал диссидентом у нас в России, и Лёшка был его студентом в университете. Таким образом, вот этот вот такой вот круг такой оказался. Потом, когда Леша выезжал из Америки, отец его уехал в Израиль с мамой, а он решил ехать в Америку. Он не хотел ехать в Израиль, он хотел в Америку. Вот так. А в Америке, значит, когда он был здесь, вот он здесь, он там искал себе работу, он хотел быть моряком всю свою жизнь, у него это не получилось. И вот в Америке вдруг он решил, что он может стать моряком. Короче, вот он и стал моряком, что в тюрьму попал. И получилось так, что пока он здесь был, значит, у него были какие-то деньги там, у него такой был контингент грузчиков, там ниже, чем академик, не было никого. Там были академики, там были педагоги, преподаватели университета, все. Это были все его грузчики. А он начал работать, перевозить людей с квартиры на квартиру, пока собирать деньги, пока люди здесь язык учили, пока чего, работать надо. Вот он и собрал, и сделал вот такую организацию, вот это грузчиков. Вот. И случилось так, что в Ленинграде такой был Валерий некий, а папа у него был КГБшник, у этого Валера. А этот Валер служил на корабле дальнего плавания по торговое судно. И он там был какой-то там шишка, я не знаю, как это тогда был, я не знаю, что он там, каким он там занимался, но стал он заниматься наркотиками, прежде всего. И стал в Россию возить наркотики. И кто-то из ребят, на этом корабле, он его там продал в России, рассказал. А отец у него был КГБшник, у этого Валеры. И когда отец его узнал, что он возит туда-сюда наркотики, да, он его с этого корабля снял, торгового, и определил его на военный корабль. И он стал работать на военном корабле, служить этот самый Валерий, вот, но не бросил свою эту торговлю наркотиками. И однажды этот, который там сидит на радио, он ему говорит: ты знаешь, что, говорит, о тебе подошли слухи, что ты возишь наркотики. И сказали, что когда ты приедешь в Питер, чтобы тебя сняли с корабля и арестовали. Все. Он не мог вернуться в Россию. И что он сделал? Ночью они шли, куда-то там отшли, он прыгнул с корабля в океан и поплыл. Его хватились только утром, что его нету. А он плыл, и он заплыл на какой-то остров. Не утонул, а заплыл, у него, он были эти самые, одевают, да? Не утонул. На какой-то остров, и с этого острова он нашел какую-то связь и сообщили сюда, в Нью-Йорк, да, что вот такой-то, такой-то моряк выплыл, да, и сделали большой фарс из этого, что вот моряк выпустил из моря, что он в океане, что он там 2 суток, вот он действительно 2 суток провел в океане, и за ним послали самолет на этот остров. Его забрали, привезли сюда. И здесь он нашел свою братью.
Вот. Алешка, мечтавший быть все время моряком, его познакомили их. И он ему сказал: ну, что ты, давай, я тебе помогу, я такой сякой, да. Все. Ну, Лешка, купили они какой-то сломанный корабль, назвали его Баба-Яга, и там они этот корабль починили что-то немножечко, и этот корабль опять сломался, и вот Лешка дал ему этому деньги, там $3000, тогда это были большие доли, чтобы он починил этот корабль, а он эти деньги пропил, и деньги, корабль он ему не починил, и, в общем, они разругались, и он сказал, Валерий, что этого жида я должен убить, Лешку. Этого жида я должен убить. Вот. И так случилось, что у них оказалась одна общая знакомая девушка. И как раз в этот день Леша пришел к этой девушке, он устроил ее брата там в ресторан, а брат стал ее воровать там, ну, в общем, что с ним. Короче говоря, он пришел к этой девушке, и в это же время приходит этот Валерий и видит там Лешу. А Леша, он ходил в клуб оружейный, ну, там есть такой клуб, где они учатся стрелять там, да, у него был такой маленький вот пистолетик такой был, на барабане который, да. Он его всегда тащил с собой, он был бизнесменом, что он занимался там, разводил. И ему этим людям разрешают носить пистолет. И он у него был в кармане. И вот этот Валерий, значит, пришел, звонит к этой самой, ее тоже Лена звали, я приду, сейчас этого жида, я его сейчас убью. И он пришел, он был выпивший. И он встретил Лешку, и они там подрались на площадке. И он увидел Лешке этот пистолет, он захотел этот пистолет у него забрать. Алешка держал пистолет у себя в руке и сказал: уйди, дай мне уйти. Дай мне уйти. Не надо мне твоих денег, дай мне. А нет, ты никуда не уйдешь. И они стали драться, и Лешка держал в руке этот пистолет, а там барабан. Там нажимаешь, и все, пули должны все выскочить. И его пули не в него стреляли, они стреляли вокруг. По барабану, и 3 пули попали прямо в этого Валеру. Он его убил. И что он сделал, Лешка? Он пошел к этой Лене, позвонил по телефону в полицию и сказал: я убил человека. И за ним пришли, и его арестовали. Его арестовали, и его посадили в тюрьму. Дали ему 15 лет. Вот. Я к нему ездила в тюрьму 2 раза. Один раз, когда он был здесь, а второй раз, когда его куда-то вообще угнали. Да, куда всех таких вот убийц всяких, вот тут такая есть тюрьма такая. Туда его отправили. Вот. А потом больше я не могла к нему ездить. И тогда я связалась с Питером, да, и я рассказала историю. У него умерла мать. Отец у него, как узнал, кого посадили в тюрьму, он получил сразу разрыв сердца, он умер на месте. А потом его мать приехала сюда, когда был суд. И когда его присудили, его мать встала и сказала: если мой сын его убил, то он был достоин этого, чтобы его убили, вот того, да? Потому что Лешка просидел в тюрьме в России, и его специально кололи такими уколами, чтобы сбить ему, чтобы его сделать больным вот этим вот, это самое высокое давление начинает подниматься, да, вот это вот, и вот диабет начинает развиваться, то есть они его сделали больным. Они ему все время всаживали вот эти уколы. Они ему выбили все зубы во рту. Когда он вышел из тюрьмы, это вообще был другой человек совершенно. Вот, когда из русской семьи. И он ходил с плакатом «Отпусти народ мой». Он был один из ведущих вот этих вот. Ну вот. Так что когда он вот был здесь вот в Америке, вот здесь, и вот этот вот с этим Валерой, вот его посадили, приехала сюда в Америку жена этого нашего Сахарова, которого тоже выслали из Москвы в Горький. Его туда выслали, как бы на такой вот, да? А он был ученый с мировым именем. Это атомщик. Вот этот самый. И вот она приехала сюда, она еврейка, жена его. Она приехала сюда, и вот она пошла здесь, в Сейм она пошла туда-сюда, она кругом ходила, значит, чтобы
его выпустили из тюрьмы. Вот. И его, да, он все-таки 8 лет просидел. Его выпустили, Лешу. Но он вышел совершенно больной. Совершенно больной. Он умер. Елена, мы уже будем заканчивать, но я хотела у вас спросить последний вопрос. Просто хотела спросить, какие у вас, что вы можете сказать будущим поколениям, будущим историкам, студентам, с вашей стороны, выжив всю эту историю и так далее. Вы знаете что? Я вам еще не рассказала историю о моем сыне Юре. Когда Юра приехал в Италию, его не выпустили в Америку. Почему? Потому что мои дети, знаете, долго, я очень коротко расскажу. Дело в том, что когда у нас весь переворот этот весь произошел со Сталиным, все такое, там уже Хрущев и Брежнев, там все такое, люди бросились в религию и стали принимать христианство. И вот вся эта молодежь ринулась в это христианство. И мои дети в том числе. Евреи, русские, какие там еще были, они все стали христианами. Да? И когда мой сын ехал в Америку, и он пришел в здание, где ему должны были дать визу в Америку, там был вот начальник этого отдела, был Виланова некий, и это был ортодоксальный еврей. И когда он прочитал Юрину биографию, где он написал, что он принял православие, он написал ему на документе, политически не был надежным. И его не выпускали в Америку. Когда я приехала в Италию, и мне нужно было тоже идти к этому Вилановой. Мне сказали, только не попадай к нему, чтобы твоя фамилия Ольшанская там не светилась, потому что он посмотрит, что Юра, он на тебя не пропустит в Америку. Он американский, это самое, да? Вот. И, к счастью, я не попала к Вилановой, я попала к другому человеку, и я приехала в Америку. Когда я приехала в Америку, я должна была вытащить Юру. Я начала ходить. И мне начали палкой в колеса класть. Я пришла в одну из организаций. Там был немец, начальник этой организации. И когда я к нему пришла и назвала свою фамилию, он подскочил ко мне, вот так меня обнял, вот так меня прижал, вот так меня расцеловал, а я вообще ничего не понимаю, что случилось. Я вообще его первый раз в жизни вижу. Понимаете? И он мне говорит, как хорошо, что вы приехали. Мы теперь вашего сына вытащим из Италии. Я вам упустила очень важную вещь там. Про Бьюкенена. Когда у меня была выставка художников, да, ко мне на выставку пришел один армянин, пришел. И вы это можете вставить, между прочим, туда, пометьте себе. Пришел ко мне один армянин. И, посмотрел, все прекрасно, все познакомились, да, вот, потом он опять ко мне пришел, потом опять что-то там они с Бьюкененом встретились, как-то у меня дома. И он пригласил нас в гости, этот армянин, чтобы Бьюкенен к нему, чтобы пришел к нему Том. Он все ему Том отказывался. Он говорит, вы знаете, вы приходите, у меня такой, я, говорит, собираю иконы, начиная там с 13 века. А Бьюкенен тоже интересовался этим. Наконец он нас уговорил. И мы пошли. Я, его жена, мой приятель один, и 4 мы пошли к нему в гости. Когда мы пришли к нему в гости, мы там у него посидели, все, потом мы стали уходить. Там у него действительно коллекция была сногсшибательная. Он взял икону одну и принес Бьюкенену и говорит, я хочу вам ее подарить. А Том говорит, я не могу у вас ее взять. Он говорит, это моя личная икона, я хочу просто вам ее. Он буквально ее навязал Бьюкенену. Он буквально всунул ее в руки к ней. Он говорит, хорошо, я ее возьму. Он взял эту икону у него.
когда я уезжала в Америку, да, я устроила сабантуйчик, ко мне пришли все мои поклонники со всех консульств. Вот, и вдруг смотрю, этот армяшка ко мне заходит тоже. И он ко мне пришел меня проводить. А должен был прийти Бьюканен тоже, Том. Я думаю, что же Тома нету? И я спрашиваю, а куда Бьюканен делся? И там, он говорит, слушай, он звонил, что он должен вроде бы. Потом он говорит, и вдруг у меня телефонный звонок дома, раздается, я подхожу, это Том. Он говорит, Лена, это я. Я говорю, Том, почему вы не у меня? Он говорит, я не могу к тебе прийти. Пожалуйста, спустись ко мне. Я пришла, что случилось? Он говорит, возьми вот эту икону и отдай вот этому самому, да? Оказывается, вот этот самый наш армяшка, как его звали, я уже забыла, был подослан КГБшником, да? И это они его просили навязать ему вот эту икону, чтобы потом, когда Бьюканен будет выезжать, эту икону у него обнаружить, понимаете, и сделать большой скандал, что американцы скупают здесь народное искусство, что, ну, в общем, знаешь, вот это вот, да, вот. И Том об этом вот знал, когда он мне отдал эту икону, говорит, отдай это ему. И когда я пришла к нему, и я ему стала отдавать эту икону, а он мне говорит, а зачем ты мне ее отдаешь? Я говорю, это мне Бьюканен, Том мне отдал ее. Он не хочет эту икону, он передумал ее брать. Ну как же так? Ты поди ему отдай. Он меня стал уговаривать, чтобы я вернула ему эту икону. Я говорю, я не могу это сделать. Он мне сказал, что он эту икону не возьмет, чтобы я тебе ее отдала. Пожалуйста, ее забери. А я еще вот этого всего не знала. Я это в Америке узнала только, что это был подосланный. Это я здесь уже узнала, когда я встретилась здесь с Бьюканеном. Я встретилась, да? Вот. Все, я ему отдала. Вот он вот такую вот сделал, вот такую вот вещь тогда, да? Вот. И я узнала об этом здесь. Вот когда я уже была. Вот. И здесь, когда я пошла, когда пошла к этому Виланове, и когда он отказал, я должна была туда, значит, он мне сказал, знаете что, вот я не могу это сделать, вот у него вот так написано, и все такое, вот, я говорю, знаете, что говорю? Я вот сейчас выйду, сяду вот на этой ступеньке у вас и объявлю голодовку. Вы не имеете права ему отказать приехать сюда, потому что у вас существует закон по объединению семейств. А он, мой сын, он должен объединиться со мной. Он не может жить в Италии, я в Америке. Он переполошился, что я ему сказала, что я в голодовку объявлю. Ой, пожалуйста, только не делайте, да. Вы знаете, что... Ладно, давайте мы так сделаем. Я позвоню в Ленинград, в консульство, и я спрошу у них там, я с ним поговорю. А кому вы там будете звонить? Он говорит, я позвоню, там у нас, говорит, есть у нас генеральный консул Бьюканен, Том Бьюканен. Это вы ему будете звонить, да? Передайте ему от меня большой-большой привет. Вы знаете, это мой очень-очень хороший друг. Он так тогда уставился. Я вас не понимаю, вы что, вы меня не понимаете? Мы очень большие друзья с Бьюканеном, он меня очень хорошо знает, он знает всю мою семью, знает меня. Да! Это же замечательно, тогда я ему сейчас позвоню, вот завтра, сегодня, и вы придете ко мне, и мы разрешим этот вопрос. Я ушла. Он позвонил Бьюканену, он позвонил Тому. Том ему, конечно, дал накачку, а мне он сказал, уходите отсюда, чтобы вас он на скамейках, на ступеньке вас не видел. Я говорю, имейте в виду, я сяду здесь, если вы это не сделаете. А мне нужно было пойти к сенатору Полу. Я пошла к сенатору Полу, показала ему. А сенатор Пол мне говорит, я знаю Виланову очень хорошо, он очень-очень такой упорный человек, но я вот тоже очень настойчивый. Так что я вам обещаю, что ваш сын будет в Америке. Идите спокойненько, поезжайте в Нью-Йорк. Вот так вот, да? Вот. И так и случилось. Тот позвонил в Ленинград, сказал, что я вполне надежная, а этот самый сенатор Пол позвонил Виланове, и Виланова немедленно отправил Юру в Америку. И мне сказал этот самый сенатор Пол, ваш сын будет 10 мая, встречайте его на Кеннеди.
И мой Юра приехал сюда, в Америку. Вот так вот я Юру вытащила оттуда. Вот. А здесь, в Америке, вот, они вот, когда они за мной ходили, они мне позвонили, КГБшники, и сказали, если вы не прекратите вашу деятельность, вы об этом пожалеете. Мы знаем, что ходите вы на уроки английского языка, и наш человек ходит за вами. А я сразу взяла и позвонила в Вашингтон. И я позвонила сразу Никите Вильяновичу, а тот позвонил сразу в «Голос Америки». И потом они мне перезвонили и сказали, не беспокойтесь, за вами будет ходить наш человек. Они мне дали человека, который ходил за мной, когда тот мне сказал такую вещь, да, и, так сказать, они говорят, они ничего с вами не сделают. То есть они меня... И, так сказать, я уже ушла от этого. Уже я была спокойна, что уже со мной уже ничего не случится здесь. Вот. Но я еще так продолжала всю свою деятельность, вот это вот, до какого-то времени, вот, пока меня не устроили на работу в Лорд Тейлор. Я устроилась туда, Америка. Ну, я думаю, что этого я не должна вам рассказывать, чем я занималась в Америке. Да, это не обязательно. Это не обязательно. Вот. По первому разу, значит, меня отправили на работу, и я, значит, пришла к ней, она мне говорит, вы знаете, я вам очень хорошую работу нашла. Это просто я вам сейчас для смешного говорю. Я говорю, какую же вы работу мне ее нашли? Это пока я была в Вашингтоне, там хлопотала за Юру, мне, значит, она искала. Я, говорит, вам нашла работу в Ladies Room. О, я говорю, знаете, как хорошо. А я решила, что Ladies Room это парикмахерская. А что я, говорю, там буду делать? Там, я думала, там я был в парикмахерской, буду там что-то такое. Она говорит, а вы, там, говорит, вам делать нечего, вы будете целый день сидеть на воздухе, да, вот. И только иногда заходите и смотреть, какой там, как порядок какой. Я говорю, на воздухе? А что, разве парикмахерская у них на воздухе у вас здесь в Америке? Она говорит, это не парикмахерская. Я говорю, а что это? А это, говорит, Ladies Room. А что это? Это уборная. Так вы меня посылаете в уборную работать? Я говорю, вы посмотрите на меня, что я подхожу. Как вы думаете, это мне будет прилично? Она так на меня серьезно смотрела. Да, знаете, вы правы, вы не подходите для этой работы. Я вам что-нибудь другое дам. И она меня послала в Лорд Тейлор, и я там работала уборщицей. 2 года я работала уборщицей. Ну, я ходила, какой уборщицей? Я посуду там хрустальную эту вымывала, ставила в шкафы, там столы, вот это вот. Ну, то есть вот это не уборщица там в туалетах или что-то, а вот такой вот работа. А потом я уже закончила свои бухгалтерские курсы, и меня уже отправили в это самое. Я уже работала в отделе Bill and Order Department. Уже меня повысили в моей должности. От уборщицы я уже... Вот. И проработала я в Лорде Тейлоре 15 лет. 15 лет я проработала. Там это был как родной дом мне. Но много чего было там. Тоже я уже об этом рассказывать не буду вам. Потому что у меня есть... Меня, во-первых, 10 раз грабили. Это можете уже не писать. Меня избили пару раз очень хорошо. Меня избили очень хорошо. В лифте. Там были 4 черных ребят. Вот. И они у меня искали деньги. Это когда я только приехала в Америку в 1979 году. Я жила в Квинсе. Там история Квинс. Вот. И вот я в лифте. И вот эти 4 ребят, значит, они полезли ко мне в трусики. Я думала, они меня собираются насиловать. А оказывается, что было, оказывается, наши русские женщины, они на трусиках пришивали карманы. И когда они шли в магазин, они всегда одевали широкие юбки, чтобы можно было туда залезть в карман, потому что грабили ребята чернокожие очень часто. И они уже нашли, что там... Так они... А у меня не было юбки, у меня было платье. Они платье мое задрали, полезли ко мне, просто ко мне в штаны. И щупали там меня кругом и не нащупали кармана. И когда они кармана не нащупали, они очень рассердились на меня и решили меня побить. Они меня так побили, что я из лифта вылезла на карачках, вот так поползла.
Так они меня избили. У меня вообще вот такое лицо было, все избито, все в синяках у меня было. Вот. Но у меня был сосед 2-метрового роста, черный парень, который сначала меня доводил до слез, я уходила на улицу и плакала. Я не могла находиться в комнате ни одной минуты. Он не работал и целых 24 часа играл музыку. Причем на таком уровне, что глухой услышит. Я не спала вообще ночи. Это был тихий ужас вообще, несколько месяцев. Вот. Вот. А потом у меня был день рождения, а со мной на одном коридоре был бывший директор Ленинградского ТЮЗа. Бывший директор. И вот мы с ним встретились на этом коридоре. Он хорошо знал английский язык. Вот он потом пошел до того, как меня избили, значит, он пошел к этому, и он сказал: ты знаешь, вот у тебя то-то, то-то, такая-то вот живет. И, ну, в общем, так сделал, что тот пришел ко мне в комнату, включил свою музыку, послушал, ушел, убавил. Пришел, ушел. И так он ее убавил, что он даже сам уже ее не слышал. Вот так он убавил ее. И он стал моим другом. Но когда меня избили, и он пришел, меня увидел, он рычал. Он мне сказал: ты немедленно сейчас мне скажешь, кто это сделал, я пойду убью его. Я его пойду убью. А я тогда негров, я их не могла различить. Они для меня были все на одно лицо. Я не могла. Я говорю: я его не узнаю, я не знаю, кто это сделал. Я пойду узнаю, я его убью. И вы знаете, что он меня, сколько я прожила там, каждое утро он меня около дверей встречал, провожал меня на автобус, чтобы я ехала по своим там. И вечером во дворе сидел, меня встречал и приводил меня в комнату. Купил мне глазок вот этот, чтобы я смотрел. Ты дверь никому не открывай, пока ты не посмотришь. Он меня на руках прям носил, этот дубин, этот здоровый, который заставил меня рыдать целых 4 месяца. Вот такой парень оказался. Хорошо, да. Елена, давайте наш последний вопрос. Это да. Просто, что вы можете сказать будущим поколениям, которые увидят ваше интервью? Как что-то, может быть, что-то, что вы выучили из вашей жизни, что-то, что вам жизнь показала, все, что вы прошли в Ленинграде, как диссидентка и так далее. Какой-нибудь, не знаю, какие-нибудь последние слова. Вы знаете что? Это настолько разное, это настолько несовместимое, что даже невозможно, мне невозможно даже сказать, это просто это невозможно выразить словами, потому что это настолько расходится с понятиями, человеческими понятиями, человеческими взаимоотношениями, человеческим, все, что дано человеку, то, чего, это не было ничего у нас в России, этого не было. Когда я в Америку приехала, и впервые я все вот это вот увидела, как здесь люди живут, что здесь люди имеют свои все отдельные квартиры, что в каждой квартире имеется туалет, унитаз, в каждой квартире имеются все вот эти вот удобства, ванна. Что это для меня была для меня шахерезадовские сказки. У меня не было возможности, у меня не было слов это как-то соединить с Россией. Как я могу соединить, если я шла в туалет в Россию, несла кусок газеты, да, газеты, потому что у нас не было никогда никакой газеты у нас не было в газете, в нашем туалете. Если мы мылись в одной и той же раковине, где мы мыли посуду, и где мы мыли наши фрукты и овощи, в этой же самой раковине, плевали туда. Как я могу это сравнивать? У меня нету таких слов, чтобы сказать-то, что вот вы знаете, вот у нас так, а вот у вас так. Я только одно могу сказать, что какая наша была страна, как она родилась после 17-го года,
что наша страна с момента 1917 года стала рабской страной. Мы жили в России, в рабы, мы все были рабы до сегодняшнего дня. Люди, которые живут в России, они рабы. Мы никогда не имели своего собственного мнения ни о чем. У нас не было мнения. У нас мнение давал нам товарищ Сталин. Или там другой. Они нам давали, они командовали нашей жизнью. Что нам делать, как нам жить. Понимаете? Я не могу уравнять Америку, это настолько противоположно, это настолько, что я не знаю, как сказать, что 5000 лет назад сравнить с сегодняшним днем. Потому что это невозможно, у нас нет возможности сравнивать какие-то детали. У нас не было человеческого отношения, у нас было только отношение друг к другу бесчеловеческое. Если ты моя соседка, и я слушаю, как тебя мать, там, твой муж тебя лупит во всю Ивановскую, да? Так вместо того, чтобы пойти помочь себе, я пойду скажу, вот она такая шлюха, вот так вот ей и надо, вот видишь, какой там-то, да? Или муж с женой поссорились, и вместо того, чтобы их соединить, я иду в райком партии и жалуюсь на своего мужа, что муж мой вот такой сякой разэдакий. Потому что я сама никакого решения никогда не могла принять. Я не могла пойти сказать, я с тобой развожусь, уходи из моего дома. Я не хочу больше с тобой жить. Я такое не могу сказать. Потому что мой муж пойдет в райком, в горком или там, где там у нас партийцы сидит. Вот такая у меня жена. Он меня, эту жену, вызывает, ах ты сволочь такая, там, извини меня, на «Б», да? Шлюха такая-сякая, у тебя такой, понимаешь, вот муж какой, все. Все, он меня посылает назад, а тот меня лупит еще, потому что я пошла пожаловалась на него. С кем я могу сравнивать? У меня нет в Америке, мы не можем сравнивать. Я могу сравнивать Америку с Англией, или с Литвой, или с Латвией, даже с этими странами. Да? Я даже в этом случае не могу сравнить ничего. Ничего, потому что наша страна – это страна несравненная. Это страна рабов. Страна, которая никогда люди, которые не имели своего собственного мнения. Они не могли высказывать. Это были не люди. И то, что сейчас в Америке сравнять, я не могу. Даже то, что сейчас делается в Америке, я уже понимаю и вижу, и я это не оправдываю. И у меня душа болит, что сейчас Америка катится в яму. Просто катится, что у нас творится, с этим бандитизмом, с этим то, что творится. И даже сейчас, вот в этом состоянии Америка стоит на огромнейшей высоте по сравнению с Россией. Их нельзя, это несравнимо. Нет слов таких. Я не могу сказать, что у нас было в России хорошо. Вот для нас, то, что я там жила, было все для меня хорошо. Потому что Новый год, я ходила в Дом культуры, мне там давали подарочек какой-то, конфетки мне какие-то давали. То есть мою жизнь услаждали так, чтобы в моем мозгу не было никаких сравнений. Чтобы я не думала, а вот то и было, а вот мне не дали. А вот это такое платье, вот я тебе такое платье купить не могу. У меня таких мыслей не должно в голове возникать. Знаете, у меня нету возможности сравнивать, понимаете, потому что я могу только сказать одно, что Америка – это моя вторая родина, что вот в Америке я проснулась окончательно, что вот издалека я вижу свою страну. Уже в России я пробуждалась, уже в России я примкнула к тем немногим людям, которые поняли, которые нашли в себе мужество открыть рот и восстать против того строя, который нам предложили советская власть в 1917 году. В России даже до 1917 года, до того, как это была нищенская страна, но эта страна стала возрастать. Ее просто сломили и вернули ее, обратно вернули туда, откуда она уже до сих пор не может выйти. У нас нету сейчас страны такой. Нету. Понимаете? Поэтому Америка для меня – это моя вторая родина. Все, что вижу здесь я, все, что здесь даже сейчас происходит,
это еще все равно нельзя сравнить с тем, что происходит в нашей стране. Даже сейчас. Вот в такой вот, что я приехала сюда, в Америку, Рейгана. Это было, можно сказать, золотое время, вот эти 8 лет рейганские. А после него все пошло вниз, и вниз с этим Клинтоном, с этим Бушем, с этим Байденом. Это же уже не правители, это уже ничто. И то они стараются, и то их слушают, и то они из себя представляют что-то. И я могу сказать: Байден, знаешь, ты сволочь. Я могу ему сказать это в лицо, он меня в тюрьму не посадит. А я не могу сказать, подойти к Путину: ты сволочь, потому что меня на месте тоже расстреляют. Это разные вещи совершенно, это несравнимые вещи. Поэтому об Америке я только могу сказать, я только желаю ей восстановиться, стать тем, чем она была, даже в своем начале, даже тогда, когда она только открылась. Даже когда тут был этот бандитизм, это драки, это то, что тут... Потому что сюда ехали... Кто сюда ехал? Оборванцы сюда ехали. Миллионеры, миллиардеры сюда не ехали. Миллиардеры всегда едут в страны, где они могут еще больше себе позволить чего-то. А всегда в такие страны едут те, кто... Сначала это шпана, это едут те, которые могут драться, которые могут добиваться, которые вот могут вот такие люди. И вот из этих людей родилось американское правительство изначально в 1776 году. Это они такую сделали Америку, это они такую конституцию написали, это они этот народ вот такой сделали. А то, что он потом пошел опять, это уже сами уже теперешние правительства наши, они пошли по другой дорожке. Но все равно еще есть надежда на то, что Америка выползет из этого состояния, в котором она сейчас находится. Это очень жаль. Этому радоваться не надо. И мы этому не радуемся. И особенно вот мы те не мигранты, а эмигранты, которые вынуждены были покинуть свои родины, которые пришли сюда. Не сейчас. Сейчас сюда люди едут только, чтобы деньги заработать здесь. Из всех стран мира. Из всех. Есть кого-то в Америке, все страны, все национальности мира. Они едут сюда зачем? Заработать. Они в основном, вот они-то все эту Америку, они ее и погубили. Вот эти, которые мигранты, которые сейчас к нам едут отовсюду. К нам же не едут богатые люди сюда. К нам едут бедняки. И где они? На улицах у нас. На улицах, и спят в шалашах. Это же ужасно. Мне их очень жалко, с одной стороны. А с другой стороны, какого черта вы у себя на родине не стараетесь сделать что-то хорошее для себя? Куда вы лезете? Вот сейчас они такую пертурбацию делают. Я не знаю, к чему они в конце концов здесь придут. Понимаете? Это все разное. Это разные вещи. Это исходит из разных источников, от разного сознания. Вот. И культуры. Россия была довольно, несмотря на свое рабство, там, что были крестьяне, эти все крестьяне, все были, так сказать, как рабы там, да, были. Но та интеллигенция, которая была в России, те поэты, писатели, художники, смотрите, сколько Россия чего хорошего дала. А что хорошего Россия дала после революции? Расстрелы, тюрьмы, ГУЛАГи, Сибирь, миллионы людей погибших. Нет, просто ни за что не прошло, только потому что Сталин хотел кровавой. Они хотели сделать империю, они хотели подчинить весь мир себе. Вот это что происходило и что происходит и сейчас. Что Путин сейчас делает? Что Путину плохо жилось? Чего ему надо? Зачем он полез в Украину? Мала ему территория. Россия самая большая страна на нашей планете. От востока на запад. Нет больше территории, чем у России. Нету. Куда ты полезла в эту маленькую Украину? Тебе нужен кусок земли? Тебе нужно там его железо? Ты посмотри, что в Сибири делается. Ты все можешь там себе найти. Но амбиции людей, разум, уже вот их воспитание, вот то, что они сейчас получают вот за эти 70, сколько, 17-го года по 2000, сколько лет прошло? 17-го? Ну, 100 лет с лишним должно быть. Да, 170. Ну, да, 110, 115. Всего-то.
Прошло. Ну, и в результате что мы сейчас видим? Мы видим, что какой мы видим, какой результат всего этого, к чему пришли. К чему мы пришли, к какому Путину мы пришли, каким мы правителям, а в Турции какой сидит, а на Востоке какие правители сидят. Человечество просто сейчас уходит в никуда. У нас не на что, у нас нету примера. У нас нет сейчас такого. Знаете, где пример? В Сингапуре. Вы знаете, да, об этом городе? Это город, где нету никаких преступлений. Там тюрьмы нету. Они просто сразу наказывают человека палками. И больше он этого не делает. Человеку ему нужна палка. А все остальное ничего не годится. Понимаете? Потому что нет, ему не к чему приткнуться. У него нету на кого опереться, нету кого посмотреть. Вот я бы хотел быть таким, вот я бы хотел. Нету. Потому что у нас коррупция кругом, все такое. Вот. Поэтому сейчас очень трудно сравнить, скажем, Америку с Россией. Вообще, с Россией сейчас ни одну страну нельзя сравнить. Даже самую поганую. В самой поганой стране человек все равно свободный. В самой поганой стране. Он может говорить, что он хочет, и делать, что хочет. Но его посадят в тюрьму, но его побьют за то, что он сделал. Но все равно он свободный. Это его выбор, таким стать. Он хочет быть вором, он становится вором. Хочет быть академиком, он становится академиком. Это от нас зависит. И от той культуры, от тех ценностей, которые для нас, людей, очень важны. Вот. И Россия растратила себя, к сожалению. Растратила. Надеемся на будущее. Ну, Да. спасибо большое, Елена, за интервью. Мы сейчас уже закончим и перейдем на фотографии. Хорошо? Ну, вот, я думаю, что, наверное, этого будет достаточно. Я там, вот, когда-нибудь, когда моя книжка выйдет, это вы можете ее прочитать. Почитай. Там будет очень много для вас интересного такого, что... Елена, вы можете мне рассказать про эту фотографию? Кто это и когда это? Это моя фотография, и она сделана в 1963 году, когда умерла моя мама. Эта фотография сделана была. Это в Ленинграде? А? Это в Ленинграде Это было? все, да, это в Ленинграде. Это в Ленинграде. Я была в Ленинграде до 1979 года. Да. А эта вот фотография была сделана после смерти мамы. Вот. Thank you. Так. Елена, кто это в этой фотографии и Это какой тоже год? моя фотография, которая сделана приблизительно в те же вот года, потому что когда вот я была в Ленинграде в это время, мама когда у меня умерла, и вот эти все фотографии были сделаны у меня в Ленинграде. Елена, вы можете мне рассказать про эту фотографию? Кто это такой и когда и где? Эта фотография была сделана тоже в 1963 году, когда я была у мамы. Вот когда я приехала из Баку в Ленинград на похороны моей мамы. Эта фотография была сделана. Thank you. Елена, скажите мне, пожалуйста, кто это и когда? Это моя мама. Это ее фотография, когда ей было 18 лет. И она тогда была в Ленинграде или в В Гомеле? Ленинграде, нет, она уже была замужем. Она была уже замужем, и это ей 18 лет. Это вот ее фотография. Thank you. Елена, а кто это такой, когда это? Это мой муж первый, которого я вышла замуж, когда мне было 18 лет, а ему было 28. Он служил в армии, летчик. Он был главным инженером по оборудованию самолетов в армии Рокоссовского. Спасибо. Прошел всю войну. Thank you. Елена, а кто на этих двух фотографиях? На этих двух фотографиях, на одной фотографии я, а на другой фотографии Рома, который цветочек целует. Это значит, что он целует меня. И какие это годы? Вот. Это у нас уже были 60
Это было... Так, в 68 году это было. Thank you. Елена, а кто это и когда? Это моя бабушка, папина мама. Зовут ее Беля. И жили они в Жлобине, в Белоруссии. И вы знаете, какого года эта фотография? Эта фотография 1890 года. Thank you. Да. Елена, а расскажите мне, пожалуйста, про эту фотографию. Это фотография моего папы и его братьев. Тут его 4 брата, и 5-й брат, который был у него, он был в Америке в это время уже. А какой из Вот. них это ваш папа? Вот что? Ваш папа это. А вот папа у меня, который в очках. А, папа в очках. Да. Понятно. Папа, мы в очках. И в котором это году эта Ой, фотография? вы знаете, в котором это году было? Папа мой был, это были 30-е годы. Это был, наверное, так скажем, 33-й год. Thank you. Когда папа, да. Елена, расскажите мне, пожалуйста, про эти 2 фотографии. Это фотография моего папы после женитьбы на моей маме. Когда они поженились, ему было 21 год. Нет, ему было 19, а ей было 18. А это моя мама и я. Здесь мне 7 лет. И это какие Вот. года? А если вам 7, то это 35-й год, да? Да, это мне 7 лет. Здесь мне, я сказала 7 лет, как не 7. Мне здесь было, это мне 5 лет. Хорошо, Это тогда было 5 33. лет мне здесь, да. Это мы тогда жили на Васильевском острове, да. А папа, Вот. это, когда они поженились, это был какой год? Ну, папа поженился, если я родилась в 28-м, они поженились в 26-м году. Thank you. Елена, расскажите мне, пожалуйста, про эти фотографии. Ну, это фотография папина, где он в армии, служил еще до войны, до финской войны, когда это были года приблизительно тоже 30-е годы, но я точно не помню, я маленькая была. Это он был в армии до 37-го года, он был в армии где-то. Вот. А вот вторая фотография, это я 39-го года. Значит, эту фотографию я одела в папину одежду. Его вот, в его одежде я и сфотографировалась, когда он пришел с финской войны. Вот, и я так вот его фотографирую. Вот, и вот мне тогда обрезали волосы полностью. Что-то я болела чем-то, я не помню. В общем, у меня тут нет волос, я без волос. А здесь я не помню, по какой причине мне волосы отрезали. Вот, так что это я в папиной одежде. Thank you. Да. Елена, расскажите мне, пожалуйста, про эту. Это здесь я. Это у нас Ирке год, наверное, уже. Нет, Ирке около года. Год был, наверное. Так, это уже Ира родилась в 39-м, да. Это уже мне было уже здесь 28, здесь мне уже 11 лет, а моей сестреночке этой 10 лет, 1 год. И это какой год, получается? Это будет год, значит, это был 39-й год. 39-й. Да. Thank you. Елена, расскажите мне, пожалуйста, про эту фотографию. Вот эта фотография была сделана на вечеринке вот у этих 3 женщин. Вот эти 3 женщины, вот это Соня, вот которая с левой стороны, это моя младшая сестра. А вот это вот ее свекровь справа, первая, а это 2 ее сестры. Они все татарского происхождения, видно, да? А наверху идет Соня, потом Ира, а потом я. Здесь на себя не похожие. Вот это 3 сестры. И какой это год? Это был год, сейчас скажу. Это был год, это был 50, значит, это был 50, нет, это был 57-й. 57. Да. Thank you. Угу. Елена, расскажите мне, пожалуйста, про эти 2. Так, одна фотография была сделана в Баку, вот которая слева. Это были 60-е годы уже. А эта фотография была сделана в Ленинграде. И сделана со стороны зеркала. Это я в зеркало смотрюсь.
Эта фотография была уже сделана в 63-м году. Thank you, and that concludes our interview.